несколько больших камней упало, и мы как раз видели это все. В этом году нет, в этом году спокойно. Ну, опасная вещь, слушай. У нас действующие вулканы есть в Степном Крыму. Это село называется Вулкановка. Грязь, да, грязевой. Грязь выходит, да. Сусанна, занеси хоть стульчик. А я была, там Бондаренкова, которая там поле такое грязевых вулканов большое. Вот они, но они маленькие, они вот такой высоты. Короче, сидим на вулкане. Живем на вулкане. Вот. А я сегодня утром распечатала словарь. Словник крымско-татарских рослин. Крымского полуострова. Это тот словарь, который... Словник это по-украински, да? Да, я же писала по-украински. У нас выпустили, Москва выпустила сюда, да, Хазим? Да, я сюда, да. Садись сюда. Садись. Это, ну, я работаю в этом научно-исследовательском институте, сейчас называется, у нас при КИПу, центр, а сейчас институт. И это, дали задание для школ сделать терминологический словарь. Я математику сделал, ну, кто что. Короче, в прошлом году готовые собрали, отправили в Москву, напечатали, принесли. Русский текст не словник же должен быть, а словарь, термин, да? Ну да. Написали словник. А словник в русском языке – это первые слова, которые стоят в словаре. Это совсем другое. Да. То есть вот так. Вот такой ляпс в Москве делают, такой ляпс. Там филологи же должны сидеть и должны считать. Да. Так, хорошо. Вот, это он. Ты эти фотографии тоже делаешь или что? Не все, это обложка, это один из вариантов обложки. Это... Есть фотографии будут, конечно. Фотографии а будут. Это рисунок, да? Да, это рисунок, это карта Крыма, очертания Крыма. И все растения, которые здесь такие основные, самые яркие растут. Тюльпаны, которые орхидея, вот ясколка. Да. И они все просто это для красоты. А это я просто сложила, как оно в книге. Это я вчера была в Старом Крыму, в музее. Зашла в литературный музей и увидела такую красивую картину этого Нури Якубова. Она всю стенку, и там все растения Крыма. И я очень буду просить музей и самого Нури. Буду просить музей и пойду к Нури-ага. Да, к Нури-ага для того, чтобы спросить разрешение использовать его картину для титульной страницы. Правильно. Тут просто такие красивые. Я думаю, не должен отказать. Я никому, например, не отказываю. Все, что мне есть, кто просит, я даю. Это да. Чего под себя жать его? Тем более, это же художник для словаря. И тут же девушки крымско-татарские нарисованы. И там есть лучник в Степном Крыму такой, там же кустики. Это огромное панно. Оно настолько подходит для словаря. Я очень хочу, чтобы он как-то его поспособствовал. Я думаю, у тебя будет богаче словарь. Не сухой будет, а уже он с душой будет. Видами, да, это очень хорошо. А это будет вторая страница. Молодец. Ага. Ну тут дальше я писала на украинском, мне просто легче, я могу и на русском писать, но я как-то думаю просто на украинском и потом и писала. Вам не сложно будет на украинском читать? Я не понял. Вам на украинском не сложно будет читать? По-украински? Да. Ну, в общем-то, сложновато, но ничего страшного. Я переводил украинские учебники. Спасибо. Если надо, я на русский переведу, если сложно. Но ты знаешь, что сделали с этими учебниками, когда Россия пришла? На деньги Сороса я много проектов защитил, где-то 12 книг перевел, учебников, математика и природоведение. И вот сейчас сделали чистку. Мне звонит учительница: у вас, говорит, природоведение за 3 класс есть? Я говорю: слушай, у тебя же должно быть во всех школах. Тогда, когда напечатали, всем раздали. Нету, говорю, как нету? Все, говорит, вычистили.
играл в других школах, и там, говорит, вычислили. Забрали? Да. Ничего не оставили. Все, что было издано в Киеве, на русском языке, я наоборот это вот переводил с украинского, да, на русский язык переводил и на крымско-татарский язык. Нету. Вот такая история. Боже. А там что может быть? Там что, вот скажем, в природоведении, в математике что может быть? Ну, может быть, расстояние от Киева до Харькова, там еще что-нибудь такое. Это мелочи такие совсем. Может, там политики там нет никакой? В словаре тоже нет никакой политики. Bizde barlar халпағын ал десең, башын алған сөйлері бар. Это если захотят человека уничтожить, сначала... Ну, если ему скажут, сними шапку, он голову снимает. Я слышала баш. Да. Ну, да. Юля как раз ищет что-то вот для растений, какую-то эпитафию, да, ты сегодня? Вот, я еще хотела, тут же получается... У нас есть такие вот слова? В начале предисловия какую-то крымско-татарскую поговорку или выражение, что вот бы могло быть... Ну, типа вот... Связано с растениями. Это было бы Озен, мереке, полсада, я залмаз, безым дердемес, вот, ну, только для растений что-то такое. И, может быть, даже попробовать в конце, или где-то вот в словаре дать поговорки о растениях, чтобы сохранить это все. Это было бы пару страниц, я думаю, больше не наберется, но это было бы хорошо. Ты переходишь на низкий уровень звучания. Да, сейчас. Я говорю, что... Я плохо слышу. Сейчас я буду стараться. Я говорю, что... Заложено уже, вот кого-то заткнули чем-то, понимаешь? Может, чисто это... И причем временами особенно бывает. Это вот. Давление может быть. Видимо, с атмосферой. У меня у дедушки так тоже. Да? Он когда будет дождь, он чуть-чуть хуже слышит. Теперь знаешь, что самое главное, я сначала скажу, потом продолжим разговор. Я пересматривал свой словарь трехязычный, да, большой, потому что там много добавлений, изменений. И вот этот трехтомник есть, русско-татарский. Я так взвесил, быстрее я могу его закончить, тот словарь. Внеси туда вот эти дополнения, изменения. Вот его я делал, больше половины сделал. И когда я там работал, оттуда выбирал растения. Но они все без перевода. Там пишут съедобное растение, или с такими цветами, или с таким-то корнем. Вот такие я выбирал. А у которых есть имена, я не трогал. Но они уже есть. Они все должны быть у тебя. Да, ты этот словарь просматривал. Да, я из него выписала все. А вот то, что имен нет, эти слова как ты будешь давать? Там же перевода нет. А может быть, Гирей нашел в экспедициях, может быть, какие-то есть общие? Может быть, некоторые, да, но все равно не все. Нет. Поэтому я бы предложил так, где-то, может, в выступлении указать, что вот у меня где-то под сотни набиралось там. Ого, это надо, да, надо вот таких было. вот. Что вот какое-то количество растений, есть татарское название, а на другие языки никто не перевел. Что это такое, назвать? Это надо найти этот цветок, а по определителю, может быть, там можно узнать будет, его. Да. Но все равно же их надо просто написать и включить. Вот если ничего не определять не будем, я думаю, что обязательно надо указать, что есть и много, ведь есть не один, не два. Они тоже будут иметь значение, что да, действительно, Крым, помимо всего этого, есть еще, название никто не смог это сказать. Да. Спасибо, это очень важный момент. В основном старики это знают, а старики русского перевода не знают. Они могут показать. Они могут показать, да. Если с ним пойдешь,
попадется это растение, он скажет, вот это растение, это может. Или можно взять книжку с картинками, с иллюстрациями. Если картинку увидит, узнать может. Вот это тоже вариант есть. У меня есть, я сейчас готовлю специально такой альбом фотографий. У меня очень мало моих фотографий. Я в прошлом году летом и сейчас фотографирую все. И чтобы можно было показывать и спрашивать, как называется. Правильно делаешь, молодец. Есть еще Красная книга Крыма, но там не все виды. Там исключения есть в основном. Ну да, наверное. Кучерья, я вспомнил, это тувахские. А кучерья? Самая твердая порода дерева у них кучерья. Это ясень. Не, у нас куруч ясень, а он Кучерья. Кучерья, да, я не определил так. Ну, ясень у нас один вид. Вот. Самая твердая порода какая тут в Крыму? Вообще фисташка. Дымирогач. Вот она железная, бока, вот железное дерево. Фисташка считается твердой. Делали эти кнутовища из таволги. Да, да, она крепкая, это куст, она кустарник. Но ножи делали еще, рукоятки для ножей. А по нашим таволга. Таволга. Очень близко. Таволга. А ну, кстати, надо ее написать. Сейчас она есть. Таволга, да? Таволга, да. Сейчас. О, тут же самое. Ищи, найдешь. У нас тал, да, тал ива, да? Тал есть, да. Ива есть, да. Причем там мортал, там много разных ив. И ломкая. А таволги, кстати, нет. Нету? Ну вот, можешь. Сейчас мы ее сюда запишем. Вспомнили они. Я сам забыл, по-моему. Ручка надо, вон там ручка на перилах есть. Да я что-то... На книжке моей ручка. Таволга, да? Таволга. Спасибо. Чёрный. Таволга. А вот... Га. Г с твердым знаком. Г с твердым знаком. Га. А, да, вот. Ага, отлично. Таволга. Это просто оно вылетело. Здесь в этом словаре я украинские подавала первые, татарские вторые, русские, английские и латынь. Раз, два, три, четыре, пять, да? 5. Да. Получается, что вот латынь я еще пока доделывала, там ботаники сделали ревизию, они по-разному называют роды, эту часть пока я ее дорабатываю. И тут я вычеркну много лишнего, то есть вот это вот оно ужмется. А первым будет крымско-татарское название, потом украинское, потом русское, потом английское, потом уже латынь. Вот, ну, это еще... Я хочу спросить совета, как лучше делать, потому что я словари никогда не составляла. Ой, не говори. Чего не хватает человека до времени. Это очень... Да, самый дефицит. А возвращаясь к пословицам, то есть идея как эпиграф к предисловию. Я сразу задумался, но пока не идет в голову что-нибудь такое, связанное с растением. Если что, я обязательно это тебе передам. Спасибо. Я с тобой связь прекратил с тех пор, как начал болеть. Я вижу там, но не могу сидеть, это тоже на меня действует. Я работаю даже месяц. Да, нет. Ослабленный организм буквально все влияет. А что сейчас больше всего беспокоит? У меня стали опухать ноги, плохо себя чувствовал, потом выяснил, что сахар есть. Немножко лечился, врач выписал, там, лечился, вроде отошло. Вот, а потом вот этот проклятый грипп, он же каждый год 2 раза посещает нас. Да, вирус. А меня обязательно. Потому что я в Узбекистане по глупости простудился, в ледяной воде купались. И вот меня не обходит. Поэтому... И еще грипп с осложнением. Вот сейчас вот не хватает мне воздуха. Почему? Потому что слабый организм. Сиранаджа, у вас может быть это сердце. Сердце. Ну, это есть. Мне сразу у вас сказали. Не хватает воздуха от сердца. Да, мне это вот когда начал я к врачу ходить, мне сказали, сердечное. Отек ног и... Сердечное недостаточно. Вот и там они написали лекарства. Я сейчас капельницу получаю, он сегодня не будет, завтра 5-я получится.
То есть вот аллерген мой, домашняя пыль. Как я от него убегу, куда убегу? Книги везде. Я вот эту дверь закрываю. Дочери говорит, там открывай форточки, а это пусть всегда закрыто. Там открывай, вот сейчас она эту дверь закрыла. Это открыл, ту закрыла. Значит, и здесь у меня форточка, и здесь открыто. Мало все равно. Вот я до обеда сидел там. В саду? Вот здесь вот. Да. И это уже лучше. Но самое хорошее место, это вот когда к перевалу подъезжаешь, с правой стороны там долина. Вот это воздух, слушай, бесподобный. Вот там как будто заслонка открывается, дышишь полной грудью. Стоит мне денек там побыть, вот в больном состоянии, потом я 2-3 дня здесь хожу нормально. Вот настолько действует. Место? Вот этот воздух, да, кислородом обогащенный, видимо. Я и так, вон, подушки, у меня кислородный баллон стоит, одну подушку в день вынюхиваю, так сказать. Ночью особенно лежу, я там сделал себе место. И это, не хватает воздуха, беру, подышу, немножко вроде легче так. Ну, сердце что-то делают, лечат? Ты понимаешь, вот сердце я сам не чувствую. А это связано? Оно же должно как-то побаливать или дать о себе знать, не чувствую. Но на всякий случай я массажирую этот район, чтобы сюда кровь поступала больше. Врач видел, врач мерил пульс? Ходил я к врачу, к терапевту, сколько раз ходил, сейчас уже ходить не могу и не хожу. А они сюда приезжают, врачи? Нет, а зачем им сюда приезжать? Они уже все сказали свои. Я несколько раз у нее был, она все выписала, повторно выписывает те же лекарства. Вот. В прошлом году то же самое было. Он там сделал себе место, на улице там лежал, ездил туда под перевал. В этом году тоже надо будет сделать. Вот немножко потеплело. Мы тот день ездили, 2 дня тому назад. Ну, было холодно еще, холодно было, ветер холодно, был еще. И еще деревья не распустились, там кислорода не столько. Это поздняя весна в этом Да, году. это когда позеленеет, тогда будет кислорода больше. Вот буду стараться таким образом выскакивать. Ну, а вообще, вся эта история связана с возрастом. Мне 19 марта исполнилось 79 лет. Это же уже возраст. Серьезный возраст, но очень... Когда мне в 60 лет одна девочка говорила, ну что вы хотите? Возраст 60 лет. У меня дедушке 85. Вот тут тоже много таких стариков живут. Долгожители, они такие крепкие, 85, да. 90, бегают. Недавно мой родственник один, Нариман Свергани, у него все зубы были на месте. 82 года умер. Зрение очки не имел. Это наследственность. Ходил бодрый. Кому как Бог дает. Да, это ресурс. Но всегда можно продлевать, можно просто аккуратно относиться к здоровью и продлевать ресурс его. Вот я духовно продлеваю. Все-таки вот креплю. Где-то вычитал, что надо себя думать не о том, что ты стареешь, а наоборот, что ты молодеешь с каждым днем. И якобы это работает. Ну, еще дела, ведь очень много дел, которые поддерживают Дело, да, и показывали старушку американскую по телевизору. Она там ткет. Голову не поднимая. То есть увлечена, полностью ушла в свою работу, все остальное от него отскакивает. Вот. Она так уверяет. Это правда? Невозможно. Вот дело... Никакую версию отвергать нельзя. Мы же знаем меньше, чем знаем меньше, чем... Нет, мы не знаем, как выразить, запутался. Мы знаем меньше, чем на самом деле? То есть человек многого еще не знает. О себе, да. Да. Вот в последнее время особенно занялись космосом, это все связано с планетами, с Луной.
Все они на нас как-то действуют. Или хорошо, или плохо. И в зависимости от расположения. Там. Короче говоря, я стараюсь не поддаваться. Ни паники, ничего. Вот было время, я ночью вставал. Как вставал? Не так не могу лежать, не так не могу лежать. И написал завещание. Сын живет в Киеве. А он приезжает? Приезжает на каникулах. Я завещание написал. Настолько плохо себя чувствовал, думаю, до утра не дотяну. Но, слава Богу, прошло. Вот. Поэтому я сегодняшнего дню, особенно сегодняшнего дня радуюсь. Я вам сколько понаписал там. Ну, это есть хорошие кардиологи, терапевты рядом, которые... Есть кардиологи, есть. Меня больше смотрел терапевт. Вот. И она сразу сказала, сердечной недостаточность. Она это прописала? Возрастной, от него никуда не уйдешь. Но есть же препараты, там, кардиомагнил. Вот который, он, кардиомагнил. Вот он, да, вот да. его... Я его пью, вот эти пью, вот это пью, кардикет. У меня все это расписано. То есть принимайте по часам? И еще вот эту капельницу. В прошлом году принимал 10 штук. И в этом году вот сейчас тоже 10 штук приму. Курсами? После капельницы немножко легче стало мне. Может быть, до конца, как-то уже... Мне много не надо. Мне нужно столько, чтобы я мог сидеть за компьютером и продолжить работу. Вот я тут познакомился с ребятами. Медени Харам есть такая организация. И им поручил все, то, что я начал, чтобы они закончили, они делают сейчас. А себя оставил только вот этот, русско-крым-татарский, потому что его, кроме меня, уже никто не сделает. Молодежь не жила в языковой среде. Она не жила. Я тебе это показывал? Покажите еще раз. А что еще раз? То же самое. Я хотел сказать, что 3 тома, да? Первый том я переработал. И те же 5 букв АБВГД. Это самое. Этого, по-моему, да? Да. Получилось в 2 раза больше. Вот. Ага, да. Понятно? Да. Толщина. И вон толщина, первый том. Да, я его помню. Поэтому я тебе, по-моему, давал, да, какой-то такой? Посчастливилось мне. Второй или третий? Второй. ЕИП. Мне посчастливилось жить в языковой среде. Поэтому я считаю своим долгом, то, что я успел тогда набрать. А у тебя вот такого нету, да? Нет. Айдермимета. Нет. Я посмотрел, там вроде тоже есть растения, да? Что? Растения там тоже есть. Растения? Я специально не смотрел. Не, ну я так посмотрел, вроде есть. Но я редко, они просто там. Я редко заглядываю. Не выборочно, а как это. Они, наверное, повторяют те, которые есть в словаре Исаара Меметовича. Наверное, они перекрываются там небольшие. Я скажу откровенно, они не ориентируются на имеющиеся сегодня словари. Мой словарь, там вот Абляза словарь вышел. Юля взяла еще Ногайский словарь. Да? Кавказский, Юля? да? Я Юля. взяла. Я слышал. Рамейский, Урумский. Она там тоже искала растения. В словарях. Ногайском словаре. Я их выбираю, но я пока их сюда не включала, они отдельно есть. Потом же у нас в Турции издали Ногайский, да? Этот автор, сейчас я вспомню, он умер в Румынии, уже. по-моему, тоже. Да. Но я его не достал. Поляк один, Ясиновский. Кваш, нет. Квасневский. Короче, поляк один, он приезжал сюда, здесь ездил. Он сделал словарь диалекта степного. Но я его не видел, я только слышал. Говорят, большой. Там тоже, может быть, есть, не знаю. Вот стоило бы поляк, надо записать и... Ой, забыл имя сейчас.
не держится. Ну, он известный такой, да? Известный, да. Известный тюрколог. Да, из филолог, Польши. филолог. Приезжал. Ясиновский или как-то Вот что-то. ски. Я что-то. Ну ты Ногайский там что-то смотрела или так да, не сильно? Я больше всего урумский и румейский. Вот я из них повыбирала, но я остановилась в урумском, по-моему, на букве К, а в румейском, по-моему, я весь прошла, но там немного названий. И они у меня отдельным блоком. Там было страниц 5 или 6, только всего лишь. Ногайско-русский ты смотрела, да? Смотрела, но я еще не выбирала. Кавказские Ногаи. Кавказских Ногаев. Да. Есть этот словарь? Ты мне присылал его. Да, есть. Ну, его надо будет... Вот его я меньше всего с ним работала. А вот с урумскими и румейскими названиями дал. Потом я нашим ребятам дал этот Терлekçi, словарь Терлekçi. Слышал? Да. Вы же в прошлый раз, по-моему, я, правда, его не смотрел, у меня времени не было. Ну, так, два раза глянул. Посмотрел, там алфавитный этот список по арабскому шрифту сделан. А там арабским шрифтом написано и русским шрифтом. Может быть, там есть, не знаю. Это надо спросить, вот они взяли. Он сделал электронный вариант этого словаря. Ты слышал, наверное? Да, они мне тоже обращались, спрашивали, да? Можно твои туда? Слушай, вот смотри. У тебя на телефоне есть это? Ну, сейчас нету. Вот с интернета, оказывается, скачать можно. Ну, может, и тебе можно с интернета скачать, и тебе. Я, правда, еще не находил этот словарь. Обязательно скачайте. Это очень легко доступно. Но он уже есть, да? Есть, в интернете есть, пожалуйста, любой может взять. А как он называется? Ну, это сейчас спросим. Напиши Медени Хрым, электронный словарь крымско-татарского. Его имя. Сейчас. Крымско-татарский электронный словарь. Я сейчас его просто попробую сразу найти. В гугле. Да. Сейчас это будет медленно, у меня медленный интернет, но он есть в телефоне. Крымско-татарский? Электронный словарь. Они увидели... Презентацию делали они в библиотеке. Они увидели, что я начал скидывать слова новые. Сейчас преподаватели в университете заставляют студентов всех забить в телефон, чтобы у всех с собой был словарь. Молодцы. Да. Хоть к чему-то хорошему. Крымско-татарский онлайн-словарь. Алем и Мединье. Не-не-не. Это Горяйнова. Это Горяйнова, да? Да, это Горяйнова. И что еще есть? Электронный крымско-татарский словарь для всех. Да, вот это, наверное. Теперь для каждого смартфона. Цанли Лугат. Да, Джан Лугат. Это Горяйнова вот тоже. Горяйнов? Ага. Канли Лугат, вот. Я плохо вижу. Ну это да, это Горяйнова. Ну вот есть здесь такой, который электронный крымско-татарский словарь для всех. Это ссылка о том, что он вышел. Да, это просто ссылка. А сам словарь. Мобильный крымско-татарский переводчик. А вот это что такое? Вот это? Просто новость, да? Просто новость, тут новости все получается. Ну, можно будет спросить это в Фейсбуке. Сейчас спрошу у него. Этот Эрнест, сейчас вспомню фамилию. Эрнест Медени Хрым. Ну, набери Эрнест, электронный крымско-татарский словарь. Эрнест. У меня сейчас, по-моему, только украинский и английский стоит клавиатура сейчас. Наверное, так вот. Эрнест. Вот с Киева приехала Юля, которая занимается словарем этих терминов по ботанике. И вышел разговор о словаре. Как найти в этом твой словарь в интернете? Как называется? Джанлы Лугат? Джанлы Лугат? Ага. Она она хочет. Ну, я предложил ей скачать, чтобы она там тоже посмотрела, может, по ботанике что найдет. Я запишу сейчас в ГИП. Ты по ботанике выписывал все, да?
Не надо, она сама это делает. Просто ей доступ надо, чтобы она там могла. На твердый знак. Все, вот, ну, сурajah это махай. Саух не хау. Ага. А он программист, да? Ну, он сделал, я не знаю, кто там, чего. Он сказал, что сам выписывал ботанику? Он мне говорит, хотите, я выпишу. Не, я сама все сделала. Ну, девять сказал. Он собирает все словари Да, и да, хочет туда все это. Все Молодец. словари, да. Вот Им будет сколько у онлайн. меня было, и терлегчи я ему отдал все. Чтобы они все это забили туда. Ну, чтобы это было уже основательно. Да. Такое, что все и диалекты, и основные Да, слова. И диалекты, да. Это очень большое Да, дело. потому что отдельно диалектами мало кто занимается. Ну вот, скажем, степной диалект взяли, сделали. А у нас сколько диалектов? Каждое село это диалект. Свое. Каждое село делает свои слова есть. Это Лимара Селендили, она сначала мне предложила значит, заняться этим. Но я посмотрел, у нее такой характер сложный. Я ей отказал. А она нашла деньги и пустила его на степной, короче. На слова? Да. Ну, вроде сделали, да? Она нахрапистая Она женщина. такая сложная с ней. Она преподаватель? Филолог? Мгм. Я не знаю. Я только знаю Эди Бамиджитову из Симферополя. Она помогла сделать буквальный перевод названий. То, что вы говорили, что это такая рутинная работа, чтобы название растений перевести буквально, чтобы это дополнительный дало смысл. И я здесь в нашем этом словаре подала, допустим, мышик ату, кошачья трава. Вот такие вот буквальные в скобочках, как вы тогда посоветовали. Что? Подала вот эти буквальные переводы в скобочках. Мгм. И это, вот, Эди Бамиджитова. Вот это вот. Да. Ну, правильно, Потому пояснение. что, например, не все... Пояснение никогда лишнее не бывает. Точно не буду. Для русскоязычных пользователей, которые не понимают язык. Конечно. И очень интересно, потому что это дает дополнительный смысл. Оно раскрывает сущность растения, Да, или да. применение его, или форму, или цвет, или Да, где да. оно растет. По-моему, пусть остается, да, вот такое Конечно. буквально перевод. Верба сирота. Вот, да, Оксистал. Оксюстал. И вот с этими ивами, иватал, это получается род саликс. А я потом нашла виды. Вот ломкая, допустим, это вот это вот триандра, точнее, фрагилис, белая, саликс альба. То есть можно до вида установить даже в таких случаях. Тут некоторых исключительных Сходит с этим, с латинским. с латинским. Да? По смыслу. Обычно я могу установить до рода, то есть высший таксон. А уже вот... Как мне сказать, и чтобы она громче была? Громче, да, говорю. Сейчас попробую. Обычно я могу найти аналог, перевод, ботаническую латынь, только род растения, а вид не могу, потому что видов там может быть 10. И оно все равно вот называется, допустим, полынь. Что Джушан от ботаники означает 10 видов полыни. Да. И вот я потому подаю род полынь, и в словаре иллюстрированная часть, вот самая последняя, то, что я сейчас доделываю. Для каждого растения будет вот такая страничка. Вот, допустим, это асфаделина. Кстати, это просто она самая первая у меня была, я ее утром распечатала. Здесь будет первое крымско-татарское название. Потом Поверни, напиши. Поверни, чтобы тебе удобно. Да, это здесь. У нас еще же есть словарь 905 года рождения, да? Есть Золотого. У меня есть он. Да? У тебя нет этого Нет. словаря? Но он Я могу толстый дать или нет? на время, но я не знаю, там есть или нет. Но он толстый или такой? Он у меня фотокопия. Да? Да. Его можно было перефотографировать Я сейчас, могу, да? у меня Ну сейчас... давай я сейчас тогда потихоньку пройду, вынесу его, посмотрим. Хорошо. Давай. Мне дорожку дай. Да, туда-сюда. Полный Осман Золото. Уже 906 года. Ой, интересно, да. Я такого не видела такого. Раритет какой.
Давай я второй начну, а ты первый. Ага, я фотографировать, да? Ну, Эрнест уже выложил его или нет? Его? Да. О нем разговор Нет? не было совсем, я забыл про него. Ну, надо, конечно, тоже этот... Это же, получается, Исмета Заатова родственник, отец, Да. дедушка. А нет, не родственник. Нет? Однофамилец. Да. Ой, какой. Это самый первый словарь, да? М? Это самый первый словарь. Да, Жошка Крымсатарский, Боже, я первый словарь 905 года. Это редчайшая книга. Ну, там были разговорники есть. Каспринского. Исмаила Гаспринского. Да, тогда вот, если хочешь, я могу его тоже вынести тебе. Ну, это какой диалект здесь больше? Здесь и Алубойский. Да? Южнобережный. А? Южнобережный, да? Да. Я вам еще чай привезла. Чабрец и душицу, степные травы. Ой, спасибо. Это заваривать ведь надо, Да, да? да. Чабрец, он, кстати, он легочной для легких, а душица просто приятная такая, к чаю добавляется, к зеленому, к черному. Можно их полностью пить? Они такие не... Спасибо, спасибо большое. Это степные травы. Вот как раз. И на Кирдаге растут почти везде. Но сейчас научно-исследовательский институт не начал вот такие более исследования? Нет. Я знаю, вроде там занимаются, на Рине там Занимаются, есть. да, но у них у всех Мазинов. свои темы есть. Да? Словарями, там по химии занимается Вадим Миреев, да? и я вот по математике. Там, правда, сейчас подсоединился этот журналист наш. Эрвин Бекиров, Нет, Аблязис Велиев. он по физике составляет. На радио он работал. А, понял. Сервер. А? Сервера. Сервер, да. Ну, к вам приходила Юлия Османова, дочка? Нет, она звонила. Звонила, и когда у меня день рождения был, она там поздравляла в интернете. Мне Сафуре зачитала, там где-то 280 поздравлений было. А когда у вас был день рождения? А когда у вас был день рождения? 19 марта было. Совсем недавно день. 80-й иду уже. О, это к юбилею. Да. Говорят, мы юбилей тебе сделаем хороший. Да. Я говорю, я доживу до вашего юбилея. А вы с этим не встречались? Айдер Эмиров начал про Корбек писать там что-то. Нет, с Айдером Эмировым я не контачу. И они меня Мне тоже... этот человек не нравится. Они меня тоже начали третировать сейчас. За что? Но я не присоединился к ним по Корбеку. Я говорю, у книжки может быть один автор. А они там... Ты сам делай. Да. Сам. У тебя материал достаточно, Да. делай. А они но хотят... не затягивай, я тебя очень прошу. Не, я уже начал печатать статьи свои. Я ж, помните, вам посылал? Да. Сейчас просто у меня тоже отец заболел. Такое тоже. Ему сколько лет? 70 будет. 70 будет, да. Молодой? Ну, 47-го года. Вот. Держать тебя? Да, пожалуйста. А я звонил Спасибо большое. вот этому Караманову. Что-то он так трубку не взял. Вчера он был здесь, я долго вспоминал, кто меня просил, так и не вспомнил. Он спрашивает, кто? Я говорю, вот забыл, но вспомни, скажу. Вот сейчас ты мне напомнил. Я ему раза, наверное, 4-5 звонил, ну, не знаю, что случилось. Он от телефона уходит далеко.
Часто я не могу дозвониться. А как здоровье у него сейчас? Здоровье одноглазый. Ходит еле-еле, как утка. А он из какого города? Кто? А из какого города? Он? Да. Отсюда. Ты имеешь в виду, где родился он? Он вообще Баксан, есть такое село в горах. Ага. Я была в Старом Крыму позавчера, зашла в Крымско-Татарский музей. Там есть очень хороший музей. Где? В Старом Крыму. Я только по телевизору видел. И там я познакомилась с хранительницей музея. Вот у них вчера было закрыто. Но она сказала, что я могу прийти к ней в гости, и она расскажет, как травы называются, как именно там, вот с той стороны диалект. Может быть, что-то тоже новое найдется. Ты сняла? Это все снимаю. Да. Переворачивай. Сейчас. Давай, просто проверю, чтобы оно резко было. Этот фотоаппарат сложный, но не фокусирует. А вы не пробовали через Рескомнадзор печатать книги? Я однажды обращался туда, когда детские книжки хотел выпустить. Там такой вой-гай. Каждый старается свое продвинуть. Я перестал ходить, потому что там на 4-м этаже я пока поднялся, чуть не умер по пути. Я вчера Шевхи Ага звонил Бекирову. Он книгу написал. Про Шевхи Бекиров, да. Помните? Врач? Да. Да, какую? Ну, про свою судьбу там и про Корбек чуть-чуть он. И он говорит, я дал на комиссию в Рескомнадзор, ну, должны, типа, утвердить и напечатать. Да, рассматривать. Там рассматривают, они сначала утверждают. Ну да, рассматривают. Там же раньше был Айдер Эмиров, директор. Да. А сейчас Лобанда. Оксана Лобанда. Он везде приходит, пачкает, уходит, блин. А если в Киеве книги издавать? Это там Крымский возможно? дом открыли, кстати. В Киеве я этот наш словарь хочу издать в Крымском доме. Там есть и Рустам Скибин, и сейчас его... Ахтем Сейтаблаев возглавляет. Тот, который Клитерму снимал. И туда постоянно... Это в Бахчисарае? В Киеве. В Киеве? Крымский, на Арсенальной, на Печерске сделали Крымский дом. Туда Мустафа Джамилев приезжает очень часто, и у них там и семинары, и лекции, и издательская работа. Они, когда узнали про словарь, сказали, что они будут искать средства, чтобы его сделать. Вот, пожалуйста, я не против, пусть. Но это не опасно? Вот это не опасно для Гирея, для вас, если книжку в Киеве издавать? Да нет. Нет? Я не знаю. Для меня ничего не опасно уже. Для нас. Просто здесь у меня никаких контактов нету, я не знаю. Ты там, если будешь в этом доме, ты просто замолви, словечко, там просто спроси. Если им надо, пожалуйста, я готов. У Сиранага очень много что надо издать. Да. Словари? Словари, пожалуйста. Вот, между прочим, фразеологический словарь я сейчас вам подарю. Тот день Медине Харым отмечал десятилетие. Приглашенных было 100 человек. Ого. Это недавно, да? Я 100 экземпляров своего фразеологического словаря подарил им бесплатно. О. Откуда выпало? А я нашла, я уже нашла. Там страничка есть. Да. Так вы говорите, 10 лет они отмечают? Да, годовщину. Годовщину, да. Давай подвинем сюда вот так вот. Не подала. Так, все. А то, что он двигается, ничего? Нет, там... Успевает схватывать? Я поставила такую экспозицию недолгую. За секунду все. Захватывает. Что-то пропал наш помните, издавал же ваш словарь. Уже забыл как. Какой? Ну, парень, помните, приезжал, он издавал словарь
Марлен, Марлен Карашайский, да. Он пропал. Пропал, да. У него, видимо, дела не идут. Последнее его письмо было такое, что, значит, эту прежнюю работу, а там у них что-то произошло. Мы хотим новое дело начать. Это месяца 2 пройдет, наверное. Потом свяжемся где-то и все. Видимо, не получается. А он как издатель, да? Не, он помогал. Просто богатый человек был тогда. Он тоже интересовался словарями. Словарем, он сам там начал словарь другой делать. Ты же знаешь об этом, да? Да. Ну, я ему тогда прям сказал, открыто. Я говорю, не надо этим заниматься. Он все-таки настырно занимался. Я пошел, как не смог Надир-ага дозвониться, пошел к Идее Муслимовой. Знаете такое? Ну да, знаю, конечно. Она говорит, ты моего отца мотивировал написать книгу при жизни. И он заставил меня написать книгу про козы. И говорит, да, и говорит, я тебе помогу. Я говорю, я не откажусь. И взял по Курбеку где-то статей 5-6, отослал ей. Я говорю, можно их, как в виде книги, что-то сделать? Неделя прошла. Пока это когда было? Неделю назад. Не знаю, сделает или нет. Я ее просто лично не знаю. Мы с ней после последнего издания в словаре совместно издавали мой словарь. Она там повела себя нехорошо. Месяца 3 или 4 не контачили. Потом тот день, смотрю, звонит. Давайте выпустим еще словарь. Я говорю, я с тобой решил не работать, потому что с тобой невозможно работать. Она начала там где-то полчаса голову морочила, и потом говорю, ладно, пойду еще раз на уступки тебе. Она должна была вот этот словарь по 37 тысяч выпустить, расходы брать сначала на себя, а потом я должен как-то свою часть оплатить. Не знаю, сделала что-нибудь. Но она вообще как, обязательно или так? Не сильно. Я тебе скажу, эта женщина... Ну да, у нее же немножко у нее мужа же нет. Татарча келлерлы, гидерлы дилер. С приходами. О. По настроению, да? По настроению, да. Иногда. Да, такая работа требует постоянства. Если уже взялся, то делай. А у нее что, есть возможности, что ли, типографии? Ну, ей же турки помогли открыть это самое. Да? Да. Издательство. Печатает она в других типографиях, а готовит книжки у себя. Вот она про свое село там написала, еще что-то. Ну, я просто тоже думаю, может, она просто так мне сказала, что она говорит, когда отец был живой, ты к нему подошел, начал говорить, что надо успеть сделать. И он после этого этой идеей заразился и каждый день начал собирать информацию. Ты понимаешь, вот Рифат наш конфликт в чем Муслимов. Я тебе скажу, наш конфликт в чем состоял. Значит, договорились выпустить. Она говорит, через неделю будет готово. Хорошо. А получилось, что через 5 дней готово уже привезли. Она мне звонит, давайте быстрее грузчика. Это самое, надо разгрузить все. Я поймал такси, поймал людей, послал туда, они там все сделали. И звоню по телефону. Как мы будем реализовывать? Есть 3 точки, где реализуется. Я говорю, как мы распределим?
Я опять пошел на уступки. Я говорю, давай я один магазин возьму, а 2 магазина ты возьми, продай, потом я свои продам. Хорошо. Теперь, когда разгрузили все, это был уже вечер. Я вечером никого из этих продавцов не тревожу. Утром звоню. Одному звоню, говорит, меня идея привезла. Другому звоню, мне идея привезла. Третьему звоню, мне идея привезла. Звоню, я говорю, ты что сделала? Мы же с тобой договорились. Нет, все равно мы с вами не договаривались. И у меня, извини, выскочил в таких случаях, у меня выскакивает, вот, блядь, дедом, да? О, все. Тут же кинул трубку и больше не брал. Ну да, надо тоже. Договор есть договор. Вот поэтому я с ней с тех пор не контактил, а сейчас она, видишь, приспичила, ей, оказывается, надо немножко подзаработать. А делали 50 на 50, хотя я автор. Но я шел на уступки и думаю, пусть окрепнет, станет на ноги. Я просто сам думаю, я вот ей сейчас дал эти статьи, а она что с ними может сделать? Она что, русовед или что она? Не знаю, не могу сказать. Или может она может отправить их Чубарову на проверку? Не знаю. Или Гульнаре Бекировой. Чубарову мне контактил, там помогал ей. Или Гульнаре Бекировой. Когда вот этот журнал у ней открывался. Она просто у меня спрашивает, ты там и про мусульманский комитет написал? Я говорю, ну что старожил говорил, то и написал. Ты же записываешь то, что рассказывал. Ну да, я то, что говорит, то я теперь не знаю. Если тебе не нравится, не пользуйся. Да. Ты же как документалист. Я просто не знаю, зачем ей неделя. Она мне говорит, у тебя язык сложный, там еще что-то. У тебя язык сложный? Да, и потом говорит, мне нужно там до среды, я не знаю, может она просто занята или что. Я так и не понял, что она хочет делать. Но она может это, да, то есть слова может на ветер пускать, да? То есть сказать, что типа вот ты отцу помог, а потом забыть про это. Я тебе сказал про свой случай, отсюда можешь вывод сделать. Понятно. Плюс Р сармашлыги. Когда она становилась на ноги, открывала, на турецкие деньги она это сделала. Ну, а потом же надо подпитываться все равно. И я ей шел навстречу, мы 3 раза, по-моему, переиздавали словарь. Каждый раз, слушай, говорю, я автор, может, мне 60, тебе 40? Мы же вместе работаем. Уже 50 на 50 выпускали. Я шел на это. Ой, помогу, что мне? Ну, там, немножко меньше, ничего страшного. Сиран Оджа, я знаете, как хотел сначала, а потом она говорит, так не надо. Я хотел одну статью взять, она страниц 11 и плюс картинки, страниц, ну там, наверное, будет под 15-20, А4. А в виде книги оно же еще больше будет, правильно? Ну да. Хотел каждую статью в виде книги сделать, чтобы и читателю было, и там продавать чисто вот, чтобы за типографские эти, чтобы люди, да, вот так вот. Ну, не знаю. Она говорит, давай все статьи сразу сделаем. Не советовал бы, учитывая по Корбеку сегодняшний все, покупательный спрос. Да. Дешевенькие быстрее берут. 100, 200. Если вот еще так, поработаешь над дизайном обложки красивой, он быстрее пойдет. Да. А когда берут хорошую вещь, нравится, но большое, и цена большая. И не купят ее. Откладывают, уходят на другой раз. Это наша детская... Наша библиотека выпустила каталог моих работ. Ой, Я просто помню, Надирага мне тогда говорил, что первую книгу там я тебе помогу сделать. Но это уже года 2-3 назад. Но не знаю, сейчас он может, нет. Он, видите, сейчас уже и не видит, да? В состоянии, он сам не виноват, конечно. Операцию сделали, глаз 11 лет. Сделали 2-й глаз, он ходил вообще
ну как это сказать, панически настроенный. Ну, выжил глаз, видит. Но зато уже походка не та. Я же говорю, вот здесь из дверей полчаса выходит. Пока он там нащупает, куда наступает. Хрупкое здоровье. Вот такое. Ну, потом я обратился в КИПУ. Он довел до конца, вот эту книжку выпустил, вчера мне привез. Я сделал. Это вторая. Будешь делать? Вот это вторая книжка. Табиат Пикажеевка. А, это вторая половина. Да, Это животные, вторая да? половина. Животные, ой. Он вам привез много-много образцов. А? Один привез, да, вам? Он Его привез- можно Это купить меня у вас? есть тираж, он мне принес. О, Ну, мы давайте мы купим у вас. таких книжек. Не, купить его я вам не буду продавать, я вам подарю. Не-не-не, не надо, не надо, Не-не-не, не мы надо. купим Мы обязательно. купим, вы что? Это... Он там за дверью, возьми, пожалуйста. Не-не, пачку. мы купим еще на подарки купим, потому что я всем раздаю. Да, книжки. это приятно кому-то подарить. Вот я, Ну, смотрите, я не знаю, один экземпляр я вам дарю. Не-не-не. я 3 хочу купить. Остальное можете заплатить. Да, я тоже. Да, у меня вот племянники есть, и Ну, прекрасно. я завтра поеду к мамуту. А первый у тебя есть? Да, первый есть, это же вообще отлично, с растениями. Я же оттуда взяла этот можжевельник, Юксек Ардыч, можжевельник высокий. Его больше нигде не было, ни в каком словаре. А там вот он нашелся. Да. Там были Не, названия. ну вот это единственная книга, такая вот цветная иллюстрация. Вот тут все, которые мои книжки здесь. О, вот этот вот тебе Да. птир с Это у растением. тебя есть, Да. вот это второй. И вот еще тоже про животных, наверное. Так, и я вам подарю еще вот такие книжки. Про зоологические. Саунас, у меня есть такая. Есть, да? А у тебя? У меня А есть. я могла бы ее... Ой, а такого нет. Это же... Это фразеологический словарь? Да. Можно Крымско-татарско-русский. А можно я его куплю? Так. Ну зачем? Я тебе дарю. Там как раз, может, про растения, Там может же быть, можно да? найти, Про да. зоологизм Не знаю, такой. может быть. Я Может быть, там попадется так что-то. не отслеживал, честно говоря. Спасибо, Сара большое. То, что фразеологический словарь, это же самое интересное. У меня такого не было. Я поищу там. Вот. Спасибо. В этом я сейчас что вспомнил. В песнях есть много упоминаний о растениях. Я знаю только про тюльпан. Про лилей, гюль, Тюльпан, да, есть. И сирень, по-моему, Парамфиль есть. есть. гвоздика. Про мак, по-моему, есть. Я когда... Вот я еще хотела сказать. Вам большой-большой привет от Ленуры Османовой. Ленары Османовой. Певица. Певица. А, Певица, она вам... Я была случайно ее встретила, и меня с ней познакомил наш общий знакомый. Она говорит, ох, будешь видеть Сирана Джан, передавай ему большой привет, она помнит. И она сказала, она была с мамой, я не помню, как ее маму зовут, она такая тоже почтенная очень женщина. я тоже забыл уже. И вот она мне говорит, что так песни же, у Ленары же большой репертуар народных песен. Это возьми оттуда кусочки, там, четверостишие какие-то, и запиши, пусть это тоже будет в словаре. И они пообещали сделать подборку. Правильно. Хорошая идея, кстати, хорошо, что Правильно. вспомнили. Много. Ну, я сейчас не смогу сказать, но я знаю, что есть в песнях, есть эти упоминания о растениях. И, может быть, у поэтов, у крымско-татарских поэтов, которые про Крым писали, может, там тоже есть что-то о растениях. Не понял. А поэты, поэзия. Есть, конечно, Это надо может просто быть, есть. это Я щас не могу литеровед, вспомнить, литероведы честно говоря. надо. Должно быть. Ну, раз вот этот написал про тюльпан, значит, там еще, наверное, может. Да, но Манчелевиджихан написал Сары тюльпан. Желтый тюльпан. Угу. Вот сейчас как раз цветут. Сейчас по АТРу этот все время стих рекламирует. Сары тюльпан. Вот крымско-татарские песни. Ой, Может ой. быть, сразу и попадется что. А там с переводами? Ой-ой, там без переводов. Без переводов, Без да? переводов, это очень жаль. Ну, давай я буду смотреть тогда. Бегло. Может, что и попадется. А когда такая книга вышла?
Эта книга вышла В 2004 году. в 2004 году. Мне потом предложили в Кипу 30 экземпляров с версткой и с макетом 3000 рублей. Чего? Володя, там в Кипу есть такой, типография. Что предложили? Ну вот напечатать, допустим, 30 страниц, если это книжка, 30 экземпляров с версткой и с макетом 3000 рублей. Это недорого. Да? Там просто вот эти научные сотрудники там печатаются. Фотографии есть? У него Володя, может вы знаете, в Где Кипу. фотографии есть? Статьи? Статья будут. Черно-белые фотографии идут как текст. Да. А вот эти цветные уже там Но цена другая. обложка, да. Так, что я здесь так ковыряюсь? Кстати, содержание там. Я пока фотографирую вот эту вот вторую часть. А может, Кирилл, я лучше, наверное, у тебя возьму вторую. Смотри сама, да. Удобно. Если тебе так удобно. Я тоже филолог, но мне это, наверное, не интересно. Это по филологии или нет? По Нет, да? по филологии немножко и это- по ботанике. это скорее. ботаника. Это название растений. Хорошо. А биология это животные, значит, животных нету. Нет, ну биология это и животные, и растения. да. Только зоология это про животные, а ботаника это растения. Ботаника, все поняла. Это, по сути, ботанический словарь. Ох, какой здесь хороший. С животными вышел. İzzet nasıl sağladı? Ай, лежит дома. А? На улицу не выходит. Я помню, один раз пришли к нему. Я говорю, надо вам по Корбеку архив сохранить. Ну, потом, видимо, у него настроения, что ли, не было. Но потом один день пришли к нему. И А он сейчас не очень и- любит их, когда и- посещает. Ильдас Сейдбекиров приходил. Видишь, у него естественные надобности свои. Ну да. Люди придут неудобно. Он же в туалет не может Ну выходить. да. У него рядом все. У него тоже дыхания не хватает, как и у тебя, да, баба? Дыхание у него лучше, чем у меня, конечно. Лучше? Вот так вот. Вот так подержи. Вот про грушу есть. О, Армуд далда салланар. Ой, здорово. Салландық чабалланар. Это веселая песня, какая-то шуточная, наверное. Значит, висит груша на ветке, Она же нет, да. и чем больше висит, она становится слаще. Вот. И дальше идут уже другие слова, конечно. А это можно взять, получается, первая часть словаря про дикие растения, а вторая часть про культурные. Можно ее эпиграфом во вторую часть словаря взять. Про фрукт. Так, чтобы больше представить, чтобы фольклор представить, и эпос, и поговорки. Хоть чуть-чуть. Чтобы словарь был интересный и богатый. У нас про полы ничего нету О, про Джушан. Было бы здорово. в нашей, это, так скажем, литературе или... А в украинской есть? Сузанна, А, пройди водички, дай мне хоть. сейчас. Простите, пожалуйста. Бар кельси. Извините. Еще три. Быстренько. Тут дальше.
О, кто-то идет? Это мимо, на всех лает прохожих, не знаю, и дети там, соседи. Вот у где-то внук вот этот, Тимур, может, вы его знаете, Тимурчика, знаете? Не. Ну, он маленький совсем, 1 класс. Не видели. Или во 2 перешел, понял. вот я даже не знаю точно. Кажется, уже перешел. То есть переходит. Да. И он на него тоже реагирует, на всех. 303. Нет, он почему-то просто сегодня мама его ругала, говорит, почему у тебя 2-3 в дневнике, а он не может ответить. Я тоже удивилась, неужели он двоечник? Казалось бы, Он не вроде... сказал, вот я тоже думаю, почему. Да, что за учеба, начала ругать, она его сильно ругала. Сегодня даже не знаю, что она, даже чтобы мы услышали, наверное. Чтобы соседи слышали. Бедный пацан тоже, даже пожалела я. Ох. Когда они перепутали страницу, блин. А тут о чем? 303 вот страницу. А тут нет его. 303. А, это 203. 300 неудобно. 300. Слишком удобно как-то. Вам не дует от двери? А он специально открыт. Так хорошо, да. А, у него теплая вот эта вот хорошая Я штука. вот одеваю вот это. Просто чтобы не просквозило это. А тебе, наверное, холодно. Мне отлично, я про вас беспокоюсь. Ага. Вот. Var keçi aşağı gülü kırmızısını koklarım. Вот 2 строчки. Если, когда наступит весна и расцветут цветы, я хожу и принюхиваюсь к красным цветам. Интересно. Вот. А можно сфотографировать этот фрагмент? Пожалуйста, возьми. Бар Кельсе. А Бааркельсе это Вот это вот. от церкви? 2 строчки. Ага. Ну да, это известная песня. Баркельсе açsa da güller. Да. Kırmızı koklarım. Тарарайрара, тарарарара. Тарарарара. Я хочу ее послушать. Я найду Это тебя. народная песня. Да. Это все вот это сборник народных песен. Да. Это народные все песни. Да, это народные, большинство здесь народных. Но есть тут современные тут. Это то, что надо для Они тут словаря. по тематике. У нас много же песен от Сельби, Киби, там Тополь. Дюльберсен, Вот. там. Красивый Да. тополь, красивый стройный кипарис. Да. Да, это же Что-то такое, такое есть. Это же очень значимый символ, то, что нам тогда рассказывал. Да. А как кипарис по-такому? Сильви или Сильви. Сильви. Так это ж тополь вроде. Там очень сложно, на самом деле. Мне тоже был вопрос. Поняла. Сейчас я Может быть, я просто У нас названия кипариса много. Много. Сельви, Хара Сельви, Стамбул Сельвис, Карточ в Курбеке, Бебеш Дерек, Бебеш. Емиш Тереги, Вот, тут Кара есть, Сильви. Или вот тут Сильви. есть еще такие слова. Bahçeden bülbül kopardım, yar başına takmaya. Сорвал, из сада сорвал розу, чтобы нацепить на голову своей любимой. Я право yandı saçta. Лист начал гореть, и этот сам цветок стал плакать кровавыми слезами. Ой, какой образ Ну, глубокий. тут про любовь. Это конечно, тоже сфотографирую, это тоже надо. Вот. Ага, сейчас. Мне тоже надо посмотреть. Вот это. У нас, да, Такого много слова сравнений нет. любви с растениями, там такое есть. Роза обычно. Да. Гонже, топузл, шалом, там, или гонже, Bahçelerde kestane 150. как бутон, А вообще роз, это там, типа всего такого. лишь
Роза это в основном гуль. А как перевести? Вот есть на Тарханкуте такое место, называется Джангуль. Джан это же душа? А она как будто Ну, вообще... Вот тут упоминание. Бахчаларда кестане. Кестане это каштан. Бахчаларда кестане. Садах, каштан, тёклюр да падает по одному. А дальше уже переходит. Эй, хус, сенегдердине, девушка, я по тебе страдаю в таком случае. Потом повтор идет уже не кестане, а бахчаларда фесильген. Это... Фиалка. Нет, Или левша, это если фиалка. где-то суп кладут, который... Базилик. 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 Да. Шубу жел хыскамекен. Кто это такая красавица? Вот это вообще Вот великолепно. одна строчка. Как Машалла, да, интересно. если... Причем и базилик, и каштан сразу Здесь и упоминаются. Здорово. Ой. Вот девочки. Так, давай. Ага, они выпали, по-моему, оттуда, из глубины. Впереди где-то было. На парзоте лежала. А вот этот базилик фесельген очень часто фигурирует. Его, у кого не спрашиваешь, его знают. Я часто бываю, у всех татар спрашиваю. Фесельген? Да, и даже на базаре. его Это знают. у каждого во дворе было. Рос, В он рос. Узбекистане то же самое. Потому что в суп кладут. И он тут традиционный такой. Наши очень много съедобных любят, знают растения, старожилы. Я вот когда на Карадаге живу, я спрашиваю там в Атузах, и бывает в Солнечную долину, в Козы выезжаю. И они говорят вот в основном то, что есть в словаре. И диалектов там мало. Или, по крайней мере, они вот их не знают. Они основные названия знают. Гуль. Смотрим, что... Я тебе про козы вроде давал, да, там давал. растения? Да, есть. Я Это вот это и есть. В той книжке. Идея Муслимова написала это. Её отец. Папа. Да, есть. Это, по-моему, последнее, что я записывала. А Зарина Ваапова, она вам тоже как это родственница или она Зарина? знакомая, да? Это которая... Журналистка, да. А ты знаешь, она это... моего племянника жена. Они недавно женились. Ну отлично. Verdim bana bir top gül, yeşildir yaprakları. Kırmızı gülleri benziyor yarım dudakları. Вот тоже. Ты дала мне букет роз. Листья у нее зеленые. Губы моей любимой похожи на эти розы. Такая хорошая. Не все точно такой, значит, да. Я просто знаю. Спасибо, тут про розы много есть. Это ноты тоже есть? А, вот Да, ноты. это все. Это музыкальное. Так, да, я Ну, тоже забыл пожалуйста. совсем. Нет, она не остыла, не будет. Вместе с нотами. Так быстро не остынет. Я не спросил сразу, кушать будете, я вам Не, яичницу. ни в коем Спасибо. случае, не, мы не голодные, мы из дому. Приехали, спасибо. Я поговорить, вас увидеть. Нам важнее с вами поговорить, вас увидеть. А Ну там да. еще про грушу была песня, вот то, что армут. Бахчада хырым кызы, янаклары кырмызы, Вот, тоже. алма бердим, алмады. Та-да-дай-да-да-да. Ке сени алайым. Да-да-дай-да-да-да. У меня отец все время эту песню поет. А это о чем? Это тоже, значит, про любовь. Хырмызы. Что-то знакомое. Красная. Ну, то есть сравнение растений, любовь там. Да, я думаю, что песня про розы будет больше всего. Бахчада хырым кызы, то есть в саду прекрасная девушка, крымская девушка, хырым кызы, янаклары хырмызы, то есть у нее щечки красные. А, да, тут я Алма понимаю. вердем, алмады, дал ей яблоко, она не взяла. Алма это яблоко. Да.
И сейчас все слова вспомнил. Может, она И даже тут там дальше. Кель, Сеня, Алэм, иди ко мне, я тебя там люблю. Да, и даже классический фольклор. Ой, Ешилья Прак. Вот Да, такие да, две да, строчки да. есть. Ешле прахарасында храмзагульгонджеси. Между зелеными листьями красный бутоном. А потом переходит уже, где ты, почему не приходишь? Ушла до моей души. Ты эти все названия песен фотографируешь? Я фотографирую, я строчки Фотографируешь, фотографирую. Да. Конечно, вот я же все и... Как раз это... И вот тот третий куплет тоже связан с растением. Я ходил в сад своей любимой, сорвал гранат, Как там и все. ну, чтобы попробовать. Ну, он должен. И опять переходит к своей любимой. Нет, это все. Надо терпеть. Сколько нужно. Ходил опять-таки в сад любимой, Ну и что? чтобы услышать соловьиный голос своей любимой. Ну, что Красиво. Vardım bayram bahçesi gülleri mercan gibi. Ходил в сад своей любимой, розы, как мерджан, как она называется? Жемчуг. В море. Изумруд или что? Жемчуг. Мерджан. В море эти такие есть Ну, же, вот жемчуг называется. Кораллы. отмертвевшие. Коралл. Кораллы, да. Красные это такие, да? другое что-то. Гуллеры мерджан gibi. Ну, видимо, красивые такие есть кораллы. И дальше опять к ней. Изумруд. Что у ней там шея Может, такая, изумруд, сякая. вот он спрашивает. Изумруд, Беким, ты неправильно? Нет, Нет? зачем вот этот коралл? Мгм. Коралл очень красивый, если иногда показывают. Да, красные, а у них же Красный, поделки. желтый. В Крыму у нас... Так, продолжать поиск? Да, конечно. Я же все записываю и записываю, и фотографирую. И вот это про грушу еще потом. Надо не забыть. Ha. Да. Senin demedin bir yumurta kavraya Yo, sağ olunuz. Açtırsız. Yo, aşadım, geldim. Я знаю, что Айдер Меметов, он занимался тоже диалектами. Греческий, Ну, а там, по-моему, вот арабский, эта компания общая. потом персидский, там уже, Это- иранские. Только Селенделиди или как его? Не в его команде, не вместе они? Ну, Айдер Меметов, он же профессор. У Нет, него ну, книга, он всегда- синяя книга. Он такая. всегда там свои указания дает, а черную работу делают другие. Потом дочка вот этого Шакира Селима вроде тоже занималась диалектами Линияра. Да, Но, я слышал. но не да, знаю, тоже. что она издала, что-то нет. Ахтем, ее муж тоже. В общем, степняки не дремлют. Остальные пока еще спят. А кто-то собирает диалекты на керченском? Ты Зера замечаешь, что они Бекирова. в газетах, в журналах, в статьях Да нет. тянут к своей лексике. Так я когда раскрыл нашу вот эту историю, они на меня как напали все, Новый Лар. Зачем ты раскрываешь, ну, типа, тайны эти? Мы на самом деле не тюрки вообще. Мы европеоиды, мы просто тюркский язык, как сейчас русский, в одно время давно просто перешли. Османы нас научили. А им не нравится, что я вот это раскрыл, свою концепцию. Напали на меня все. И Сафурека Джаметова, О, Сафуре. и Смет Заатов, Сабуре я много тягаюсь. и все эти, Однажды- и Смет этот Шейхзаде. Однажды на одном слове тягались долго. Каша. Словесная каша. Говорят так, нет? Да, это значит все вместе. Всё. Каша у нас два имени имеет. Это буламух и паста. Вот. Паста. А там
Бодха. Они называют Бодха. И вот в статье я написал, в своей статье пишу, Буламух и паста. Паста редко кто знает, но я знаю, потому что я много раз у своих родителей слышал, готовились для паста пшири, для чохваха. И она начала это оспаривать. Нет, надо бодха. Бодха подходит, эти не подходят. Так и заставила меня в моем тексте исправить на диалектное слово. Очень тягается за каждое слово. Я смотрю, вот Эрвин Бекиров сидит в Яудине, тоже тянет туда всю лексику такую туда. А я когда начал вот это горно-южнобережную тянуть на себя, у нас же интеллигенция Новая Варжа в основном. Да. Они как все собрались, как на меня напали, причем жестко там. А я, кажется, читала с матами там, с такими. С матами. Подожди, почему? Это в Фейсбуке было. А просто слово «поста» это, видимо, итальянское. Оттуда это пошло. Или это. Поэтому они не принимают. Поста это я не против наших этих диалектов. Я наоборот за. Но если литературным языком пишут статьи, там нет места диалектов. Там должно быть то, что отобрано в литературный язык. Сиранаджа, а я еще хочу вас очень попросить, вот я сделала предисловие. Я начала писать предисловие к словарю. Вот, и тут есть такой раздел, очень важный раздел, и я его без вас не могу написать. И без вас, и без Гирея я его не сделаю. Это раздел о крымско-татарском скажи, в чем проблема? О крымских татарах буквально немного, об этносе, и о крымско-татарском языке. Чтобы написать вот буквально пару предложений. О крымских татарах? И о крымско-татарском языке. Вот как о коренном народе, о крымско-татарском языке, как он формировался и какие есть диалекты. Вот буквально 5 предложений. Вот самых-самых главных, и так, что правильно. И что я не знаю, как написать. Мне очень надо написать так, что Крым исторически населяли всегда несколько этносов. Это есть вначале. И тавры, и скифы. То есть и в древности был не только один народ, уже два. В зависимости от ландшафта был степной ландшафт и горно-лесной, южнобережный. И еще в древности было как минимум 2-3 народа. Киммерийцы там еще тоже были. Это я здесь начали написала. И, значит, в течение многих тысячелетий вот этими разными ландшафтными зонами владели разные империи. Степную часть входила в Евразийскую степную зону, это степи Украины, там Казахстана, это огромнейшие территории степных империй, в ту цивилизацию входила. Горно-лесная, она входила в цивилизацию средиземноморских империй. Римской империи, Византийской, колонии генуэзцев, Османской империи. И на основании вот этих всех политических событий это отразилось на языковой ситуации в Крыму. Местное население вынуждено было приспосабливаться и что-то брать из языка империй, да, и что-то там свое тоже сохранять, племенное. И можно даже взять путешественников, тех же описания. Челеби. Да, показать там 13, 14, 15, 16 век, что происходило, что разноплеменные, значит, получается, группы и в горно-лесной зоне, они знали язык империи, сохраняли какой-то свой язык, и постепенно, так скажем, после завоевания южной части Османской империи, вот южнобережные и горные, они вынуждены были перейти на османский диалект. Да. О, это очень важно написать. Да, и
получается, после завоевания Российской империи, вплоть до 1944 года, вот эти диалектные особенности, они сохранялись. В степной зоне разговаривали на степном диалекте. Нагайск. Да. В горно-лесной, значит, больше ближе к османскому. Посередине там смешанные были и то, и степного чуть-чуть, и вот. Это как раз вот этот османского. маленький раздел. Вот. Да, и потом показать, что было решено, что народу нужен один язык, и в 1925 году решили взять среднюю полосу. Как литературную сохранить, основу. Да. Но не успели, к 1944 году еще сильно не успели, потому что поменяли алфавиты. Люди не успели все это усвоить. И потом выселение, половина народа погибает. Там носители вот этого языка погибают. При депортации. Да. А вот когда там пытались издавать журнал, там что-то пытались, значит, возродить язык как-то. Ну, потом больше, уже когда все начали возвращаться, возрождение языка, вот сейчас мы пытаемся восстановить, да, и литературный язык, чуть-чуть диалекты сохранить. Но, отлично, ты хорошо очень говоришь. Да, но носители уходят, а мы не успеваем сохранять, да, то, что они знают. И сейчас ситуация такая, что если сейчас все старожилы умрут, которые в Крыму родились, то у нас останется только язык, вот, который мы сейчас по телевидению показывают. Вот у нас такой язык останется. Ну, сейчас вот чуть-чуть, конечно, мы сейчас пытаемся что-то сохранить. Некоторые слова, конечно, мы там сохраним, но диалекты, скорее всего, мы не успеем. Как во всем мире. Да, как во и во всем мире. Диалекты отмирают. Но у нас пока этого допускать нельзя, потому что мы пополняем оттуда все-таки. Да, да. Можно написать, что вот мы в процессе того, что мы хотим все-таки сохранить вот это и местные вот эти особенности языка там. И вот в нашем словаре мы пытались отразить, значит, на знаниях с помощью вот этих экспедиций по старожилам. Да, мы попытались некоторые названия сохранить. И мы вот вам приводим это. Юрий, очень, очень хорошо. Хорошо, что ты записала это на диктофон. Все, больше нет. Все просмотрели. А еще, помните, вот вы про грушу нашли, про армут? Я ее не успела сфотографировать. Ты не фотографировала? Не, про армут нет, я так просто... Но она в начале. Она самая первая была. Сейчас. Вот она такая, наверное, веселая. Армут. Можно чуть-чуть упомянуть про ту часть, которая в Приазовье попала. Вот, про Донецкую область тоже. Да. То есть ты когда начнешь от скифов, тавров, потом упомянем вот эти все империи, которые владели. Потом, когда российская пришла империя, она выселила сразу христиан. И можно написать, что прошло 230 лет, но они там сохранили вот эти все диалекты, там в Приазовье. Вот это тоже. И мы используем их словари там. Да, и русские, и румынские словари. Тоже и показать некоторые, может быть, еще связи, которые еще в названии растений сохранились. Значит, взять какое-нибудь южнобережное название. Пример. Да. И провести аналог, чтобы синоним найти в том диалекте, который в допустим, там чикантра, там в арамейском крапива. Есть крапива, у нас крапива. Да. Можно там еще несколько взять. Там слов, 5-6 примеров находить. Как минимум, да. Хорошо, это стоит, это все правда в предисловии стоит написать. Ты знаешь, я боюсь тебе обещать, потому что у меня все связано со здоровьем. Конечно. Не, вы сейчас скажите, сейчас скажите. Вы согласны, что такое предисловие писать? То, что вот греки... Такое? Да. Прекрасно ты сказал, только перевести на татарский язык. О, это вы делали. А вообще, знаешь, греков. Или на русском? Да нет, это на русском надо. Ну, на русском там проблем нет, сделай ты. Хорошо. Потому что я-то написала его на украинском. У меня такие блоки в предисловии. Вот о крымско-татарской, немножко об истории Крыма. Вот то, что разные культуры были, то, что язык неоднородный, и это все отобразилось в топонимике, в частности, и в названиях рек, в названиях гор, в названиях растений. И вот потом я логически подвожу читателя, что крымские татары — это коренной народ, носитель
этих знаний, и что язык крымских татар сейчас активно развивается и обогащается. И вот то, что этнографические экспедиции призваны для того, призваны вернуть и сохранить то наследие, которое вот и уходит. И вот потом мне очень понравилась статья, которую Гирия прислала. Вот когда говорить больше об этнографических экспедициях, у нас сейчас таких экспедиций может быть немного. Организует, правда, вот наш университет, там выходили. Но каждый крымский татарин сегодня этнограф. Он ответственный. Поиск, когда вот это надо отметить в связи со сложившейся ситуацией. Каждый крымский депортацию свое дело сделало, понимаешь, подкосило язык под самый корень. Поэтому сейчас, чтобы все это восстановить, надо каждому в силу своих способностей, меру, знаний и так далее заниматься этим делом. Капля камень точит. Тама голю доводит везде. Конечно, вот с 90-х лет по сегодняшний, каждый год вот эту фольклорную практику студенты делали. Вот этот пласт информации, куда он? Его же преподаватели... Вот я тебе скажу, то, что вот первые годы делали, сейчас не делают или нет, не знаю. Ходили студенты с диктофонами, записывали, приносили, сдавали Керимову. Он их там складывал в ящики, они до сих пор в ящики не обработанные. Ну вот, я просто видел у Таира Керимова, у него большой этот... Вот. Но и это все надо оцифровывать там. Это сидеть надо, заниматься этим, а никто не занимается этим. А люди ходили, посещали. Видимо, дома. надо было студентов заставлять, чтобы они это в виде статей в газетах публиковали. Конечно, каждому дать задание. Но не сделали это. Это Керимов должен был допетрить до этого. А если сейчас такую практику делать? Сейчас? Да. Да и сейчас не поздно. Да, в любое время надо. можно начать. Только начать надо делать. Надо сказать им, чтобы они начали публиковать. Я не знаю, правда, что они принесли, какой материал, но все равно что-то принесли, надо просмотреть, прослушать все это. Ну да, что они же все равно дипломные работы пишут рефераты, контрольные, филологи же есть же. Когда вопрос стоял о словаре, и Горковец здесь был, он сказал, что вы голову ломаете? Посадив студентов, дайте им одну книжку, другому, пусть списывает все подряд по одному слову. Не предложение, а прямо так вот списывает. Вот вам словарь, говорит. Выжмите оттуда ненужное, выбросьте, останется словарь. Не сделали. Никого не посадили, никто ничего не делал. Вот отдельные эти добровольцы, как ты, он, я, занимаются этим делом. Ну, я слышал выступление Эдибе Меджитовой. Она говорила, что все меньше студенты приносят каких-то новых слов. Вот, когда они фольклорную практику проходят, она, видимо, все равно читает это все. Она очень читает. Да. Она вот, судя, переводила это. А Айдер Эмиров мне подошел, говорит, ты сделал ту работу, которую должны были филологи сделать. Да. Я, как типа комплимент, что ли, сказал. Я говорю, я-то сам не филолог. Ты должны это заниматься, это серьезно. Мы у старика спрашиваем, как называется так, что он филолог, что ли? Он как знает, так и говорит. Ну, живой язык передает. Живой язык, да. То есть предметы, скажем, явления, все это он знает. Он разговаривает на этом языке. Из первых уст. Поэтому не надо спрашивать, ты филолог или не филолог. Глупость. Это наоборот, преграда к работе. Каждый по капле, каждый по крупице. Конечно, конечно. Все надо в общую кучу бросать. Когда говорят, вот тот занимается словарем, я поощряю. Пусть. Потому что он может... Курчей у Сейнала, кто заподозрит, что он плохой филолог? А когда к ему один раз предложили чай и сказали, бери вот қызылшық татлысы, тансықтыр дегендер. Тансық сөзін білмей. Не тұр тансық дегеніңіз деп сұрайды екен. Ну, тансық у нас это редко, когда редкость какая-то.
скажем, вот съездили в Крым, привезли этот Экзотик. желчок, кизил, Красный. свали варенье, предлагает ему, пей чай, вот варенье из кизилчиха с Крыма пришло, редкость. Да, это редкость. Вот эту редкость он переспрашивал, что такое пансух. Не знал. Казалось бы, несуразная вещь. Ну, не может человек все знать. Не может. Хоть вот такая голова будет у него. Так, ты будешь это продолжать? Да, я просто заслушалась. Ага, армут. Армут, да. Армут дал саланыр. Есть? Все? Да. Можно я сейчас сфотографирую обложку книжки? Пожалуйста. Чтобы... Сираноджа. Вот у нас в Корбеке, когда делали Хадырлес, вот эту кашу делали, ее же паста называли наши. Паста, да. Ее делали... Есть цветок пастачих. Ну это да, это в стиле Да, и это да. в Зимбабве. Почему пастачих? Вот эта верхняя часть на кашу похожа. Она цветет мелкими цветами, плоская такая вот. Белая. Да. Это я нашла. Кашка. Кашка. Ты представляешь, да, цветок? Я ее определила. Вот, безусловно, пастадимес по аналогии, что она похожа на кашу. Пастачих. И пастачих его имя. Пастачих. Ага. Да. Есть у тебя Да, пастачих? есть. Как раз... Пастачих, да. Но это Бахчисарайский район. Это. А можно еще спросить? Она примула, по-моему, да, это Мамукаша, мамушаки, это вот пастачья. Примула белая. получается. Примула. Примула, первоцвет. Который... Два названия, да, у них? Первоцвет. У примулы много названий. Мамушака, потом даже в другом улида, месте. вельведа. Да, как и в русском есть же по несколько названий, одно и то же. Тавшан Чичек в Алуште. Да. Сейчас я вот нахожу его. Куда это положить? Вот туда вниз Я его положил. достала. И пастачих. Вот они пошли. Пастачичек, цветочная каша. В Гавре, в Кокозе, в селах Бахчисарайского и Балаклавского районов. Это что-то находил. Улида, мамушака, мамукаша даже ты находила. Мамушака лучше напиши. Мамушака. На последнем. Да, а мамукаша это один мне сказал Кучуко Зимбаши, но лучше мамушака. Мамушака лучше. Это значит, мы убираем. Не, пусть Кучуко Зимбаш останется, но лучше напиши там Мамушака. Нет, село я перевесу сюда. Потому что он мне сказал Мамукаша один раз. Лучше Мамушака. Есть еще в чем проблема? Я не успею все расшифровать мои исследования. Ты не спеши. Тебе надо будет тогда, может, написать, что планируется, может, дополнение, что-то Или такое. пока я сделаю часть с иллюстрациями, там же будет, вот помимо словаря, будет вот про каждое растение такой будет листик. Обязательно напиши, что работа будет продолжаться. Да, это само собой. Но пока я еще сделаю эту часть с картинками, это минимум месяца 3. Там тоже очень много работы. И фотографии, и текст. Просто дописать. смотри, у меня, может, чтобы напечатать одну статью так более-менее, надо хотя бы полмесяца. А у меня, допустим, я опросил, допустим, там 100-150 человек. Вот представь, умножь 150 на полмесяца, если каждый день работать. По много часов. Это вот сколько надо времени, чтобы все это расшифровать. Ну, я думаю, что мы все равно не будем спешить. Вот я лучше дождусь. Нет, тебе можно напечатать это. То, что есть. Да, то, что есть. А потом написать, что, может, планируется там дополнение, вторая часть, там еще что-то. Издание дополненное и переработанное. Да, вот такое что-то. Можно такое сделать. Но все равно, пока еще работа длится, может, ты где-то выкроешь свободный момент. Да. Мы-то так, в принципе, вроде бы все нашли, так, но вот эти мелкие всякие моменты могут остаться. А вот у меня еще остаются вопросы, я не могу на них найти ответ. Вот это вопрос к Саранаджа. А скажите, пожалуйста, вот иногда в некоторых случаях иногда написано чечек, иногда чечек. Чечек это степной. Причем чечек нету. И это неправильное написание. Чечек. Через ща надо писать. Они говорят чечек.
Все. Че нет у них. Чечек. Как киши пишут они. Киши. У меня с покойным Рыза Фазалом были такие разговоры. Я говорю, Рыза, вот вы степняк. Что, у вас есть слово киши? Лес, говорит, что, вы киши называете? Вот пишите киши. Хорошо, и редуцируется кши. Кша. Через «и» вы говорите. И он не знает, что сказать. А взяли, вот приняли через «и» писать киши. Кшома, кшрилер. Гласное редуцируется, исчезает, остается кши. А в случае... Кши и кши. Также и чечек? Чечек – это норма, хотя там Через «и» чечек. Немет Оджа учил по-другому, что чечек – это болезнь, а чечек – это цветок. Чушь это его выдумки, хотя он заслуженный учитель. То есть чечек? Чичек, через обязательно, «и», «и», да. Есть варианты и в словарях есть, когда чечек. То есть чечек. Если чечек – это уже шиве. Это уже диалект. То есть сразу исправлять на чичек. Да, чичек. чичек. И вот еще я не могу понять. Иногда, вот, допустим, инджи, чичек – это два разных слова. Это два компонента. И они ни в коем случае не пишутся вместе. Инджи, да. А раньше писалось они раздельно. Сейчас слитно пишется. А надо потому как? что обозначает один предмет. А как надо писать слитно? Да. То есть инджи, чичек. Да, инджи, чичек слитно. Слитно. Но есть раздельно, когда, вот скажем, один из этих компонентов прилагательный. Ой, как же я А так тут они все, видишь, инджи, чичек, это два существительных. Два существительных в одной и той же форме. Угу. Они сливаются. Ага. Ой, сразу же, если бы вы могли прочитать вот эту вторую колонку, это, наверное, много очень работает. Ну ты оставь, конечно. Я оставлю, может быть, прочитай сама, ты уже знаешь. Вот инджи через «и» пишется. Вот. Да, инджи через «и». через «и». «и». Это все Да, из словаря было потому написано. что идут, вот, с самого начала идут мягкие. Много делают сейчас ошибок на слово «ха». Я боюсь вот это написать. Acı keteler. Doğrusu acı lıkha keteler. Степняки тянут к себе. Acılıkke keteler var. Вот газета последняя, acılıkke. То есть инджи инджи «и» в конце или «ы»? Инджи. Инджи, чичек. Инджи. Инджи. Да? Инджи это начальная форма слова, пишется и впереди, и сзади «и». Ага, впереди, хорошо. Да. А вот еще случай... Просто там в других местах может быть, да, тоже? Бывает. Ну, это из вашего словаря вот это выписано. То есть тут... Инджи, чичек, вот. Да. Его, видишь, я начал словарь делать тогда, когда еще не совсем вот эта теория устоялась, что надо писать слитно. Ну, просто, поэтому сейчас уже ты не сомневайся, если оба компонента одинаковой формы и существительные, писать надо вместе. Понятно, да? Да. Понятно? Да, я это поняла. А еще случай, вот, например, трава. Вот. Кирпиоту. Оту, это... Видишь, тут оту уже падеж другой. От, иначе именительный падеж, оту его. Принадлежность чья? Да. То есть это все правильно. Аффикс принадлежности там. Вот в чем разница. Просто есть да. название, где вот от, а есть оту. Тут надо писать. Есть вариант, у не пишет. Пиши от. Вот это в многих вариантах так там и есть. Там пиши вместе. Там писать вместе. Ага, где оту нет, где нет Да. То есть форма первого компонента и второго компонента должна совпадать. Так, это хорошо, просто я такие моменты, их очень много вижу, и я не всегда могу
их правильно, вот тут тоже бакья-оту, то есть это лягушка, Вот. трава лягушка, Оту, была трава. видишь, да? Мгм. Все, его никак нельзя. А вот, например, сютлю-от, Вот, шитлю, вот, вместе. можно вместе. Ага. Вот какие. Вот какие важные моменты, потому что я вижу там очень большой разнобой. Вот, например, По-моему, вот. в Урумском там тоже вместе пишут все время, у Горковца. Да, у него У все него это все словом. вместе, да. А тут получается кикур-ото. Тут отдельно пишется. Да, здесь правильно. Тут вот много, вот именно чечек и Да, ото. да, что-то много. Это же трава, вот зембелек от. И многие названия я не Зембелек вот вместе можно писать. знаю. А что такое зембелек? Корзина. Корзина, вот так вот, потому что я не все смогла Ну, найти. зембелек еще порошок тоже зембелек называют. Порошок? Зембелек тен энгендлер. Хорошо. Ой, вот, тут столько слов, которых перевод, вот даже Эдибе писала, она не смогла найти. Что? Перевод, буквальный перевод, она не везде его смогла сделать. Есть термины, которые... Не она- получается перевод? Не получился перевод. Может быть такое, да. Вот алабота, это целое слово, Лабута которое... это Лобода. лебеда. Оно и означает ее. Вот она, марь. Лебеда. Вот, а сирнен, она же. Сирнен. Это что такое? Это тут оттуда же. Бияза лабута. Белая лобота. Сирнен. Я это не знаю. А это из того словаря. Ботанических Ударение ставишь, да? Это, Да. наверное, Эрвин Бекиров, да? Нет, это Сирана Джова. Тут словарь терминов. Такие ботанические, помнишь то, что мы фотографировали? Ну, Раздел. Не, ну это Эрвин Да, Бекиров. это Мы из с ним его. начали делать, потом А он он перехватил закончил. инициативу. Это его, да. Это вот из его Слово. этого второго. Он много прибавил. У него словари разных других народов. Я у него видел на компьютере. Он оттуда их подкидывает. И вот еще Эркмен тоже. Эркмен, да, есть такой. Это лопух. А? Лопух. Вот то, что Лабу, да. это еще. И вот так вот многие названия, они буквально переводятся. То есть их нельзя раздробить на разные части, на морфемы. А вот киик это дикий. Дикий у школе этот кетен у школе делали, рубашки делают как Лен. льняные, да, лен. Но это в рамейском же есть слово склы. Вон. А я помню, что вот. А вот еще не смогла перевести. Где? Кябайонджа. Хабаянджа. Нет, они отдельно должны быть. Оно отдельно пишется, а переводится как оно? Рубы, это, йонджа, клевер, по-моему. Люцерн, ну да, это мгм. Клевер, да, йонджа? Да, люцерна. Люцерна, да. Это вот это слово, вот ее только означает, а кеба никак не переводится. Это все название одного растения. Ну, формы разные. Мгм. Почему нельзя их объединить? Йонджа существительный, хаба прилагательный. А правильно хаба или каба? Хаба. Хаба. Кажется, прикольно. Вот. И таких терминов тут не то чтобы очень много. А вот еще вот эбен камичи. Эбенку меч. Камичи, вот тоже. Вот эбенку меч можно объединить. Одинаковые формы они. А есть в одном месте камичи. И в не другом надо, эбенку меч. Вот. И лишнее здесь. Мгм. Да, я и Бенкомеч. Да. А это я из словаря выписала, вот того основного. А он никак дословно не переводится, буквально. Эбен это Эбеновое резина. дерево есть, эбен. Да. Эбен. Может быть это, я не Комеч уверен. это ж хлебец это. Получается- калачики, да. Резиновое, да, как это? Или нет? Резиновый хлеб или как эбен? Ну, это беновые, я поняла. А почему хлеб, почему хлебец? У русское название, у мальвы, это мальва, калачики. И у них семена в форме этого хлебца. И они, если разредеть, они липкие и тянутся, и такие как резиновые. Я поняла, почему их так называют. Да? Да, у мальвы вот как калачики или просверник. Вот вообще очень хорошо. Резиновые хлебцы, вот точно можно так перевести.
Спасибо. Извините, я Конечно. горло должен помочить. Да, вы еще от нас не устали? А? Мы еще вас не замучили. Ничего, я привык к этой системе. А вот еще, вот это вот тоже меня напрягало очень. Душица, мерджан кошк. Мерджан кошк. Кошка. Ну это... Но это тоже два компонента, и они одинаковой формы. И Правильно ты написала вместе. Вместе, да? Да. А как это перевести, вот дословно? Мерджан ты уже знаешь. Кошка Коралл. это беседка. Угу. Беседка. Кошек-дилер. Кошек-дилер. Угу. коралловая. Коралловая беседка. Ну что-то красивое. Это душица. Вот это растение, вот оно. Вот это самое? Да. А. Коралловая беседка. Или коралловая корзинка. Вот у него соцветие собрано в корзинку. Да, Так. да. Вообще, как оно похоже, можно же придумывать. Тут вот тоже вот лимонная трава, лимон ату. Ну вот, уже не дает нам возможности писать его слитно. Угу. И джигер ату. То же самое. Ага, такие есть. Вот здесь еще сабун ату. То есть здесь Да. с этим, а вот хурт от, и он вместе пишется. Хуртвот, да, вместе. И бал хурт от. Бал-хуртвот. Тоже все три вместе? Бал-хуртвот, подожди. Хуртвот, его использовать для того, чтобы роились Да. Чего? на этом. Но вот бал-хуртвот я что-то не слышал такой вариант. Это я нашел в селе Шума. Если бал-хуртвот, Может, просто они... тогда говорили, надо да. узи записать. Ату? Вот, А вот, да. балхурт вместе пишется? Нет. Нет, отдельно? А, бал-хурт, да. Пчела. Причем хурт пишется у нас, Ялубойский через X пишет. У них мягкий, продай. А здесь средняя полоса, это через К твердый знак. Балкюрт. Да. Во всяком случае, словарь как через К взято. Хурт. А вот еще тоже то надо определиться, как в этом словаре писать, через X или через К, потому что есть много. Не понял. Надо еще определиться, как в этом варианте писать, через вот это К, Х подавать или К и твердый Вот знак. я тебе сказал. А как Значит, можно? ялубойцы, они мягко произносят. Ну, если ты видишь село Южнобережное, Южнобережное, надо пиши Х. Х. Да. Южный берег. Если степь, Да. то это... А это уже средняя полоса и Ага. степь. А вот тут что-то я смотрю, кто это тебе дал? Хостикен. Где? Я, наверное... Где ты видишь? Я, Кёстикен. Да, я это не ты- помню, чтоб тебе такой давал. Может, Хозутикен в Партените, Хостикен. Алуште. Это надо посмотреть. Это. А она тебе, я тут ничего не она могу тебе сказать. перевела Горихова колючка. ореховое Она колечко. типа кос это с турецкого, типа орех, что ли? Джавиз орех. Просто это, я такое тебе не помню. Хоз что- орех, да. Даже с Луэйс. Не, ну такого растения нет уже, хостикен. Может, хозутикен? Или... Хозу? Я не Нет? знаю, я это не могу ты ничего нашу сказать. Партениту, что? Это я оттуда выписывала. Да? Это ты вот давал материал, и по Алуште, и по Партениту в двух местах оно было. Ну, я посмотрю. Хорошо, это Мгм. тебе тоже тогда пройтись. А вот еще вот этот мышиный горошек. Афика. Ну, это я уже, да, это я А, точно это я помню. не знаю. Это я писал. Афикао тубу кламбат. Мгм. Кикинис я не помню, разве чтоб так было. Ну, я же не По-моему, это надо придумала, посмотреть. что Да. Лявлинья это в стиле точно. Фокя тулах и фоча ускот. Еще я в Тимирчи тебе давал вариант, но ты его где-то не записал. В Тимирчи тоже там, по-моему, фока. Вот только фока без я, да? Угу, в Тимирчи. Хорошо, сейчас напишем. Пиши, чтобы потом Да, прочитал. я прочту. Я часто Фока. тоже тороплюсь, потом не могу прочитать. Что там было написано? А вот это вот... океан Тебер. Это вот в этом словаре Ну, второго. это у Антибер? Эрлина, да. Да, океан Тебер. А как оно... Это хан? Ну, Кровь, здесь Тибер. это я с этим растением познакомился в Узбекистане еще. Там называют хансиер деген слово бар вариант. У нас хансиер, да, есть. Хансиер есть, да, это другое растение. Я, чтобы это облагородить, написал в словаре хансер.
Есть такое? Хансьер. Хансьер не стал писать. Это я так поступил. Думаю, уберу одну, и все будет нормально. Никто не будет знать, что это. А когда мочится, выходит красная моча. Красная кровь. С кровью. Моча красная выходит. Ты определила, да, это? Я определила, это я уже забыла, какое, но оно есть там. Ветками бьют корову, и она начинает мочиться. Там есть какие-то прутья. Это кровохлебка с ангисорбом по латыни. Я нашла ее. Но тоже надо. Оно дает такое функциональное описание. Не по форме, не по цвету, с ней немножко сложно. Вот эти названия, которые он дал, Эрвин, это надо уже, я не знаю, он мог из других языков тоже, видишь? Да. Поэтому их надо... Вот тебермек. Мы говорим утенек, они говорят тебермек. Толкать. Выталкивать. То есть выталкивающий кровь, получается? Через «Б» пишут. Но у нас теперь есть слово «пинка дает». Это другое. Поэтому здесь, если уже взяли «тебер», мне кажется, надо так и оставить. Это будет уже вариант степной. Но есть он там или нет, это я не утверждаю. Это я из словаря брала, это вот из того второго. Это с его словаря? Да. Так я тебе говорю, что он сам, понапичкал там из других словарей тоже. Да, тогда с этими терминами осторожно. Вот что похоже на это степное слово по форме, туда берет с другого языка. Может быть, и есть, я не уверяю. Казахский, узбекский, да, я не уверяю, потому что ведь еще надо знать, что прежде чем уверять. Кемал Усейнов, помнишь, написал статью в газету, аджис теперь он. Если хочешь на татарском языке что-то написать, не хватает якобы слов, и обязательно надо обращаться в другие языки за помощью, турецким и так далее. Такую чушь написал. Ты что, дошел до совершенства? Ты что, все знаешь, и сверху тебе все видно? Да ты снизу смотришь еще. И вот так он в газете пишет. А мы студентов своим говорим, наш язык хороший, такой-сякой, чтобы привить любовь к языку. Он пишет, что наш язык беспомощный. И нуждается в каких-то заимствованиях. Вот. И такие есть ученые у нас. Но ему не суждено было долго жить. Простудился и в течение недели умер. Ну это жалко человека, как человека жалко, но как ученого такое не просто у тебя много от Эрвина слов? А вот то, что под знаком 10, это от него. Не, ну много вообще таких получается. Если ты обозначаешь от кого ссылка есть. Это уже как бы отмазка. У меня все со ссылками. Вот первый. Не ты отвечаешь за это, он первый это ваш словарь, второй это Гирея словарь, 10-й это вот этот вот, который у вас перехватили, вот Энвира словарь. Потом бывает кое-что Мамут Чурлу говорил, у меня на него ссылка есть. Вот. Он, кстати, есть тоже в Фейсбуке. Ты можешь у него спросить вообще, откуда он брал эти слова. Вот первый, это вот русско-крымско-татарские слова. Ну, надо конкретно тогда указать, какое слово, откуда он взял. Вот, я буду писать, вот это можно легко. Надо спросить. А тут вторая ссылка, это материалы этнографических экспедиций Гирея с 2008 по 2016, и вот эти статьи твоей с Асаном. Это все по номерам, да? Да, это же как, это же источник, это же серьезная работа. Отлично. Третий румейский словарь онлайн. Четвертый Горкавцев русский, он тоже будет здесь. Пятый, это статья очень хорошая, Светометовой. Нарине, отличная статья просто. Шестая ссылка это на Мамута Чурлу. Седьмая, это вот эта энциклопедия растений, которая там было три названия, которых не было ни в одном словаре. Вот Юксек Ардыч, можжевельником высоким. И еще, по-моему, росянка была, и еще какое-то одно, вот, которых нигде не было. И я тоже решила внести этот источник. Потом из москвича, путеводитель по Крыму, там тоже был в конце крымско-татарский разговорник, и я оттуда взяла буквально 2 или 3 слова. И вот этот
Усинова и Бекирова, 10-й линк. И 9-й это то, что было в терминологическом словаре. География, земледелие, психология, туризм. Я тоже оттуда взяла чуть-чуть. Баличи. Да, а это Знаете, Ешелинка. почему мы разошлись с Сервиром? Значит, в последнее время все конечные громкие согласные оглушаются. Ну, скажем, мектеб было, сейчас мектеб стало. Махсад было, сейчас махсад стало. Я смотрю на слой махсад, у него вот так вот Д написал. Я говорю, это надо исправить. Нет, вот это правда. Ты чего, говорю? Ты учился и мне это говоришь. Все сейчас оглушаются. Нет у нас звонков в конце. Может, редкость какая-то, не знаю. Ну, двойные, вот Дж, например. Хач. Даже. Звонко считается. А остальные все оглушаются. Поспорили. Я говорю, ну-ка распечатай мне 10 экземпляров, я посмотрю дома внимательнее. Пришел домой, кошмар. И сразу сказал Сафари, я не буду. Тем более, что он со мной даже не советуется. Телефон есть. Ты скажи, Чернова, давай обсудим это дело. Конечно. Я говорю, таким человеком не работаю. Он закончил. Теперь она ко мне звонит. Мы уже составили договор, все указали, но никак нельзя вас оттуда выбросить. Я говорю, кого угодно, любую фамилию напишите, я не буду. Потому что я не знаю, что он там написал. Что угодно может оказаться. И до сих пор не могу посмотреть от начала до конца его. Так вот. Иногда заглядывал. Вот так мы с ним расстались. Вот что он там сделал, я не знаю, не могу сказать. Потом, помнишь, я тебе давал статью Кеппин Исмаил Керимов? Да. Ты не включила ее? Я ее, не включала, потом было, по-моему, я ее просмотрела в основном все, что было в словаре с Ираном Меметовичем, там все были те же самые термины. Нет, там были некоторые слова, которые Кеппин нашел, и я в моих экспедициях тоже совпало. Поэтому еще раз посмотри, если да. Надо освежить ее. Вот я ее не включала. Но надо посмотреть. Потому что я посмотрела по диагонали и поняла, что как в большом вот этом Лугазе на 37 тысяч слов 7-го года издания. И показалось, хорошо, я посмотрю. И вот еще в конце есть, наверное, смысл подать имена всех старожилов, которые предоставили информацию. Вот имя, отчество, и откуда, и вот где родился, чтобы эти имена не уходили. И Гиревич потом поможет это сделать. Потом, это вся этнографическая часть, я не очень сильна. Но и моя ботаническая часть, я здесь тоже консультируюсь и с авторами ботанических словарей, украинским, четырехязычный словарь названий растений. Они в Киеве все живут. И этот профессор из Львова. У него научные и народные названия растений. Я их тоже использую и тоже довольно активно заимствую. В Киеве выпущенный ботанический словарь. Там находишь крымские растения? Да, но очень мало. Мало, да? Очень мало. И названия там есть только качим. Просто не указано, наверное, одни и те же растения и там. Они и там, очень много флоры, которые в Украине нет, и на тоже большой разницы нет. Рядом все. Только на южном берегу и в степи какая-то вот местная эндемичная флора. А в принципе они перекрываются, во многом перекрываются. Но тут у нас есть 117 растений, которые не встречаются нигде в мире. Эндемики. И вот с ними, вот, может, не знаю, может хоть придумать название для этих эндемиков. Чтобы они как-то вошли в обиход. Но у нас, видишь, много названий, которые мы не определили. А может, они уже там и есть? И эндемики, вот можешь как-то... Попробовать сопоставить их. Вот, знаешь, какой ключ может быть? Ты знаешь, вот если где-то, может быть, выйдет этот листок, который я собирал для тебя. Ага. Если выйдет, я его обязательно тебе перешлю. Но пока вот не могу найти. Вот провалилось и все. Да, вы найдете. Я в Крыму еще до конца апреля. Вот здесь постоянно стоял передо мной. Я работаю, раз, вот сюда кину. Я уже просмотрел все эти бумаги 100 раз. И еще попадется. А вот еще есть такие интересные переводы, вот, которые переводятся как какой-то императив. Например, вот, курица не ест, тавук ашамас. Тавук ашамас. Оно вот к или х.
К Штерну. Циркоштерн. Правильно тут напишено. Это вот У Ирвина. У Ирвина было, 10-й линк. А еще вот иногда пишется чичаги. И во множественном. Здесь правильно. Здесь напрашивается этот падеж. Это склонение падежа. Да, подчиненное слово. О, спасибо, мне же легче стало, потому что я как вспомню, сколько там таких моментов непонятных. А вот эти еще. Это тоже у него было. Целый блок девисил. Вот этот. Это крымское растение. Но у него спросил. Он инула по латыни. Это латинский говорят инула. Угу. И табах, он из другого семейства. Табах это табак. То есть я бы вот это вообще вот выкинула, это с ботанического. Табах это поднос еще у нас. Поднос? Да, но вот это самое андыс. семечко, как оно называется? Подсолнечник? Подсолнух. Вот это основание тоже табах. Бартабах, семечка. Ложе, это ложе цветка. Ложе цветка, да. Такая... Кунь Айлян, да? Айлян, да. Которая за солнцем поворачивается. Есть еще вот то, что Гирей нашел ежевика, вакинья. Ну это и есть, это я записывал. Восния, эрчука. Я вот этот бурльген только знаю. Да. А он переводится дословно? Или это вот все это ежевика? Ну, от слова бурмек, может быть. Тикендут стягивает там. Да, есть вон дальше. Рот, может быть. Но утверждать не могу. Ну вот... Бурмек еще есть глагол. Вот шью же и эти гармошечкой делают. Такие типа фалды складчики. Да, может быть, по схожести. У нее край листа такой иногда бывает. Это сделано. Морщинки бурушок, да, получается? Морщинки. У нее листки сморщенные. У нее листки сморщенные. Морщинки на листьях. Да. Похоже, между прочим, на бурльген становится, когда вот так шьешь. Материал черный, когда вот так шьешь. Стягиваешь. Ну, он же бугристый такой. Да, и лист у нее такой. Очень много сходится. А вот еще здесь момент такой не очень ясный. Тикендуту или тикендут? Колючий тутовник. Ну, старожилы говорили тикендут. Тут дело в том, что можно и так писать. Тикендутум писать надо без скобок. Можно. И тикендут вообще без «у» можно писать. Два варианта можно. И одним тогда словом? Вместе. Или вместе. Вот тогда, тогда это все вот так вот. Второй вариант тоже напиши, да. Тикендут. Вот я без вас это просто не могу сделать. А еще вот амела, которая на деревьях, вот эти паразиты шапки. Да, есть. И салмаз. Но салмаз это то, что не вянет. Салмаз? Вянет, да. Салмаз? Она тоже. Нет, салмаз, вот это арча в Узбекистане. Арча, вот точно. Арча, да. Арча, потому что я как раз изучаю, мне научная тема, эти вот паразиты. Вот, в Узбекистане арчи много. А можно я ее тоже вот включу? Это вот поставлю цифру 1, как от вас. А салмаз все-таки. Салмаз? Да. Я все сказал, это арча. Это арча. А салмаз нет. Да, я знаю так. Я так знаю. Не, сказали же, арча это по-русски же. Да? Да? А солмаз это у нас, да? Стоп, это русское название. Это русское Арча это русское. Да, русские все это назвали его арчой. Ну да, есть арча. Это узбекское слово или русское, я не могу сказать. Ну, арчой называют. Вообще арчой называют можжевельники. Там же елей нет в Узбекистане. Ну да. Срезали арчу и на Новый год ставили. Ну, правда, не везде, у них там это не принято. Но иногда так делают. А ее часто и в Англии, и в Шотландии его срезают и на Рождество. Это такой у них рождественский цветок встречается. Да, тогда все. Я так поняла. Тогда все, тут все хорошо. Вот еще с ключками. А вот так вот. Семизот. Мешаешь, переверни. Да, я, кажется, я так положила. Так. Сейчас. Не. Вот так, да.
Вот тоже. Тут оно все правильно пишется. Шемизот, есть такое. А вот чунаот. Это я фиксировал. Это я не знаю. Я не нашел. Вот как раз в Тувахе можно спросить у этого сторожила чунаоту. Но я нашел в рамейском, что это осад. А, вот он и есть. Но от него я не узнал, что такое чунаоту. Но он говорил вроде как колючка, что ли. И пишется тоже одним словом тогда. Ну, спроси. Да, Чунаот? Да. Можно. Вот тогда вот такое. А потом вот это вот сложное. Саз-кёга. Это тростник. Что же? Саз-кёга. Хога, да, есть. Саз есть и хога Это есть. инструмент саз. Да. Саз это болото. Ага. Батах, мы говорим батах. Наши вот. Средний диалект. А там в степи саз. А кёга? Хога. Хога это вот это самый камыш. Болотный камыш. Да, хамыш. Мы говорим хамыш, Ну, а есть... а они говорят хога. Ага, вот так вот. Вот как это, вот это очень интересно. Вот просто есть вид, вот то, что тростник и камыш. И они ботанически очень близки. И растут они в одном и том же месте. Вот тут напиши, по-моему, в рамейском цуна. Цуна. Да, вот рамейский. Хорошо. Ну, надо это посмотрим там, да. Да. Что это? Ну, Цуна. Чуна в Тувахе, чуна. в рамейском цуна, по-моему. Понятно. Это, значит, И напишу. ударение поставь сразу. Цуна. Да, а то это цуна получится. А, вот здесь еще тавшан калеми. Оно правильно калеми? Ну, это ручка. Калям. Вот это из турецкого. В исламе калям. Я не знаю. Зайчик, перо, тавшан калеми. Тавшан, понятно, халям, понятно. Но есть ли такое, я не могу сказать. Ну, вот оно Это у у него. Ирвина. Да, вот у него. Это у него спросишь. Потом вот делидже Багдай. Делидже это дурной, плохой. Делидже? Да? Сумасшедший. Да, сумасшедший. Ага. Божевильно. Тогда. Или не хватает шариков. Дели, да, дурак. Ну, наверное, по сумасшедшему растет. У нее там нету такого одного колоска, у нее куча колосков, и все в разные стороны торчит. Вот, Вот, значит, вид у неё много, да? Много, да. И вот как взрыв такой. Да, у нас есть такое выражение. Деликибиоси. Деликиби. Растет как дурак. То есть Куда хочешь. очень буйно растет. Ага. Ну, как не в себе у нас говорят еще тоже. Растет как не в себе. Ну, а вот еще здесь вот это вот эгрельти ату. Да, эгерельти есть И раздельно. от эгерельти от раздельно, во-первых, да. Если эгерельти от не говорят, эгерельти оту говорят. Оду, то есть Эгерельти, что же это? Я забыл. кривая. Вы не видели, как кривая работа, что это... По-моему, это название какой-то женской чего-то эгерельти. Не то хозяйка, не то еще что-то такое. Но я ничего, надо посмотреть мой словарь. Эгерельти есть там слово. А правильно оту. Не ату, Тут оту. больше Но она, подходит. видите, перевела кривая трава. Кривая трава. Ну, эгре это наклонение. Игры взяла, да. За основу игры взяла, перевела. Да. А это вот, например, А ты посмотри лучше словарь, у меня сейчас его нет. Что такое эгерельти? эгрельти. Может там другое толкование больше подходит. Я посмотрю еще. А вот тут это, ударение в слове оту. На первый слог оту. Здесь оту больше подходит. Если это обозначает какую-то женщину, то это ее трава. Ну это вообще папоротник. И как раз вот эгрельти Папоротник, кривой, как да, раз вот да. такой крученный вещь. Это Может, вот- он не подходит. Это ее трава, поэтому оту. Ей принадлежность. Оту махери. Как собственное, как имя Отдельно собственное. должно быть. А вот я поставила знак. А еще вот такой же вопрос с трава. Есть еще агач. О, вот это тоже меня очень... Здесь агач. Агач отдельно пишется или вместе? Вот. Но тут по форме одинаковые, можно вместе. А тут такой... Нет. Здесь прилагательное, здесь существительное. То есть раздельно. Конечно.
Вот, вот такие вот, откуда же я бы это знала? Еще часто пишется агач как терек, или тереги, или дерек. Раньше терек не называли, агач называли, дерево. А сейчас вот появился эти... А сейчас агач. Это дрова. Дрова? А, как древесина больше, да? Чем... Ну, древесина, дрова, да. Агач. А вот сейчас вот я просто найду вот такие примеры с этими терек и дерек. Сейчас вот. Но у нас много дерек говорят на Южнобережном. Сейчас терек, да. А раньше агач говорили. Не, я говорю, Причем, дерек. вот я, например, когда словарь составлял, значит, если это дано имя давно, какому-то дереву, агач, со словом агач, я так и оставлял. Потому что, ну, вы замените его на терек, ну так никто не говорит, понимаешь? Традиция осталась ведь. И агач в большинстве случаев пишется отдельно. У нас в Улузене, по-моему, на дуб говорят там агач и еще одно слово какое-то. Сейчас меше, пилит. Не, именно агач и Но... первое слово. Но это надо посмотреть. Вот, пожалуйста, вот тис, барсык, агачи. Тис, барсучье дерево. И барсук. Вот два варианта. Вот, кстати, два варианта. Это ваш словарь и вот этот вот словарь совместный. Эрвин. С Эрвина. И вот они разные совершенно. В одном случае... Если вместе, то без «и» надо писать, а если раздельно, агач. А вот если вот они как раз... Дай оба варианта. Дать оба варианта. Пусть выбирает оба варианта, пусть будет. Если вместе, то без «и». Борсух, агач, без «и». Слитно. Без «и» слитно, вот так. Да, слитно. А здесь агач раздельно. А вот то, что разные барсык и барсук. Это просто разные варианты произношения, но перевод одинаковый. Ну, у нас одинаково, это одно и то же. Борсух говорят. Разные написания. Сух, даже с... Ну, это с южным вариантом. Мягче. Ну, название животного, борсух. Борсук на первый? Нет, борсух. Вот так вот. Ну да. И Да. получается ударение ставить в двух А словах. почему здесь здесь у? А это два разных варианта. Вот это из двух словарей выписано. Ну, это к сепному тянет он. Наверное. Да. Не, ну у вас, это если ваш, барсах Да. у вас, барсах. Вы так могли написать? Барсах. Да. Это нет, это я не знаю. Может, Борсух, это это борсух. Ну да. Это я знаю. напиши лучше. А борсух. это я не знаю, что это такое. Хорошо. Но, может быть, это правильно, ты исправляешь. Барсах, может быть, есть что-то такое, не знаю. Я еще раз тогда перепроверю. Вот это в вашем словаре. Я в него пойду проверить. Так. Дуб, посмотри, это тут. А вот еще вот барсучья трава. Барсук от одним словом. Да. Оно же как вместе пишется. Сейчас. Дуб, да? Дуб сейчас пойду. Посмотрю. Дуб. Сейчас. Вот дуб. Есть чигер агач. Вот, чигер-агач, я вот про это тебе говорю. Чигер это куст. Да, вот кустарник, молодой, это молодые дубки. Это вот то, что называют очень-очень удачное слово. Ну, то есть вот это слово агач ты просто спросила. Да. Вот в этом значении чигер-агач. И писать его надо вот так вот, через твердый знак, да? Агач. Да. Да. Угу. А там еще это в Улузене как-то говорили. А, вот. Не, еще так. Вот так еще говорили, пилит тереги в Искуте. Вот, а что здесь делают? Вот то, что это Гирей нашел. Не понял. Гирей нашел в Искуте. Ну, у нас директ говорят. Директ, да. У вас Директ. директ, говорят, было. Вот она говорит, что в этом случае написать? Директ? Или тереги. Если Или происхождение того места, директ пиши. Директ, да. Ага. А что значит пилит? Это желудь. Пилит мне Что, объяснял пожалуйста. этот, между прочим, старик из Корбекуля, принес мне. Показать. Желуди принес, показывает. У меня спрашивает, что это? Я говорю, не знаю, специально. Не знаешь? Я говорю, ну скажите, что это? И он тогда сказал, это пилит. Хотя пилит фундага.
Орех. Фундук этого дубовый. дуба. Да. На самом деле он мне показывает. А он говорит, пилит. Вот правильно он говорит, неправильно говорит, Бог его знает. Ага, дереги. 3 названия есть дуба. Пилит, Эмен, Меше. Меше, да, вот есть. И вот, да. И вот, но тут никто не различает их, потому что в Крыму есть 4 дуба ботанических. Пушистый, скальный дуб и черешня. Вот это может быть, да. Это нет. Ну, это сложно. Вот уже, Это может. ну, можно попробовать тогда так. Но ты знаешь что? Сделай смелый шаг и каждому свою характеристику, да? Вот. Ну вот, допустим, Меше говорят только ялтинский. Посмотри там в Ялтинском регионе какой дуб чаще бывает. У них по высоте есть вот гора, и дуб пушистый растет в основании горы и в селах. А уже на высоте где-то 500-700 метров уже есть скальный дуб. Если село лежит на большой высоте, Ну, Меше говорят только в Никите, Айвасиле. это внизу. У нас Меше, в Бахчисарайском районе Емен говорят. Это пубастас. И пилит фундага. А раз пилит фундага, значит пилит тоже говорят. Да, но тут не установить, вот все-таки да. Но это если бы, вот, допустим, где-нибудь в Пчелином, под Короби, где четко вот из этих скальных дубов, там можно было бы ходить. Вот Меше если- это в турецком и в урумском есть. А еще в русский вариант, да? Да. Эмен это общетюркский, да? И у казанских Да, татар наверное. Имен есть. Емен у многих, наверное. Да, есть. Мгм. Ой, и вот еще вот тут есть такие названия таких растений, которых нету. И вот это вот беда, вот не нашли этих названий. Например, почти никак не называется орхидеей. Орхидея. Так жалко. Ну, это может быть последняя находка этих селекционеров. Не, они тут давно. Тут есть одна орхидея Венерины башмачки, башмачик она называется, вот туфелька такая. Это одна из орхидей. А вот их очень много, и их около 30 вообще разных есть. Ну, в вот Крыму. видишь. И как-то вот хотя бы Это конца нет, там тысячами хоть бы названий. одну как-то назвать. Но башмачек это только вот этот Венерин башмачок, он один. И вот жалко ее. Самый характерный Самый надо характерный. оставить, да. Остальные производные. Каждый год новые. Уже будут добавлять. Да. А есть шансы, что как-то научную терминологию, что у каждого растения будет свое название, что потом... Или это очень... Ты не ходила в Никитский ботанический сад? Ходила, я знаю, там многих знаю из ученых. Но там же никто татарскими названиями не интересуется. Не, хотя бы русские взять, а потом... А, я русский знаю, я же ботаник. Вот там у них... Просто видишь, У меня есть книжка. Когда я ее увидел, так обрадовался. Юля, знаешь, что можно сделать? Вот те названия, которые я не нашел, можно будет вот эти названия пойти к конкретному старожилу и попытаться их определить. Вот это было бы лучше всего. Вот этот листик очень нужен. И все, которых вот ты не знаешь. И вот эти названия, которые... Им вот так, если просто скажи, какие вы растения знаете, они не вспомнят. А вот если конкретно уже говоришь, допустим, называешь. название, он раз и уже что-то может пишет, опишет и желтое, может там покажет низко. даже. Если цветы, это как раз надо вот летом, вот июнь делать. Да. Отлично, это Вот так надо надо сделать. Если вам не лень, Не лень, все надо интересно. вот в коридоре, шкаф задний, на самом верху, есть довоенное издание книжек, и там есть не то съедобное растение Крыма, не то растение Крыма на русском языке. Ой, интересно. Ну давай, залез, посмотри, тогда включи вот здесь свет Куда? и посмотри. А где? Там стульчик надо взять, пройдите конец коридора, стул возьми. Это я же высоко. Надо будет встать Ой, на стул. благодарю, да. Так, наш. Включите свет вот здесь. Ага. Я включила. А большая книжка? Не, она, по-моему, небольшая, да? Такая Да, брошюрка? тонкая.
брошюрочка такая. Верхние эти, вот эти, самые верхние там. Я помню, в Ищи. 90-х годах появились маленькие такие книжечки, да? Словарики такие. Вот когда начал возрождаться у нас вот это, видимо, вот эту информацию брали из довоенных, наверное, источников. Ну, наверное. Когда только начали это печатать. я сначала обрадовался, а потом потух. Дело в том, что там на татарском нет. Татарка писала, фамилия татарская. Все на русском. Вот и дай татарский тоже. Нет? Она цветная или не цветная? Не цветная, да, она? Нет, не цветная. Когда? Тогда цветных не было ничего. Брошюрочка такая. Верхнюю полку смотри. Да. Там, да, нет. Да, вот. Вот, наверное, если есть. Ты вот эти просмотрела, все? Ну тут вот нету точно. А там... Сейчас. Там ничего не нарисовано, да? Ничего не нарисовано, черным шрифтом написано. Сейчас. Растение. Декоративное искусство. А вот кажется, что-то маленькое, такое совсем маленькое. Вот в этих книжках Это металл? с этой стороны ты хорошо смотрел, вот где тонкие. Тонкие, нет, вот там на полке. А, на полке, вот эти, вот совсем вот такие маленькие. Вот такие. этот рваный. Такие? Нет, журнал, на первой полке, на верхней полке. Ну вот эти, да. Вот к тебе стоит корешком рваным, ну-ка посмотри, где? Вот. Что это? Вот. О, вот это вот. Это оно? 36-й год. Хром СССР. Нет, это не то. Ну, может быть, здесь тоже что-то есть. Üçüncülük tecrübe işleri. Подобное, да. Подобное есть? еще там. Это Есть, нет? табаководство. Табака. Нет. Вот такой толщины было. Вот такой толщины-то. А. Это уникальное издание, кстати. Это все. Его поклеить. Ага, вот еще здесь какие-то лежат такие маленькие брошюры. Вот типа такого. Да, типа такого ищи. Вот, ищи. Ага, кажется, вот я вижу, вот такие, может быть. Вот это журналы, да? Не, это вот аж журнал Это этого журнал, да. Родина. профессора Музафарова. Так, Да, наверху должно быть. Если нет, значит нет. не вижу. Вот не вижу, честно. Ищу, смотрю. Тут точно, наверное, Вот это нет. спереди стоит. Что там Вот еще, вот может быть это. на верхней? Нет, здесь не ищите. Ага. Это отобрано все здесь, я знаю. Наверное, Только там должно быть, да. Вот это первое, что торчит там? первое это баки и газели. Ага, а там вот это второе. Второе это что-то похожее на А вот тут вот, Сказки. смотри, сказки. смотри, Вот эти все вот, проверь, вот эти. вот эти вот тонкие Да, там вот эти стоят, тонкие. Нет, Чапаев, вот эти две. вот это тонкие, вот эти три, да. Ну-ка посмотри там. Не, Не. личная власть Сталина и пользователь Нет. IBM ПК. Ну, значит, И там сейчас значит кто-то выбрал. Мне тут иногда приходит. О, вот это вот идея. Вытащите идея хрестоматия. Вот это что? О, Это СССР. Вот это А, тут да. вытащит. физика, география. А тебе это что? И вот это вот дальше там толстый вот. Вот да, это? не, вот эти, да, посмотри. Что Это Эдибият Хрестоматиас. Ага. И вот это толстое рядом. Не, вот это толстое рядом. Вот это, да. Это, ой, не знаю, Что посмотри. это что-то вообще древнее. Это, Открой, да. по-моему, Гаскинский. Нет, Ушинский. Константин Что это Ушинский. такое? Антропология. Педагогическая. А. Она не крымская. Вот что-то вот такое похоже, вот посмотри. Вот такое, да? То есть темная. Ты вот это посмотрела, да? Нет вот это? Да не то тоже вот эти вот. И вот тут нет тоже. И тут. Может вот эти вот? Так, я вот это сейчас фотографирую. Так, Крым СССР Хата лабораториясында түтүнчүлүк тежрибе иштери тешкилендирүү.
Да, это, конечно, уникальное издание. Сирена жалко, что не попалась. Нет, пожалуйста. Слушай, да, самый эффективный вариант, когда мы начинаем просто работать над текстом вместе. Это действительно приносит самую большую пользу. Да, вот ты сейчас возьми все это. Я оставлю. Просмотри все это, да. Самые сложные моменты спроси, я сейчас, да. потому что Ты сейчас быстренько все это я ж таки хочу. промониторь, так скажем. Да, вот так. Но я все равно же оставлю это все, если он найдет момент почитать. Ну, оставь, конечно, но просто тебе сейчас это тоже теперь надо, чтобы он не потерял. Конечно. Угу. Ну, я думаю, нет, это только потерял. Ну, вот тут вот пишут Монтарнян Куреш Чарелера Тютюн Сортларен. А Монтар у тебя есть гриб? Да, но я грибы не включала. Гриб это же не растение. Не растение? Нет, это отдельное царство. Скоро, да? И к какому классу они? Они это царство отдельное. Царство животные, царство растения и царство грибы. Это совершенно я их не включала специально. А грибов мало. Гриб Монтар есть, Бияс Монтар, белый гриб и еще пару грибов. Не, ну у нас Фердиша, Фитича. И четыре, что ты присылала. Этот, есть. несколько названий. Я не включала Здесь на рынке продают. Ну, и это уже не растение, нельзя вот недавно это будет включать. А вот еще, вот, например, трава, горькая трава, которая вот агывлы от. Как ее дословно перевести? Агувлы неправильно. Агу. Вы убери. О, спасибо. Да. Агу. И одним Горькая словом. трава. Угу. И вот и одним словом, агув от. Или два разных слова. Нет, от. Одно слово. Одно слово. Вот еще интересное попалось растение. Его Мамут Черлу мне сказал, шараша. Это я не знаю. Вот это вот в Айсерезе, так говорят на ремурсы. Ну это вот эти девочки тебе сказали. Да. Ну это они раз этот, я не фиксировал. Хорошо, мы это назвали его. Еще. То есть все, вот эти все растения, чичек, не чечек, везде чичек. И везде чичек. Спасибо, это очень сложно. Эндек. Если ты чечек напишешь, и грамматически неправильно, и по смыслу неправильно. Спасибо. Это в Две половине ошибки случаев сразу так. будет. В половине случаев так. Чечек должно быть. И все. А вот, кстати, киан, чечек пишется как два разных слова. Киан, чечек это одно слово. Одно можно. слово. Вы говорите по математике пишете, да? Написал я. А вот физика, география 37-го Да, года. я пользовался ими со всеми. А еще вот это вот. У меня есть по математике, есть отдельно они находятся, слышишь? Угу. Вот такие книжки по математике есть. Если тебе нужно, я могу вынести. Не, я просто смотрю А это то, что я вот сделал, я могу показать вам. по табаководству очень интересно. Возьми. Я это перефотографирую. У нас же как раз табаководством Задавил их, ладно. Хотел показать. А как переводится эндек? Вот эндек ату? Эндек брусвер. Землей накидано. Канава? Возвышение или наоборот провод? Возвышение. Стой. Она имеет два значения. Где-то возвышение, а где-то вот сам канава. Не, ну индеч по-арамейски, это же ров Ров, да. для животных, где они пьют воду. Ну, видишь, смотри тут что, смотри. Индекото, там он не растет, он растет вот куда выкинули землю, там растет. Это этот окопник, живой кость, который сращивает при переломе. Может быть. Вот, так есть. Как раз нужно бойцам. Ну вот. Это окопы же. Да, это два разных слова. Оту, если. Да, индекото, да. Это хорошо.
Ага, вот еще вот сложный момент, не смогла перевести его, типа... Дохуздон. Я не знаком с этим. О, ну написано правильно. 9 штанов? Дон, ну я знаю, это эти, кальсоны. И штаны, по-моему, на Южном берегу, да, Дон дилер. Кальсоны и штаны на Южном берегу. Дон плюс это 9. Да, Дон Хуст 9. Интересное название. Одетый в 9 штанов. Но у нее очень много выражений. Наверное, что Она такое, есть. да. Интересно. И вот еще... Келенчик. Невеста. Да. Кайнана Кергиши. Она хорошая. Не слышал я такого. Проклятие свекрови. Ну, написано правильно. А вот это Ханымели. Ханымели. Мели? Ханом или, да. Не ударение на последнем слове. Ханымели. Два ударения. Да. Хоть и двухкомпонентное одно слово, Но два все ударения. равно там второе ударение тоже слышится. Ханымели. А основное ударение последнее. И одним словом. Ханом Да. Эли. или это место проживания. Ага. Да. Это не рука? Ханом. А ханам, ну, это Женщина, ханам уважаемая. да, дама. А ее вот, ее перевели как рука Пани. дамы. Ты правильно писал, пани. Не рука, но не рука. Не рука. Не рука. Это, как сказать его, короче, место проживания. Мешканье, помешканье. Местечко. Есть же села такие. Да. Бахчайли там или... То есть, Ты проезжала сегодня богатая. Как она называется? Спасибо, это важная ремарка. А еще вот Алтын Чечек вместе пишется. Да. Бегун Чечек тоже. А вот Май Чечек. Одним словом или вместе? Ну, Или по аналогии должно быть, да. должно быть вместе. Вот я тогда пишу вместе. Ну, тут с Чечеком. Вот сразу стало легче, как только обсудили этот момент. Непонятно. Всё. А Сарытыш. Это раздел? Сара, тишь, Желтый зуб? желтый зуб, да. Все, правильный перевод. И раздельно пишется. Сара, тишь. Единственное, что здесь можно, если это прилагательное, это существительное нельзя. Тут это все нормально, я знаю. Балхурт от вместе Да, пишется. да. А вот эти вот чай со словом Есть чай. еще отдельно. Смотрите, чабан, чай. А такого, что через дефис пишется, нету. Только вот либо вместе, либо отдельно. Сары, пуру даже не значит, это пуру. Сары желтый, а пуру не знаю. Чубан-чай, Угу. здесь два существительных, можно одним словом писать. А для чай? Для еда, чая, здесь два слова. Потому что Пастбище? окончание другое. Требует этого поддерживать. Хорошо. Вот. А здесь еще, вот тут еще сложный момент для меня. Есть зверобой. Дак-чаи и дак-чай. Ах, чай больше подходит. Первое, да. А это вот Это важно. так-чаи. Мгм. А вот это вот еще вот с переводом тут сложности. Киран. Хуен, Киран. Хуен это овца. Косит. Где мор или что-то такое. Вот мор. Вот, то есть, это что-то правильно перевела его. Типа, который уничтожает овец. То есть это не, мор ведь это болезнь. Да.
А это, если, видимо, поесть вот эту траву, то у него, значит, он может сдохнуть. Угу. Вот оно такое, это зверобой. И написано, ну, вот так слито, как должно быть. Это же просто вот с этого словаря. О, еще здесь сложный момент. Вот это вот чебан сюз чиги. Чубан сюз чиги. Да. И что ты перевела там? Вот это вот цедилка. Цедилка пастуха. Переставить букву надо. Сюз гуч. Сюз гучи. Сюз гучи? Да. Гю. Напиши заново. Гючи. Гючи, да. И это цедилка. Такие правильно. Цедилка, да. Все. Ну вот да, это вот из этого словаря. Я таки точно переписала. А вот еще вот лук. Саган. Уж сулгана. Птичий лук. Можно так. Саганны. Хуш сулганы, да, мед. А вот еще здесь случай. Елдыз от. Елдызлы. Елдызлы. Елдызот. Звезд. Трава, звездочка. Звезда. А тут именно елдызлы. Елдызлы где? Вот тут, вот это слово. Вот это слово. Елдызлы, вот. Звездчатый. Значит, звездочки на нем есть. Не одна. А много. Ну да, вот много таких есть. Правильно. И оно пишется вот так вот. Елдызлот отдельно. Потому что это прилагательное, это существительное. И ату тогда пишется тоже раздельно. Ой, а еще сложный момент, вот этот вот салип. Не знаю такого. Вот тоже надо будет подумать с ударением. И салеп, и салип в разных. И вот единственное. Ну, скорее всего, салеп в тюркских словах зачастую последний. При таких случаях, если лишь даже ошибешься, лучше возьми последнего. Да. Спасибо. А вот этот башмачик, вот тут его... Башмачки. А почему его перевели как теленок? Что? Как теленок. Телятку, как теленок перевели. Башмачок. Башмах есть молодой, это теленок, башмах. Вот. Да. А башмач... Но это, наверное, все-таки, если перевели, все-таки... Я ни разу не слышал в такой форме. Башмах говорят, но башмачок. Это все равно, что вот корова, а называем коровушка. Ну, коровушка редко же говорят. Почти не говорят. Переведи, да, как... Как туфелька, это все-таки Венерин башмачок. То есть вот это вот теленок. Я тоже склонен. Но я не знаю, могу ошибиться тоже. Но больше, наверное, все-таки это с башмаком связано. Вот спасибо, что убрали, то бы я подала непонятный перевод. И было бы. А вот это алтын сач, золотой волос, это тоже... Алтын сач, это... И пишется одним словом. Алтын сач. Здесь хоть и прилагательная форма существительного. Вот Демар хапа делерда. Железные ворота? Демар это существительное, но оно употребляется в качестве прилагательного. Точно такое здесь. Поэтому я думаю, open such, если его взять как существительное, это существительное пусть вместе будет. Потому что вот это вот цифра 10, я это все переспрашиваю, это мне ясно, что... Вот этот чудесный, оттуда же из этого словаря, растение с иголками, очень колючее. Киик кушканмаз. Дикая птица не садится. Здесь основное слово хушхонмаз, а это дикий хушхонмаз. А это хушхонмаз, оно пишется... Хушхонмаз — это одно слово. Одно, а вот это второе слово одно. Да, хушхонмаз. А это отдельно. Это отдельно. О, спасибо. Потом еще вот этот... чалы, куст, вы говорили. Куст, да. И вот этот кирпи, чалысы, кирпи еж. Это отдельно должно быть. Потому что здесь есть слово управление, управляемое и подчиняемое.
Она требует определенного падежа, как в русском языке, и в вашем тоже. Чавысу, то есть чей куст. Принадлежность. Да. Вот, спасибо. Это как раз... И точно так же здесь тарысы, батаклык тарысы. И здесь также. Ну, то же самое отдельно правильно написано. Болотняне. Просто. Болотная. А вот с этим тоже вот такие близкие слова, которые звучат одинаково. Что? Калина, вот очень похоже звучат слова. То, что мы говорили, да. Да. Хансия. Ну вот я Хансе. такой вариант взял, Калина. окультурил, так сказать. Но это моя произвол мой. Чтобы не было звучания там мочится и так далее. А какой, вот, то есть вот этот вариант ханце? Оставь Богу. Вы такой... Просто они в словаре уже есть, пусть Богу будут. А потом вот это чудесное слово ухо земли, эрхулаги. Ерхер. Хулага, да, нормально. Вот оно мне как кулаги. Там твердый знак надо. Вот если, вот так вот, я шучу. Если либо ха, либо ки с твердым знаком. И еще у вот этого второго автора почему-то капере. Капере, может быть, да. Ударение на последний слог. Капере. Я не слышал такого. Каперсон. Ну вот он его принес. Это вот на татарское слово похоже, поэтому оставь его. И капере вот сюда? Капере, да. У нас всегда на последнее. Ну вот так вот ухо земли это самое распространенное и самое... Вот тут чеклер напиши. Да. Хаджбичим. Хаджбичим, чечкелер. Это крестоцветные. Хаджбичим. Семейство такое, когда у них вот так вот хадж, это же крест, да? Это крест, да. Вот оно вот такие у него цветки. Крестообразный. А бичим это вот образный. Да. Бичим. Вот еще. Бичме кроить. Покроя этого. Не надо писать это, я тебе объясняю. Значит, хаджбичим что такое? Предмет такого покроя. Вот так переводится это. А вообще образный, крестообразный, тебе правильно. Это с вашего словаря, потому и правильно. А вот здесь сложности. Некоторые слова попадаются с тире, с дефисом, точнее. Кучук. Тут же нет никаких, правда? Кучука. Нет, это неправильно. То есть вот здесь оно все. Кучук-агач надо писать раздельно. Без ничего пишется. Прилагательное, существительное. Теперь самый такой драматичный момент. Кипарис и тополь. Вот сельби и сельви. Иногда попадается вот сельби с Б или сельви. Ну, и понимаете, здесь очень много различных вариантов. Диалектов. В средней полосе сельви. Одни так говорят, другие так говорят. Средний. В средней полосе обычно Б. А на южнобережной сельви больше. Южный берег. Вот тут, если пишешь дирек, уже тогда напиши. Дирек. Да. А вот бебеш, тереги. А как бебеш перевести? Бебеш я не знаю, что такое, но так говорят. Бебеш дереги, правильно он надо сказать, я поправил. Дереги? Дирек. Бебеш дирек. Если дирек, то слитно, а если дереги, отдельно. Бебеш можно и так, и так. А емиш, вот еще емиш, так, точно так же дирек. Емиш, стоп. Емиш, нет, это ягод. Это... Здесь напиши тогда падежное окончание. Ди. Емиш, Вот. Вот тоже. Карасалеви. Оно, если кара, то пишется с твердым знаком. Обязательно. Ну, можешь, если есть южнобережная, х можешь написать. Есть и там вот или к, или х. И вот это вот надо будет где-то вначале написать. Смотря где она. Она же везде же есть. Вот дальше. Это кикинеис и дирекой. Это как раз вот на Южном береге. То есть это х. Сделать. Вот еще интересное слово. Карточ. Дирек везде. Да. Вот это дирек.
Вот картош и карточ. Эти оба варианта сохраняются как диалект. Да? Может быть, такое. Вот тут, наверное, Стамбул Сельвисы, да? Сель. А ты написал Сельвасы. Да, наверное, Сельби, да. Сельвисы. Или сельбиси. Б. Ага. Сельбиси тоже. Сельбиси. Вот это... У нас же много разных диалектов. Есть Че-диалект, есть Дже-диалект и так далее. Мгм. Речка, которая протекает посередине Бахчисарая, как называется? Чурюк. Чурюксу. Чурук. Су. В переводе что означает? Грязь. Гнилая. Гнилая. Чурюк гнилая, да. Гнилая. Вот да. теперь слушай. Неужели ханы настолько были глупые, что искали место для своего Дворца? и нашли вонючую воду? Ложиться? Нет. Нет. Вообще никак. Потому что, когда фиксировали обычно русские. Картографией занимаются русские. Он спрашивает у старика первого, как называется. Он говорит, Чурюк. А первое Че Чурюк. должно быть Дже. Джордж. Джуйрук, бегущая вода. А смысл кардинально другой. Конечно. То есть Джи и Многие Джи. наши не знают сегодня это. Бахчисарайцы не знают. Я сколько студентам объяснял, я говорю, пойдите всем расскажите. Что Джурюксу? Это не гнилая. Ну, это каким дураком надо быть, не царем, дураком надо быть, чтобы построить там свой дворец на этой вонючей воде. И просто из-за того, что неправильно записали, вот такие Да, пошли искажения смысла. и таких много. Вот Тарахташчи есть там, всего Расчёска. было, сейчас нет. Взяли, зафиксировали как Таратакси. Что? Какое такси? Джума, пятница, все. Взяли, зафиксировали как чума. Чума. Потому что попал такой с Че-диалектом. Он Че не произносит. И да, несколько раз попросили. А этим на руку интереснее чума написать, чем чума. Это, ну, Как это? Ворона? Вайрон. Там, Ворон, да. Но сейчас ворон говорят почему-то. вот то, что там Хотя ударение шли, должно ворон, на последнем. Ворон. Ну, они поняли, как ворона. Мгм. Это оставили, не оставили меня. А это же не то, там, по-моему, Вайрон, как земля, которая Ты вылез. спрашиваете. Бог его знает. Вот еще, вот Ахча, Ахча-Агач. Ахча-Агач, правильно. Отдельно пишется. Нет, можно вместе. Можно вместе. Кешик-Агач. Кашмир, То же самое по аналогии. Да. Агач, Можно Хашер, вместе. Агач. Вместе. Правильно. А вот еще вот этот татарский клюн Исфендан. Вот в этом Нет, словаре. не слышал. Я это не знаю. Татархаш. Откуда он его взял? Ну это у него спросишь тогда. Хорошо, откуда взялись вот эти все непонятные слова? Да, А, это вот- он все-таки где-то подцепил, не знаю. Может и есть, Бог ее знает. Вот откуда? Вот я задам Каждый вопрос. из нас. Вот еще татар Кашик-Агачи. Татархаш. Хашах, А Агачи. вот тут слитно, да? Не, можно раздеть. Ну, вот здесь можно объединить, если что, два вот этих слова, татархашах, Да. агачи. Вот. Угу. Угу. Все. Хорошо. Харазери. Харазыря. Черное зерно. Это правильно. Сидане. Не слышал. Это не знаю. Черный кмин, вот оно. А вот еще Килган от. Халган. Это Калган. То есть это Халганот без скобок надо. без скобок и вместе. Ага. Это ковыль. Ковыль. Не ковыль. А вот это хилган, как он переводится? Не знаю. Вот это целое слово, которое ковыль значит. Я не знаю этого слова. Это из вашего слова. Я знаю, что такой вот вместе есть ковыль. Халхан. А что обозначает халган? Мгм. Хал есть тонкий. Так вот, наверное, тоже есть. Вот может быть по аналогии. Тонколистый какой-то. Тонкий лист. Вот. Даже если одна часть совпадает, а он же ж идеально тонкий, ковыль, у него листики все такие еще крученные. Ну, у нас еще есть халбурун, вот это Халбран. делали. Выдвигается. Эти Мыс. добывали там этот хыл, вот этот Кил, глину. глину. Это это кил. Это кил, он другой. Это Кил? хамелеон. Да, он мыло хамелеоне, кил. Который такой голубой. Единственная на всей земле Мгм. глина, которая исполняет роль Мыло.
мыло. Вот, Причем в соленой воде. я пробовала и В мыться. соленой воде моешь и отходит все. На этих, на секси-ваш. Вот недавно я где-то, пока не то читал. Единственное в мире место. Это правда, это про него пишут все. Даже в National Geographic писали, в журнале таком. Вот какой уникальный Крым у нас. Это да. Теке-Сахал, ну это Вот вместе. Теке-Сахал, Козлиная борода. Да, Да, правильно. вместе. А тут Так, мы уже это мы подредактировали, тут мы уже немножко прошлись. Тут мы нет, еще не прошлись. Еще. Вот тут еще такие моменты были. Вот камыш и хамыш. Это вот разница. Ну, это русский и румейский. Вот. Диалектная разница. Ну, вот это, еще- ну, это с рамейского хамиш, да? Да, это с румейского. Еще вот тут удивительные вещи. То, что в том словаре. Чочеген. Вот, Чучуген слышал, Что-то да, такое это есть. Вот да. они степной это часть. Чучуген Да. есть такое. ну вот Эдибе написала, что это не кориандр, а крест-салат означает. Вот она сказала, что это другое растение совсем. Она у него увидела это в словаре и сказала, что Ну другое это у растение. него спрашивают, да. Мгм, это у я него их вопрос. тоже. А вот еще киик, чуа, чичиги. Чува, наверное. Чува? Да? В, да? Лучше. Чума, Чува. да. Астра. А как ее перевести? Киик, это же дикий. Дикий. Чува, это же Астра, да? Чува, Три слова. Чичи. Правильно написано. Чичиги. Дикая астра. А вот еще, дильдже вот вместе пишется. Дилиджи. Дилиджи мы писали. Да-да-да, это дурная, сумасшедшая. То, что дилидже. Да, но тут имеется в виду бурное его растение. Это была Бурное, Рост. Это была большое. дилидже бага, это была пшеница. Это, Да, это да, дилидже а от, это другое. Да, да. И одним словом пишется. Вот вместе. Вместе. Ну, в смысле, вместе. Еще у него мандалач. Мандалач есть такой. Но смысл этот, Как его перевести? я так этот сам не определил, но старики часто это слово мандалач говорят. Вот это Но у какое-то- Сиранага что означает мандалач? Я не помню, но у меня есть словаре. Посмотри, напиши. Костерс такой, злак. Кострица. Злак, один из злаков сорной травы. Ну а что ты не указала его источник тогда? Вот указала, вот Ну здесь. это Ирвин. А там его не было. Не, у Сиранага должно быть это слово. Да? Тут Или у тебя его словаря нету, получается? есть. А имеешь в виду самый большой слово? Надо посмотреть. Ты на всякий Большого случай. нет. Вот чтобы только не я его ошибиться, хотела посмотреть. в Джимане купить. Мандалач у вас, по-моему, морковник, что ли там? Я очень часто Не это помню. слово. Вот, у меня сейчас голова. Тогда я Да, я посмотрю. посмотрю это слово. Хорошо. Хорошо. Это мандалач очень часто. О, и вот еще здесь они идут. А вот у вас есть мандалак. Может быть, хаче. Это диалектные особенности. Вот у вас вот эти вот есть сырый Может мандалак быть. и кисыр мандалак. Может И быть. это два вида костеров. Костер именно, он был установлен, потому что название я сразу же нашла. Может быть, различается. Желтый, а кисыр, как кисыр перевести? Сыр бесплодный. Бесплотный? Сары желтый. Ну, согласна, говорю. Желтый. Рано! Джепелек у нас говорят епелек. У нас как колос я записывал. Епелек. Да. Джепелек. Это степное произношение джепелек. Мгм. А без епелек нет. Епелек лепкет, то есть быстро ушел. А вот это вот... Ой, приду. Сусанна, что ты молчишь? Скажи хоть. Язык есть? Или проглотила? Говори, говори. Вот, бетага. Ну это у него спрашиваю. Бетага. Что это? Бетага. Не, это я Не не знаю. Хорошо. Пси... Псиаях есть, да. Суданский говорю. Кошачья лапа. Вот, мышик нанеси, правильно вот нанеси. Мышход, нанес есть. Кошачья мята. Ну, она так и есть. Мышах, нанесе. Правильно На- написано. Нанеси? Не, нанеси, Нанеси, последний. да, такие есть, да. И отдельно написано. Дальше. Да. А вот этот Кейк кейк Макдоналдс. Макдоналдс, дикая петрушка. Правильно. Кирджиткан. Хаджиткан. Кирджиткан. Это крапива. Степной. Крапива. Сыкртна. Ну это я написал. Сыкр, я не Это знаю. мой, да, вариант. Чангаратла или Ускоти, Чангаратля? да, Чангаратла. Ла или ля? Что с этим делать? Ну, я посмотрю. По-моему, Чангаратла они говорили. Ну, можно посмотреть.
А вот еще здесь Сыкыртна. сыкыртна, и тут ну сыкыртна. Это получается надо и перенести сюда. Нет. Тут С, тут Тут, Ч. тут, Ага. тут оставь Чикыртна. Ч. Ага, ага, о. Ага, хорошо. Оставь чикыр. А вот еще чигыртна в улоза. Да. Чигирт. В. Чигыртна. Чигырт. На. У Ну, тебя что-то это нашего варианты, понимаешь? чикантра нет у тебя. Ауштинского варианта. Чикандрак что пишет. Почему это у тебя? Я очень много писал чикантра. Этот Курбек, Шума, Темирчи, Чикантра? все чикантра. А ну что? Нет, чикар, Карбек тоже, да? Чикартна. То есть тут чикартна, а у нас чикантра. Да, Я записала, я Чикантра. чикантра написала. Да. Хорошо. И вот еще Волна! хиджитхан. Ну вот это то же самое, что это? Ну да, это Ну это уже диалект. Хаджитхан, Вот это- Хаджитхан, это да, одно и да. то же. Х. Это актикен. Белая колючка. Белая Колючка. колючка. Бакья оту. Пахлава, Лягушачья. фасольная. О, карамык. Храм есть Хоромык. такое. Харамых. Только я не знаю, не помню. Бахая чего прах у нас же есть вроде. А у тебя бахауту? А япрох тоже есть. Это А, дальше. есть? Это дальше, это щавель. А вот эти вот одуванчики с одуванчиками тут уже аксарык, белая чалма, но отдельно или вместе пишется? Ах, Сарах. Ахсарых. Здесь ах, это прилагательное, Сарах существительное. Надо отдельно. Вот копек чечек. Это сразу собачья трава? Копек. Купечек можно вместе написать. А копек как переводится? Собака. Собака. Ага. Собачий цветок. Котурчук, маматика. А вот это из катурчик было сложно перевести. Это я не знаю. кто Его это. удивительно, Котур его это язвочка. эрозия. Эрозия Вот, да. со шкуркой. Вот с этим К, почему Котор? Может быть, у них там крыска называется. А ходор вообще болячка, если болячку иметь в виду, литературные нормы, с К должно быть. Но у них может быть через К. Я же говорю, у них Х мягкое есть. Может быть, и такой вариант. Я еще Можешь, изучу. да, добавить там Хатурчик. твердый знак. Или катурчик. Нет. Ой. Может быть так, может Твердый быть знак. так. Или Это ха- убери. Х убери. Но если ты, Отучек. да, если хочешь привязать к этому месту, надо написать так, как они говорят. Мгм. Маматики это на литературном. Маматика. Маматика Нет, это тики. в Ускуте, да, это я, она маматика сказала. Это у Один них раз, так да. называют. Молла Сарак. Чалма Ну, это малый. у него И спросишь. тоже, а малосарык пишется раздельно или вместе? В Лосарах вместе. Что ж тут? Ага. Мышик Шитю. кошачье молоко. Но тут надо А определиться. как надо? Не то свету, не то. Ну, молоко, сют. Собственно говоря, это не кошачье молоко, а просто растение выделяет такое молочко. Ну да, это же дуванчик. Поэтому, мне кажется, лучше написать машахсють. Мышик сють. Просто. Да, уберите. И одним словом? Одним словом, да. Сють. И через Т Т, просто. да. Просто. Мгм. Вот сютлю, вот мы договорились, молочная трава. Сютлю или сютю? Сютлю. Сютлю. Сютлю, Правильно. вот. Ага. Сютлю вот отдельно надо, Отдельно? потому что это прилагательное. А, ой. Молочная трава. Угу. Ага, все, прилагательно отдельно, точно. Потому что если два существительных есть. Сейчас подумала. Да. Вот. Аки куртату. То напиши, подожди, отдельно ких. Пусть 3 слова будет. Отдельно. Это есть. Ой, вот это сложно. Мюир Сульман. Печать Соломона. Ну, у меня нет. А это Тут сложно. очень много. Мухир – это печать. Ну да. Соломонова печать. Ага. И два отдельных слова. Мюир Сульман. Мухир – это значит, вот кто-то так говорит, кто-то так говорит. И еще Мухур Сулейман.
кто знает, который первичный? Ну, подать оба. Будут О, оба. да. Вот это еще Тузский рай. И два варианта. Есть вместе, есть отдельно. Тусхаран. Лучше вместе. Это первый зачем? Хорошо, тогда я тоже поставлю. Не суть важно как. Вместе. Ага, Тузский рай. Ага. Здесь еще кис, як. Хусхаях. Кис. Это такое одно слово. Хусхаях. Короткая нога. Короткая нога. Хусхаях. Но хусхаях и женщина, это девушка и женщина тоже. Хусхаяхва. Хусхаяхва называют только их. Хис. Может быть такое. Аяхл. Как женщина, Не, как да. перевод напиши, что хусхаяху это женщина. Второй вариант перевода тоже напиши. А просто женщина. если буквально перевести, то короткая нога. Да, буквально короткая нога. А вот это вот написание его к ая. Правильно. Две буквы А. Хусха-аях, да. Хусха-аях, да. Просто можно это Хусхаях вместе у вместе, тебя. да? Не надо делить. Я не делю, я просто пытаюсь про хисха, аяк. Вот это Да. вот. Ага, вот так. Вот два компонента. Первый, Хусха, второй. Я просто- аях это да, нога. Слово пишется вместе. Как и было. И переводится как женщина. Напиши Хусхаях, да, это Хусхаяхла. женщина. Хусхаяхва. Ага. Если хусхаяхва, то женщина. Ну это для себя ты напиши просто. Хвы. Ага, есть. Есть. Ты можешь написать, сравни хусхаяхва женщина. Мгм. Мгм. Так, спасибо. Так. О, вот это вот тоже. Водяная Сухо крапива, жидкая. киджитканы, су. Написано правильно. И отдельно пишется. А? И отдельно пишется. Отдельно, да. Ну, потом вот это вот растение гульхатар. Мы хотим одно слово. А оно переводится, вот как вы переведете? Гуль, роза, а хотим, Вот хотела. я не знаю, как Вот вы- его сейчас перевести. Я его не смогла перевести. Сравнить-то можно, но можно ошибиться. А просто оставить. Вот это Дылдыр Фатма, это я фиксировал. Да, это гея. Вот Дылдыр Фатма. как- Дылдыр, дыр, Дыр-дыр, там это правильно. Дыр-дыр были Фатма. варианты. А перевести это как-то переводится? Ну, Фатма это имя тут женщины. просто я знаю его как Дыр-дыр Фатма, Можно, а да. тут у вас Дылдыр, да? У меня и Дылдыр, и Дырдыр. Вот Можно. Дыр-дыр я Да, знаю. я Ага. тоже. Тогда я добавлю дыл, р будет первый, дыр. Да, я сделаю Может, вот так да, вот. Дырдыр. Но Дыр. это можно перевести как что-то. Дырдыр это что-то типа. Дыр-дыр. Дырка. Мгм. Не и. Это и. Ой, ну да. Л убери так. Это у тебя да? Да. А. Я её- Я же не Л убери. А то запутаешься. Дыр-дыр. Дыр-дыр и дыр. Мгм. Фатма, то есть это... Ну, какая-то Фатма, Дыр-дыр, вот короче. здесь дыр-дыр можно, Перевод как? раз она повторяется, можно через черточку сделать. Интересно. Да. Мгм. Мгм. Отлично. Тогда сделаем так. А Фатма, несмотря на Имя то, что имя... женщины. она- Фатма имя женщины, но тут просто под Какая впечатлением любви к своей Фатме он назвал этот цветок. Дыр-дыр это вот что-то можно перевести, но сейчас я тебе не скажу. Хорошо. Не надо. Я догадываюсь. А Фатму с большой буквы или не с большой? Ну, можешь просто указать, что Фатма есть имя. Дело в такое. том, что вот любимый называет, ах ты мой соловей. Ну да. Ну вот примерно такое здесь тоже, наверное. Хорошо, так мы ставим. О, Наверное, я говорю. это Я предположение. не утверждаю. Вот тут еще был сложный момент. Дефне, Не, вишне. видишь, не, Это же вместе пишется. Вместе пишется. И вот это вот шибот, оно никак. Шибот. Нет, не слышал. И вот это вот с Цираном Иметовым число. Я не помню, что Вот это. оно там есть. Я его не... Я еще, Вопрос поставь. я еще перепроверю. А вот это Ширантын Цирантын, тоже не слышал. это нет. вот оттуда из того слова. Это Не у помню. него. Я такого не знаю. Все, давай дальше. Это Земля- мы уже спрашивали. землекоп. Это корзина ты написала. Да. Да. Просто А- надо, как правильно, зем или зем? Зем билек или земн билек. Вообще зембелек. Н убери. А может быть есть вариант. А вот у вас И Н, а такой. в том словаре М.
Это могут такие Да. вот Ну, разные. Оставить оба. Хорошо. А вот потом вот Замбах. Ну, это в словаре есть. Да. это есть, это лилийные, лилии все. Там фундыги, это горные. Есть Да. два слова, да. И фундык. Да, Есть. можно так. Липа, пошла липа. И лемур, ахламур. Да, есть. Усах это я фиксировал в Корбике. Усах И дирек. в Темирчи. Усах диреги тогда напишу уже. И два слова. Дереги, да. Вот еще есть Юке, юке. юке диреги. Дириги. О, Ус- дириги, это куте. что такое, да. И вот, а собачья колючка и тикен, оно вместе пишется? И собака, да, тикен, колючка. Одним словом. Здесь можно, да, здесь можно. О, потом вот эти вот... Лебеда напишу. А лабота, ну, оно и есть, собственно. Там, ну, там, это, Вот это одно это ее слово. научное название. Мгм. Дальше. Чтобы вы видели. Вот, адак, чермовук. Чермовух это вьюн, Вьюн, он есть, да, лесной вьюн. А вот это вот уже интересный был момент. Мерьем, она, осмосы. Но это я не слышу. Это вот из этого У нас всё. только в Темирче есть день Миремана, когда рождается ребенок. Вот это можно указать. А Мерьем, она, это имя Марии, да. Марии. Мерьем, она, осмосы. Да. Ну, Осма. висячая. Под Осма это вот есть у него два значения. Виноградник это самое, осма. Осма Юземдилерова. Беседка, что ли, нет? Ну вот Висит. кладут же на него виноград, привязывают, растет он на этом устройстве, как он, обрешетка вот эта самая, осма. Так. Потом еще Орман с Армашики. Орман, Нормальный лес, лес. И вот Идаг тоже лес. да, это синонимы. А вот Ну, это Аябан не Ясмасы. Такие, ябан, Ябан дикий, а дикий. Ясмасы. Есть слово киик и ябан есть. Ябан. Это синонимы. Ясма не знаю. что Ясмасы. такое. Может, он А имел Асмасы? Ябан, Асмасы, он- наверное, Может, Асмасы. он Асмасы. думал Асмасы. Асмасы. О, Ну, это у него Дикий спросишь виноград. все вот эти десятки. хорошо. Так, хампа можешь с твердым этим хампа, написать. лопух. Да, Вот это вот. да. У них, может быть, и мягко произносится хампа. Вот Ну, как. у нас, так да, здесь. хампа, да, вот так. Ну, это я тогда просто поставлю очень много времени. Эркмен не слышал. Это вот у него. Вот Дальше, этот лапук. А лабота это уже было. Ну, это лебеда, это имар, это одно очень близкие растения. Китен, китен Китен, от да, Да, всё да, правильно. все отдельно правильно. ускули. Хорошо. Это Склы, рамейский, скуль, а это уже да, рамейский. это уже. Стоп. Это Это рамейский. рамейский. Лыс. У нас Склы. ускули, а в рамейском склы. Да, сокращенно, да? Мгм, вот это тоже будет вот так вот отдельно под Гиджемели. Гиджемели шиси. Ну, правильно. Аджи, аджи, вот так? Аджи, Аджи. Если горькое, то Горько. аджи, правильно написано. правильно, да. Вот это тоже киик, печен, дикая сила. Дикая печень трава. 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 Вот это вот кабаянджа. Ну, то, что это мы говорили уже. Это О, было любимое уже. слово гирея, хашхаджи мишха. Ашхаджи Машха, это в двух селах, Темирче, Лузине. Оно отдельным И в словом, Арпате, одним да. словом пишется. Хашха, Да, джимишха. Аджи, ну напиши одним, потому что смысла не, хашхаджи мышха. Непонятно. непонятный Пусть смысл, будет да. одни. Пусть одни. Мгм. А это экме печен. Посевное сено. Кме печень. Посевная трава. Посадочный. Посадочная трава. Мгм. Так. О, маки. Теперь мак. Почему-то вот меня это очень удивило. Мак называется ляле, но ляле это ж тюльпан. Так, А он почему-то мак в словаре у вас. путают. То есть это же тюльпан, правда? Вот мак Да. пишется через хаш-хаш. Хаш-хаш, вот он есть хаш-хаш. Чё-то равно. Здесь. Но это же А там смягчается. Можно через хэ писать. хаш-хаш. Не-не, она спрашивает, Вот. почему ляле у вас мак? Ну это тоже важно. Нет, ля-ле это Тюльпан. тюльпан. Вот я же просто Ну вот удивилась. просто в вычеркни. словаре Просто, да. был тюльпан. Напиши это в тюльпаны. Мгм. Ошибается, говорят. Знаешь?
Ну, не так называют. а вот еще... Я тебе скажу, когда я ездил в Ташкент, первую командировку из Крыма, меня приняли в редакцию газеты «Яна Дюя». Сидим, редактор, заместители, все. Заходит женщина с листками, подходит к Аблязу, говорит: Абляз ага, это что такое? Хаш-хаш написано. Ага. Знаешь, как он перевел? Это, наверное, таш-таш, говорит, пиши так. Это же совсем другое. Ну вот смотрите, я записал Вот. в Первомайском районе аш-аш. Видимо, нужно было хаш-хаш, а он мне сказал аш-аш. Ну вот. То есть уже можно это, как этот, вместе вот тут напиши. Как вариант, пусть Как останется. вариант, да, пусть тогда останется аш-аш. Ну, где-то так Может, правильно. я неправильно услышал там или... Может быть, неправильно произнес. Хаш-хаш. Все правильно. А вот, а что такое Я бы тебе привел, как русское ухо слышит наши слова. Ну, Джурчи — это Первомайский район сейчас. Ага. А что ты имел в виду? Это ты имел в виду, что ты там нашел? Это Риза Эмиров, дядя Айдара Эмирова, родился в селе Джумайляк. Село Джумайляк. Джурчи — это сейчас Первомайское. А, то есть это просто географическая принадлежность. То есть Да. это, по идее, тут не надо. Джумайляк. Село Ага. Джумайляк. А, тогда надо написать, А что вот здесь то, все... что в селах Шума и Темирчи, аш, вот это я что-то не помню. Это ты у меня брал Да, такое? да, я же это не придумываю. Не знаю. Слушай, Я Патлауч. Украина приняла 200 имен старой топонимики. Знаешь, Татарских? татарские имена восстановили. Да, да, по Крыму. Так что ты смело, если они у тебя тут окажутся, пиши по-татарски. Я буду. Не надо тебе первомайские, Не, второмайские. она пишу, просто я не понимает, пишу. что такое. Я никогда не пишу русские названия. У меня даже в моих статьях научных, у меня вся топонимика крымско-татарская. Я не боюсь, это не поэтому. Вот просто не это знаю, надо что такое будет Джурчи. проверить. Аш в Шуме и Темирчи. Конечно. Это, по-моему, неправильно. Потому что я помню Патлауч, она говорила Потлауч есть, да. в Шуме. И Мак. потлах. Есть у тебя Патлауч? Потлауч тут нет. А это мак, это не... По-моему, не, она не, говорила... не пион. Его путают часто. По-моему, она говорила, ну это надо проверить. Патлауч Шума, я есть? пока напишу тебе, Патлауч, Мак, Шума. Шума. Грангука, Грамбардах, это вот я в Грузуфе и Дерменкое Хазылташе. Ну вот, Но точно не уверен, Мак, или... Ну, Грамбардах, это все... это может быть в маке. правда. Но потлах-чинак это тюльпан, это пион, разбитая чашка. Вот пионе таурика, точно. Ну Ты вот, сам не находил. вычеркни тогда. Да. Потлавчанах. Да, это вот то, что разбитая чашка. А еще вот то, что... Кто говорит сердце? А? Как ты его переводишь? Разбитая чашка. Сердце? А, чашка. Чашка. Ну, могут подразумевать только наподобие чашки, если... Она когда... Просто это такой пион, у него листья вот так вот расположены. Вот. Когда чашка разбивается, она... Она все складки лежат. похожа на разбитую чашку. Да. Это не в прямом смысле. Напоминающий. Да. Что ж такое? Ответь. Сейчас отвечу. Алло, Олег, алло. Привет, мы сейчас здесь с Ранаджай, с Гиреем сидим, редактируем словарь прям по тексту. Да, вот прям по каждому слову. Просто я не хотела потом отрываться, очень интересно. А позвоню, когда буду ехать, не волнуйтесь, я потом освобожусь и позвоню. Потом Хохла помню, Чичек я и помню. Хуман Чичек. Мак. Хорошо, я наберу, давай. Ну, Я я слышу. это фиксировал, но тоже Передай. не знаю. Они, Как наверное, сказал? сказали это. Как? Хохла Чичек и Хуман Чичек на Мак. Хохлачек. Знаю. Вот. Они могли, знаешь, тоже сказать какое-то название. Хохлачек мак. Мак? Хохлачек, Да? мак? Да. О, А вот второй я не знаю. Хуман Чичеги. Хуман. Не знаю. А это вот тоже... Ну, тоже. они сказали, ну, раз сказали, значит, я, если так записал, ладно. Мгм. Может Так. быть, хуман у нас означает вот это вот кувшин для омовения. Для омовения. А, Только куман, для омовения. куман. Сегодня путают. Девочки выходят с этим хуманом танцуют. Они должны... Гум. А гугум для гугум, воды ладно. тоже может быть. Они с хуманом Чушь. танцуют? Ой. Но
Здесь хуман может идти от куманов, От от народности, имени. да. А, ну да. А куман? Куманы, Ну, они степные, а маки... степные, да. Тогда может Вообще быть... куманы, это эти, похоже, потому что степные маки кыпчаки. в основном. Кипчаки. А вот это, кстати, скорее всего, потому что Но стиля стиля это уже не там. ялтинский. Это да. наоборот нужно на Южном берегу. Вот как же ж так? Ну ничего это. Хорошо, ну мы... Пока просто Вот запишите. он тут даже. есть. Мак дикий, Да, сасах ляля. это вонючий тюльпан. Есть такой сасхалели. А почему же мак? Неприятно пахнущий. Ну это сасах ляля. Смердючий это Ну, слишком. Тюльпан. вонючий, Это слишком. Мне неприятно Не, пахнет. Неприятно. она просто имеет в виду, может, тюльпан дикий написать. Сасах ляля. Это просто ляле, А это же она не мак. мак дикий написала. Это просто я взяла из словаря. То есть ляле это же в принципе Там не тюльпан. ошибка это. Может быть. Это Вообще вонючие какие бывают? В Не основном же знаю. тюльпаны вонючие бывают. они Не, ну все неприятный вонючие. запах издают, много цветов таких. Ну Ну, напиши тюльпан- вот тут тогда этот Тюльпан, наверное. дикий тюльпан. Потому что ляле это ж точно не мак. Хорошо. Мальву мы посмотрели. Вот. Боя ату. Боя вот это трава, Красная. красящая трава. Оно раздельными. Боя вот то, Раздельно. да, раздельно. пишется. Кизил боя, вот это красный. Правильно, Красный да. сейчас. А вот еще Кок. кизилкок. Красный и синий. Это ж, Кок. А, кок. да, это красный и синий. Кок, два цвета. Это Красно-синий. она красит и такой. Напиши и такой. через черточку тогда. О, отлично. Дальше вот дакара и ханы. Может быть такое. Нет. В лесу растущий райхан, базилик. Рай или рай? Райхан мы говорим, узбеки райхан говорят. Марджан кошк. Это то, что Вот это и говорю. когда Это это мы было. смотрели. Харачай. Ну, хара, Чёрный чай чай. можно. Ну, это да. кара. Хара, вот так можно. Да, может быть И, такое. Чаир, и чай. отдельно? И Отдельно. отдельно. И чаир чай тоже так же. Чай тоже. Бухар джем тарысы. Это у него спросим. Ну да. Что такое А нет, бухар? подожди, вы все равно джем. Тоже бухар джем тарысы. Джем это же иранцы. Джем. Персия, Иран. Ну, все тогда правильно. Персидская проса тарысы. Да. А вот еще джигер ату. Это печеный Печеночная, да. отдельно. Баллыджа. Вот медовая. Баллыжа Медовая аж. с медовым привкусом, что ли. Это такое, как прилагательное. Да, И пишется одним словом. баллыжа. Причем баллы прилагательные. А джа это уже в некоторой степени. Такая сладенькая. Джа, а как сказать? В некоторой степени. Ага, вот как. Вот. Хорошо, Всё, давай лимон дальше. оттуда. Мы уже это прошли, это было правильно. Тут мы тоже чуть-чуть прошли. Да, да. Вот это чай япрак, чайный лист. Чай прах можно. И одним словом. Я его не знаю, но может Я тоже. по форме может так оставить. Всё, дальше. Вот сютлеген, молочай. Штуген тоже не знаю. А вот таз с молоком. Суть леген. Может, Два компонента. Суть молоко, может, леген это сют эген. Может. А? Леген таз. Не, сют эген или сют леген. Леген, сютлеген. А это тазик, ну это очень точное название. У молочаев прям вот тазики такие. тут чашечки. можно два Это очень- компонента разных сделать. То есть Во-первых, что на ум идет, суть компонент и леген. Мгм. Это не таз обязательно, а просто может быть чашка большая. чашка, ну, а там вот они такие чашеобразные формы, листики у молочая. Чашка. Но это одним словом пишется. А? Одним словом пишется. Суть леген. А сют эген такого нет слова? Суть эген, Да. эмен, Эген. Сосать молоко. Это как будет? эммек. Эммек, да? Сют эммек. Тут, ну, вот леген, вот четко. У молочая вот такие вот листики, и у него выходит структура из этих чашеобразных лепестков, молочники, и вот из них белый сок исходит. То есть как раз вот таз с молоком или чаша с молоком идеально Хорошо, подходит. дальше. Да. Вот сютлюманкар, Есть такое. это молочный гриб. О, вот теперь Так, мята. мята, Это гриб, это тут да. много насобирал. Нане Да. харамитля.
Да, это я. Или Это карамитля. в арамейском есть тоже такое Карамитля, слово. В искуте есть, Она да. тогда уже вот так вот делается. Асылланая. Не, у нас может без твердого. Может быть, с иксом Твердо, даже. карамитля, просто. Тогда хара. Не, просто К, как было. Да, или К, или Х. Угу. Просто К. Угу. Угу. Хорошо, а вот это асылланая. Асылланая. Это благородный. Благородный, Я немного занят. Ага. А кик это дикая мета. Вот это вот. Асыл это культурное, Да, да? благородный. Ну, настоящий. благородный. Да. Асл. Тюпсю знание, А вот это вот чупсюз, как ее точно? бездомное. Бездомная? Чуть-чуть. Правильно, Как ее, как это? да. Тюпсю знание. Что ты спрашиваешь? Не понял. Вот чупсюз вот это. Правильно. Тюпсюз. Бездомное. Чуть-чуть бездомный, да. Бездомная? Странно. Тюпсюс без зубов. А еще карентра. Калентра это я в шуме Калентра все-таки. и, по-моему, даже и в Темирче. Ты написал Корбек. Калентра. Правильно? Что ты зачеркнула? Калентра. Это я ты ударение ударение? сняла, это калентра. Калентра, да. Тоже есть. Она есть, я просто ударение сняла. Ну, Тимирчи? Не в шуме? Не в Корбеке? просто они могли слово калентра, они мне говорили как калентра, но в рамейском каламитра. Вот добавь еще каламитра, посмотри в рамейском словаре. Вот это карамитля и кучукозение в ускуте, карамитля это точно есть. В рамейском каламитра, а калентра в Корбеке и в Шуме, они мне сказали. Угу. Может, вот эти... Корбек, ну да, Корбек и Шума. Не Тимирчи. Темирчи тоже, по-моему. Ты просто видишь мои статьи невнимательно читаешь, да? Ну, читаю, стараюсь внимательно, но могу что-то пропустить, конечно. Мгм. Вот так. Так, Дальше. Мерджан Мерджан Мелешиси, коралловая фиалка. Мерджан. Правильно, наверное, есть, Назлы киз, есть такое. нежная девушка. Вот, а вот это вот еще унутмамини. Это новообразование. По подобию с русского перевели его. Да. Не забудь. О, вот это тавук ашамаз. Курица не ест. Савухашимаку, да. Ну, можно. Это мы уже Вот это мы смотрели. смотрели, да, вот тут нехорошо посмотрели. Аудиофильм, Тоже. Салмас. Так, это было. Вот. Теперь Сюда дошли, там, ну, хорошо дошли. культурные, да, остались. Вот еще кое-что здесь из диких чуть-чуть осталось. Вот, ага, ит юзюм. Идти же собачья, это, Ебан хавуч, Правильно. пастачик. остачек, вот этот Вот самый, теперь кашка. белая кашка. А вот это вот пастачик. А как? Правильно. Да. Всё. Вот смотри, твердые гласные, и здесь твердый должно быть. Ага. А паста. Па, а, и. Да, и. Ударение одно. Да. На Да, на и, и. да. Потом еще акпаста. Белая. Белая кашка. Вот. А есть еще вот эти бияс мамушака. Биас и белый, и ах, это синонимы, знаешь, да? Да. Это я не знаю. Это Это я. гей. Потом может. вильвида. Да. Гюльгюлю. Мамушака. Гургуле есть Шака. розовый. Розовый. Лилиза. Янсалада. Вот тавшан чичек. Есть. И это пишется тавшан чичек отдельно. Можно раздельно, это можно Вместе. вместе. Угу. Улида. Да, кучукозение, правильно. Паскалча, паскалика. Стилин. Паскалика. Пастачичек. Это снова одним Да, словом. можно вместе. Это говор. Сарычичек тоже вместе. Нет, Нет? Желтый прилагательное. Да, да, все было правильно. предлагательно. Хойчичек. Овечий цветок. Хой, барани или Овца. Овечий, Правильно, да. Но это и отдельно пишется. Да. Вот тарамыш. Расчесанный. Тарамыш. Да. тарамыш, Да. тарамыш. Да. Тарамах у нас расчесывать, а это я не знаю, что. Ну, это Может, десятый. похоже на расческу. Вот это надо будет проверить. Вот еще, Килган. Есть там и... Ну, это мы Вот говорили, есть. да. Кыл. Хулган и Хавган вот тоже. И Килган... Сусам. Ковыль. Хилган от. Да, вместе.
Есть это сюда. Сусам это везде. Это эти ирисы. Это Ирисы, везде. Это и да. официальный, по-моему, литературный вариант, не только. Да, это везде сусам. Да и 10, тогда почти все значения. А вот пион. Вот с пионами начинается. Шахаех. А его как перевести? Без перевода. Не знаю перевода. Драндофила. Тоже не Драндофила знаю. 30 лепестков. 30 лет. Драндофиль с рамейского. Драндофиль. У нас просто есть вариант в Курбеке, Бык-Озенбаши драндофиль, а в других селах там Драндофил 10 лепестков, да? 30 30. Это с румейское. рамейского. Ай. А Югулю, Оно вместе пишется, а Югулю, медвежий цвет. Отдельно. Отдельно. а Шевкет Ибраимов тебе сказал Айгулю. Угу. Хутулахи. И У него это Как спросят. вариант Ай- может Айгуль. быть Айгулю. Но я ни разу Айгулю не видел. Айгуль. Я в основном Аю. Айгуль есть имя, может быть и так. Да. Гогаша. Это я, да. Дардафла. Ялте, Верикое, Драндофиль. Дардофла, Драндофиль, да. Тавгулю. Таргулю. Горная роза. Чарандофла. Лесной. Чарандофла на Да, А. да. Тау. Вот смотри сюда. Тау. Это Лес. степное произношение. Да. Мы говорим даг. Ага. Это же самое Это то же да. самое. Они Но- говорят тау. Но средняя Ого. полоса там говорит Вот. тав. Поэтому обозначает и лес, и гора. Ух, ну да. Tauğa bardım, tau kesmege, taulu benim bileğim. Да. То есть тав и даг это ух, невероятно. Да, и то, и другое. То есть, а даг это уже Дах это гора. ну да. То есть тав это в средней полосе, а даг это ближе к южному берегу. Да, Не произносят. Тав говорят в средней полосе. Да. Тау говорят в степи. Но Дах средний и южный. Ага, все. тав, да, и в средней тоже встречается. Полоса и степь и средняя полоса. Спасибо. Вот дальше Да. пион. Это два вида триона. Есть пиона. Есть вот этот гагустани, это с тонкими листьями. Баулки. Я не знаю. А есть Это я тебе говорю. Это Я или это- Капустанья, я тебе еще говорю, в Кикинизе. Ты бери вот те села, которые рядом, вот Кикиниз и Алупка, вот Гагустани, и я или Капустанья, ты старайся вместе, потом Гугуч в Ауште. так. Как это делать примерно? Дах Чарандафла, Джайля Чарандафла. это Яйля получается. Крандафла. Сусана, Крандафла, да. Тавук Отпусти Карват собаку. Вас. Вот это сложно. Тавук Карсе Хозламаз. Есть Таух корсе, курсы. хозламас. Вот тут можно К твердый знак. Если курица увидит этот цветок, перестанет носить Да, такие. яйца. А вот еще Тавук Хозламасы. Да, тоже самый вариант. Да, И такое значение же, да? Да. хозламасы. Вариант, видимо, Там в этого. другом стиле так говорят. Мгм. О, вот это вот потлак чанак. Есть такое. Вот чашка Опять мы к нему пришли. похоже на... Вот, потому что это больше встречается для пиона, а не для... Да, подобие. Мгм, похоже. Это не чашка. Наподобие. Это само растение, она похожа только на. Мгм. О, потом вот это вот харазчичек. Ну, петушиный. Да. И одним словом вместе пишется. Можно. Еля Еля. Это я, да, я или Капустанья. Да, вот дак гулю. Ну, это тоже тав гулю, Да, дак да, гулю. да, да. Горный о, как раз вот сейчас это уже сразу ясно. А дак с твердым знаком пишется. Да. Да. Мгм. Вот тут Табан. тюетабан, Правильно. верблюжья подошва. Да, это степное, рожденное в степи слово. Тюе, мы говорим деве. Верблюд деве, они говорят тюе. А табан это нижняя часть. Стопа. Что она? Стопа или что? Подошва даже. Подошва даже. Да. И это тоже одним словом пишется. Да, здесь одним. Вот потом подснежник. А бардак, кьяр чичеги, Да. кьяр чичеги. Харщега.
Два слова. Ахбаба, Тарафташи, Кутлахи. Здесь два слова. Это два слова. Хар, Чичиги. чичиги. Ахбаба. Ну, можешь вместе, наверное, написать Ахбаба. Вместе? Они Ахбаба, да, можно вместе. Аксюс, Чичек. Оксюс, Чичек. Ну, отдельно. Оксюс, чичек. Сирота. Здесь прилагательное, здесь нельзя. Отдельно. Отдельно. Хар, Чичек. Снежный. Нежно. Хар, чичек можно вместе. Шарт. Как хархуш у нас тоже вместе Да. пишется. По-моему, Шаркмек, подснежник. Шар. Но это надо тоже посмотреть. Шаркмек или Шаркмек. Я, видишь, вот эти же еще не расшифровывал Ну, все это эти. Шаркмек, По-моему, Шаркмек. Вот это твое. это вот Вы должны знать, Коуш, там они о тоже легкого поведения девочках говорят шаркмек. говорят. Да? Снежный. Но мне сказали, как это, в стиле. Ой. Ты Ну, как напишешь? может быть, она Да? схожа там где-то. Но у вас шарт или шарк? Шаркмек, Шаркмек. я так помню. И Ну, то я я его, посмотрю, почему знаю, я его в книжках вычитал. Мгм. О, и тут еще вот это вакицис чечек. Вахоцус безвременный. Безвременный. Вот безвременник он и есть. То И есть, это вместе пишется? нет, здесь отдельно. Отдельно. Ты как перевела? Вневременной цветок. Безвременник. Безвременно, а Безвремен- как ты поняла безвременно? А это есть такое название, русское название растения. Безвременник. Есть безвременный. Он так и называется. То есть появилось не вовремя. Он цветет зимой. У него в январе распускаются голубые фиолетовые цветки. Ну, в может быть, снегу. пояснить надо. Ну да, цветет зимой. Зимой, когда уже ничего не цветет, он цветет. У него в Крыму в январе и в феврале можно найти огромные цветы, типа крокуса, вот такие вот. Понятно. С этими стычками Так, давай желтыми, дальше. большими. Елена. Давай. Нажар чечек. Назар – это от глаза. Ну вот как раз цветок от глаза. И оно пишется Вместе. вместе, вот все-таки я так правильно уже чувствую. Салуджан Ату. Не Не слышал? знаю. Сары Пападия. Ну, Сары это я- Пападия? А ты у меня брала? Да, а где, я не знаю. Мгм. Ну, не помню. Давай Ну, дальше. Такое не помню, что ты писал. Может, писал. Вот, парей, вот. Чучка, Вот, Тамыр. Чучха – это поросенок, А тамыр это корень? корень. Вот, а вот еще Ну, как Ты как перевела? свиньи, поросячий корень, свинячий корень. Корень свиной Вот корень. дерн из чего состоит? Из перья, перей. Вот. Это перей. Да. Да. Это не гусиная лапка, это вот так вот. А вот тут есть чучка тамыр, а почему-то дамус тамыры. И так одно и то говорят. же. И это одно и то Дом же. из Тамар, можно сказать, наподобие этого. А тут еще А лучше пусть будет друг на друга похожи. Вместе напиши. Дом из Тамар. а это отдельно. А что, здесь отдельно? Да, Нет, вместе надо. вместе. А вот тут здесь тамыр, а тут тамыры. Да, убери их. И убрать? Да. Вот аджарик. Это мы давно фиксировали, ну, так, под вопросом. Это А же- джирах есть у этих, у узбеков, обозначает она, Может быть, она на узбекском сказала, я вот это тоже. обозначает она, в словаре есть, по-моему, гармала. Да? Армала? Может, вот По-моему, напиши, может. гармала. У нас просто Ого, это другое растение. Его поджигают в специальных Белый. кадильницах. у нас старожилы начинают иногда узбекские эти вспоминать. А мы Да, же да. не Вот, знаем, вот, я вот. не знаю Да. узбекский. Вот и для этого как Вот раз в надо... том-то. Вот У нас тоже было это обычай. Давно-давно, забытый. поджигать... Окуривали, Гармалой? очищали Гармалой, от да? нечисти. Да, Гармалой, именно гармалой. С белыми цветками такая. да. Ух, Но интересно. я сейчас не могу вспомнить, Я какой. я знаю это растение. Маленькие такие Да. цветочки. И они такие сидящие, вот такой где-то Да, высоты. их и собирали, шапкой белой. сушили и как-то- Харапичен. Харапичен, черное сено. Да, И пишется отдельно. да, Да, это ведь- Вот кирпиоту, это уже было да, отдельно. отдельно. Чермовук, вьюн, он же плющ. Да. Кя, япрак, оно же вместе пишется. Ха, Кя, хая прах. япрак. Скальный лист. Скальный лист.
Ну, я не знаю, что это такое, но Это плющ. с этим согласиться можно. А вот Кайра Чермавуги, оно правильно? Нет, вы убери. Хара Чермавух вместе напиши. Нет, это прилагательное. Отдельно. Ага. Вот еще кисо. Это я я Это фиксирую. гирет. Чермаву, х, тогда к. Да, К. И твердый Твердый знак. знак, да. Твердый знак. Мгм. Вот, хая, я про гы. Харади, хая, это же Ну было. это да, это и плющ. Это же было. Ну да, просто Можно так, ты просто А, тут написал. через X написано. Да. хая. Два варианта. Два вот. варианта, Так. да. Тогда хая я про к. Вот так. Да. И пишется... И оно- вместе. Вместе пишется в таком случае. Бакья. Вот как его правильно написать? Бакья. Баха. А или Я убери. Баха. Баха. Баха я Лягушка, про- да? Да. Жабі лист. Лягушачий листок. Да, И Дамар тоже- я прав. А, Баха я прав вместе. Да. Дамар я прав. прав. Дамар, вот. Для Верно. вен. Листок для вен. И Од- тоже отдельно или пишется, или... Дамар я прав подорожник. Ну, Да, вместе написать. подорожник, где-то просто... Вот он же Синир Япрак. Да, Юнлю, он еще Юнлю Юрек. вот я не знаю. Это интересно, потому что это, это меховое сердце. Я его перевели так, а у него же опушенные Эти- соцветия у него. Да, свой. Ну, а правильно оно записано? Юнлю Юрек. Да, А отдельно или Отдельно. Тавшан Аш. да. Еда зайца А в шанаш можно вместе. Самород тоже. вместе. Вот тут сыныр от, тогда нерв, правильно? Сыныр это же граница, а надо Здесь синер. твердый Как знак вот так пропущен. надо Вот так вот, написать. синер. Напиши вот так вот, синер. Твердый знак надо. Си. Синер от напиши. Подожди. Сценар граница. Синир Нер. Ну вот, нерв. Да, вот просто это нерв. она записала сыныр от, это, видимо, я написал. Но по смыслу правильнее синер, правильно? Да, Нерв, да. нерв. Синир. Мгм. Ага, вот есть. Правильно. Нерв, синир у нас. Дальше. Вот, вот повелика, кускют. Нет, не знаю. Что такое кускут? Это по великому. А, ну кускута по латыни. Он ее перевел с латыни. А, Она кускута по латыни. О, полыни. Вот самое удивительное. Вот она Юшан и Юшан. Два варианта есть. Может быть. Есть Может. Джушан в степной Может быть. части. Такое может быть. Жан, да. Пере оту. Тоже есть. Она отдельно. Отдельно. Сосык сиперки. Вонючий Есть. веник. Сасов сперки есть. Веников сиперки. Не надо смердить, это слишком сказано. Плохо пахнет. Какое-то слово можно подобрать. Вонючий не Саромат. скажешь. что ли. С ароматом. Ну, такой с не очень приятным запахом. Ну, в общем, подумаешь, найдешь это слово. Мгм, мгм. Помягче вариант. Не такой, не вонючий. Хорошо. От таких сильных выражений надо избегать. Хорошо. Спасибо. А то я бы так его и оставила. Давай. Так, ага, сейчас. О, полынь, одна из полыней Тархун Ату. Тархунот. Это вот эстрагон есть такой. Это, Может быть такое. семис- Тархун делает. Да, так вот, сейчас подниму. Вот. Вот это Семис- семиз от. 700 вместе надо писать. Ага, это жирная Жирная трава, Трава. да. портулак. Вот. Его едят. Его едят, и люди едят, и его и зверям дают. Потом вот этот Зюмбуль или зюмбюль? зумболь, Тут может и так быть. В зависимости где. стиля Кикинеис, Южный берег. Ну, пусть так, ладно. Зюмбуль остается. и- И так, и так. Еще есть, Посмотришь в словаре, там даны оба варианта. да, зумбуль. Основной зумбюль. вариант какой дан? Если зюмбуль, то, по-моему, зумбуль. У вас зумбуль. Посмотрим. зумбюль. Но вот есть тут еще одно. Может быть, здесь мягкое. Ага, вот у вас То есть у ты вас вот это так. слово обозначь, в словаре А у посмотри. вас вот так в словаре. Зумбюль. Во, видишь? Вот это значит вы вперед. Значит, вот это производное. А это значит, Или да. где-то так говорят. А вот тут киик сюмбуль. И вот в Ну, вашем... киек вашем- сюмбуль здесь это
два слова отделить надо. Угу. У нас просто в Дерменкое говорят сумбуль, по-моему. Через «с». Сумбуль. Сум. Сумбуль. Запишем. Терминкой. Столько неразработанного в языке. Ужас. О, вот тут еще тоже. Харалгач. Харалгач от. И здесь вместе харалгач. Харалгач это ласточка. Да. А то что? То же самое, только вместе. Харалгач От. от. А вместе или раздельно? А, ну вот это правильный вариант. Угу. Вместе. Если бы вот то было бы раздельно. А тогда надо, значит, здесь объединить. Да. А, вот, кундурак, это тоже вот у Не него. знаю. Сув капистасы, водяная капуста, Да, и пишется правильно. Не слышу. правильно. Это у него есть. Вот, редьки эти. Шильтурук. Кературу, харатуру. Есть такое. Ешитрук. Есть такое. А вот потом мухаббет чичиги. Молодец. Чичиги. Цветок мухаббет. Вот где хара, вот с этими, смотри, у них могут вот этого звука твердого к у них нету. Он надо х. У них мягкое есть. Поэтому, если дашь вариант, я думаю, не ошибешься. Х с мягким. Да, и они будут довольны, и мы будем довольны. А может быть давать вот так х, а в скобочках к, Не поймут. не поймут? Лучше написать Не-не-не, два не раза. надо. Два разных, да, писать два разных, Да. хорошо. Не поймут. Хорошо. А вот это мухаббет как-то переводится? Мухаббет – это любовь. А, ну значит, любовь, мухаббет Да. чичиги. И пишется одним словом или все-таки? А? Одно слово? Мухаббет чичиги. Мухаббет, шее, видишь, изи стоит. А значит, раз, Отдельно отдельно. надо. Хязаде еще Нет. такое. Сзади Да. есть такое. Хязаде есть? Я не помню только, что это. Резида. Вот у него такая. А, режида, да. Режида. О, хорошо. Вот Демертикен. Демертике. Железная колючка. Я соглашаюсь с написанием, но что это такое, не знаю. Это репник, такая редька. Может быть. Ну, это, кстати, мне интересно будет узнать, почему она у него. Мгм. Нет, это в вашем словаре. Репник. Но это крестоцветное растение. Я подумаю, почему оно таким может быть. А вот это вот эскемчек. Шкемчик, это, Акация? подожди, это не это на деревьях расцветает, едят же эти. Акацию, рабинию, белую акацию. Что? Едят белую акацию. Как называется дерево? Акация. Акация, правильно. О, да, белая акация. И написано правильно. Эскемчек. Ага. Есть еще этот рогоз кёга. Хова. Хога. Хасыр ату. Хаср, да, хаср это циновка. Ага. О. Из них делают циновки, из камыша этого. Мгм. И пишется раздельно, если оту. Да, конечно. Сув камыши. Сухамыши тоже отдельно. И камыши и на конце. Да. Уже полшестого. Сейчас, мы можем еще чуть-чуть, у нас буквально мы заканчиваем. Мы вас не утомили. Нет, я же тебе говорю, я к такому режиму привык. Я всю жизнь работаю в таком режиме. На износ. Ну, мне Ты думаешь, на износ не надо. Откуда бы это все появилось, если бы я так не работал? Тогда, да. Ну вот. Просто давай. ты успеешь уехать? Я в Севастополь еду. В Севастополь еду. Хорошо. Вот. Хазалбаш. Хизелбаш. Я От. не знаю, Хизелбаш что это. от. От черноголового Тогда крыла. оту, наверное, да? Оту. Нет, Лучше. Нет? получилось Хозелбаш вместе Вместе написано. Хизелбаш от. Угу. Мгм. Хначичек. Хначищек. Есть такое. Хна, значит, Да, лежит для красить волосы. волосы красит. А у нас Мы в что? старину пальчики красили. Чтобы размещение Девочки. мехендер здесь на свадьбу. ну, это красиво. вроде маникюрочка. Это в Индии, как в Индии. И вот, и оно пишется иначичек. Хначик. Вот правильно написано? Кина. Да, все правильно. Хина. Но вот где ха, я тебе говорю, Оно может быть, у них мягко говорят.
Да, и второй вариант не ошибешься. Хорошо, два. Ты просто два буду Просто давать. тебе лишняя работа, но Ничего страшного. зато будет и та сторона довольна, и эта. Вот тогда везде напишем так вот. К и х. Хна. Угу. Или здесь пометка. А тут еще лелеменки есть какой-то. Не знаю. Это у него же было. Сейчас. Не знаю. Здесь везде к. Два варианта. Вот еще потом. Вот это вот сарысал, сары, сал, химот. Салхам. Салхам это гроздь. Угу. Сары, салхам, от. Надо раздельно. Желтая трава, это 3 слова. Сары, салхим, от. Желтая трава в гроздях. Сары, салхам, от. Здесь, по-моему, здесь правильно. Да, это из вашего словаря, вот все вместе. Да, вот сары, салхам, от. Сиперки. Сиперки. Сиперки А вот какое ударение? Сиперки на и? и правильно. А нефес отту. Тогда делаем. Нефесоту. Оту. Вот бы мне это нефесоту. Это что за трава? Это зиновать ракитник. Ракитник. Да, он желтый, он Помогает дышать? Да, он в июне цветет. Деревья? Трава в июне зацветает. В конце мая в июне цветет. Желтым. Посмотри. Нефес оту. Может быть, мне и поможет, да? Ты Нефесоту. Трава? Как? А по-русски как? Трава для дыхания. Для дыхания? Ну, дыхание. Трава для дыхания. Ага. Я написала дыхание. Да. Трава для дыхания. Нефесоту. Все, я запомню, тогда буду А вот расспрашивать. ее, тогда давайте я запишу название. Я, честно говоря, не знаю, что у нее есть лекарственное назначение. Это вот зиновать или ракитник. Ты можешь узнать вот это про это, вот, больше подробностей? Могу. Но ты у мамы спроси, Хорошо. что при сердечной недостаточности. Узнай, Она, пожалуйста, да. и мне скажешь. Хорошо. Если это поможет моей болезни, Я поговорю с ней сегодня. Вот так. Да. Сахаркоз, да? Вот теперь сыр козю. коровий глаз, да. А вот прям вот так и пишется сыр козю одним Нет, словом. здесь отдельно. Аю, козю. Козю, да. Правильно. Вот ромашка пападие. Папатия. В турецком, Это да, вариант. папатия есть в турецком. Папатия. В турецком. Ну, это можешь это в турецком. А чабан ястыги, Я не знаю. подушка пастуха. Это, Да, это Мамут перевод Чурло мне такой, сказала. да. Не знаю. Мамут Чурло сказала эту штуку. Это тоже ромашка? Да, и акбаш, белая голова. Да, ахбаш есть. И одним словом. А? Одним Да. словом Да. акбаш. Ак-кирпик, белая ресница. Ахбаш. Раз ахбаш вместе, ах кирпик тоже надо Да. вместе. А на месте. Могут А кирпик еще. это что? Это ресница? Птичка. Малачичек. Есть такое Угу. вместе. О, вот эти вот львиный зев. Арслан Агиз. Арслан Аваз есть Арслан Авуз говорят. Авуз. такое. Аваз говорят, да. Авуз говорят, да? Авуз тоже говорят. Авуз? А где говорят? Все, в степи. Ну, Авуз, Авуз. Стиле Степняки. куркулет. Кстати, да, надо будет дописать. Вот Рута, Юзерлик. Да. Гармала, 100. да? Или что это? И Это взяли. Рута, Гармала дальше есть. И взяли не сотня. Сотня это есть. А езерлик 100-рублевая купюра, скажем, езерлик называется. Еще что? Езерлик просто название вот этой травы Рута, рута. это Рута. Рута, на вощах язык. Тут к деньгам отношения не имеет. Просто Рута. Хорошо. Рута. Вот Зинет Ату. Зинет это такое украшение. Зинь украшение. Украшение, трава украшение. О, вот еще. Причем зине говорят в степи больше. У нас Ильван говорят. Ильван. Ильван, да, украшение Ильван. Угу. Çirkinler dülber olmaz, çok ilvan takmak ile. То есть
как бы ни нарожал ты некрасивую, она остается некрасивой. Вот какая песня у нас. Жестоко. Вот еще раз Дыр-дыр Фатма. Фатма. Вот мы ее тогда и нашли. Но она как дрожь. Дыр-дыр. Дыр описание дрожи. Дрожит. Фатма дрожит. Ну это вот на два растения, так думаю. Это тоже надо будет выяснить. То, значит, мальва. Дрожжи это что, которые в тесто кладут? Нет, дрожь. А почему дрожжи? Ну, тут одна же дрожь, в смысле от слова дрожать, от холода. Имеется в виду гирей. Так дрожь, а не дрожжи. Нет, описание дрожи. Это описание дрожжи. Это, понятно. Но это тоже надо подумать, вот, что за растение. Если показать его, вот то, что ты нашел, я бы сразу сказала, что это. Это в стиле, надо спросить про вот эту дыр-дыр Фатму. Я между двумя подозреваю. Вот. Потом... Бакя кьонаги. Ночевье или как она? Ночлег. Ночлег. Жабы, лягушки. Баха, Баха. Да. И отдельно пишется Баха кьонаги и Баха ятаги. Да. Мы говорим больше Бата ятага. Топелими левше. Есть. Топеле. С этим. Как он называется? Козырек, чубчик. Ну, вот такой торчит там. Сверху. Сверху, вот сверху. А что же сверху? Вот вершок такой. Ну, есть же птицы. Хохолок. Хохолок. С хохолком. С чубчиком. У тебя он хохлатка на украинском. Ну да. Хохлатка или ряст. Это на русском. А вот мышик на носи. Есть. Вот это аспир и кыртым. Это вот я оттуда взяла. Это неизвестно что. Киик туруп. Это дикая редька. А джитуруп уже было. Еще у него барбора. Нет. Вот. Тоже. Дамустамыр. Это тоже было. И это мы вместе писали. Дёрн. Это ты Пырей написала. Пырей. Ага. Тогда это уже не свинорой. Тогда Пырей. Баха-Курай. Курай это бурьян? Вот это Курай? Да. То, что вот растет в степи. Это солероз. Это у тебя это нет, бимбаш, хорай, там есть дальше. множество хораев. Это есть дальше. Их собирали и на топливо использовали. Это тогда эти солерозы такие, которые соленые, такие низкорослые. Курай, они такие называются курай. Вообще это обобщенное название. Когда собирали, они не выбирали там, вот это взял, а это оставил. Все, брали, хорай, яхала. Это я таки подозревала, что с ботанической точки зрения обобщенное название. Сено, все снизу. Спасибо, это мне было подозрение. Обобщенное название. Тавшан Сахал. Тавшан Сахал. Вместе, раздельно? Есть такое. А это вместе или раздельно? Тавшан Сахал можно вместе. Заячья борода. Да. Вот теперь дальше Баяджи Сумак. Вот это Баяджи. Бояджи, тут отдельно написать правильно. Бояджи, правильно написано все. Сумак. А Баяджи... Сумах не огонь, это мой. Бояджи это... Сладкий? Кто красит бояджи? Красящий. Бояджи? Маляр. А сумак? Сумак, это сумак красящий, это есть такое растение? Не знаю, сумах не знаю, может быть. Это Мамутага, может, знает красящие эти. Сумак это... Но матрач я фиксировал. Матрач, а он и это есть и... Салачи, холозени. А вот еще у вас сараган. Сараган. Я не помню. Вот, это вот... Думан чалысы. А вот еще думан чалысы. Туманный. Туман чалысы, да, думан. Нет, ну, думан это туман. И думан говорят, и туман говорят. И оно пишется одним словом. Так что можешь два варианта написать. Туман тоже, да. И туман тоже, как два варианта. Потому что думан, у них еще есть эти, не то кальсоны, не то штаны. Одежда какая-то точно. Туман, так еще и туман. Туман и думан. Ты напиши два варианта. Но это я не фиксировал такое. Видишь, вот когда я это увидел, мысль,
Чава – это куст. Да, Наши постоянно ходили в лесу. да. Может, он там зацепил. Ну, это скумпия, она красное Она- дерево. и у неё Оно такие- ее не зацепишь. И у нее шапка А, такая. это дерево? Да, у нее это куст, у нее цветы такие, как А Крас- почему с красными чавусы? листьями. Чавусы. она куст, как куст. Но это у Ирвина надо. А спросить. почему Думан? У нее, я знаю почему, у нее вот эти вот. Ну, это предположение мое. Мгм. Да. Ну, спасибо, это все. Давай Она дальше. матрач. Это Матрач, то, что да. это первое вообще значение. Наверное, его надо вперед. Я просто пыталась по алфавиту здесь Матрач выстраивать. самое главное. Но надо ставить не по алфавиту, а по приоритету. Не по алфавиту, правда? Матрач чаще. Угу. О, баручичек. Бору, друба. Труба. Цветок труба. И вот шаг от. И не слышал. Шах-шах-от. Ну, у нас шах-шах, кулилер. Ха-ха, смеются. А, вот. Может быть, такое. Даже заставляющий смеяться. Или смешно, я не знаю. Она хлопушка. Это растение хлопушка. Хлопушка? Хлопушка, у нее вот такой вот длинный. Почему она тогда труба? нет. Тогда это не годится. Вот она вот так вот выглядит. Она длинная, Тогда трубообразная, и она Издавая вот такой звук, хлопает этот. Издавая вот этот звук. Шаг-шаг. А вот звукоимитация. У нас очень много междометий, которые, например, груша падает, да? Переспела, упала. Груша упала, говорит. А у нас армут шап, и это шап. Шап. То есть вот это, Шлепнулась. когда он падает, издает такой звук, шап, и все. Он совсем не похожий ни на что. Ягмур, жу, это ягмур, жу, шап, много таких у нас. Интересно. Интересно. Ой, вот еще Эвлия Ату. Это Ивлия святой, да. трава святого. Да. А еще вот, Денис Бакласы. Морская. Морская фасоль. Морская. Куршун Ату. Куршин, Свинец? это как его, Да. дроб еще делают. Свинец из свинца. Свинец. А вот Туздаосер. Сдавался растет на соли. И оно одним словом пишется так. Да, Да. можно. Дегун Чичек. Правильно. Можно так. Дегун и пишется. Это Можно и так, и так. И Ну, вместе. И... Но лучше Лимара Селендели, она когда выступает по телевизору, все время чечек говорит. Чечек. А чечек это типа Лимара Селендели. болезнь там. Это. Я тебе скажу, когда она готовилась к кандидатской, написали работы там с одной украинской женщиной, словарь составляли. Она татарскую часть, она украинскую. Принесла УМС, учебно-методический совет, я там был член. Дали мне. Пришел домой, стал смотреть. Много не буду говорить, одно слово скажу. У нас чеберек по-татарски. Она пишет чебурек. Так это же по-русски. Я разгромной дал рецензию. Не прошло первое заседание. Потом она с этим одноглазый, есть же сейчас в Турции преподаватель. С ним он ее ведет, пришли ко мне, начали меня уговаривать. Потом думаю, да бог с ним, черт с ним. Взял положительно, написал рецензию. То есть она, у нее есть привычка, не зная, как наш Керимов тоже может утверждать. Давай. Вот. А Дегун Свадьба. Чичек вместе Дигун пишется? это свадьба. Одним словом. Если чечек, Да. да. Дигун чечек одним словом. Ну вот еще здесь есть второе его значение. Карделен. Арам Тары. Арам. Ну, правильно. Тары. 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 Это Просто. Просто. неочищенное проса. Не очищено. Не О, очищено. Не-не-не, ты этот... Проса есть. Она Таре это просто, а арам это нечистое. не чисто, не очищенное, то есть не запрещенное именно. Я уже зачем. Не, запрещенное. Вот смотри. Арам. Тары Это просто. это проса. Да. Когда очистит, становится тюй у нас. Очищенное тюй. Да, да. А по-русски как?
проса, чищенная И не то чищенная. просто, это просто. А, у нас разделяется. Чищенная и нечищенная. Да. Арам это запрещенное, Нечищенная тара. А арам запрещенная? запрещенное в исламе арам, то есть это А. нельзя такое. Запрещенная в Арам, исламе. да, запрещенная в исламе. Ух ты, я не знала. Спасибо. Пусть останется эта заборона. Но есть еще такое, может быть, в переносном смысле. Арам баладиларда. Это что? То есть плохого поведения ребенок. Арам То бала. есть несъедобно. То есть не соответствует его поведению Неудобоваримое. установившимся нормам. Вот. Сорга кушать. Может быть, в таком смысле что-то здесь. что невкусное, то есть несъедобное. Несъедобная, вот. Спасибо. Вот. Напиши. Несъедобная. Это просто как раз дикая флора. Мгм. Она и есть. Сосна. Нарат, этот мне говорил Молла, вот это Раметле, Нури Эфенди. Нарат это верхняя часть, значит, верхушка сосны, которую они зажигали, нарат. Вот в этом Нарат? смысле он Молодая. мне говорит. Нарад ель. Ель? Нарад ель, но делали в старину елевые щипы нарезали, их зажигали, вместо электричества это было. Она долго горит, она масляная, Лучину делали. но смолистая. То есть он говорил слово нарат это как лучина. Лучина. Не как само дерево, а Может именно быть. лучина. А, Может быть. а сама сосна чам. Чам? Не, чам тоже есть. Нарад табар. Нарад это ель, а чам сосна. Вот так. Да. Ну тогда как написать сосна? Чам? И оставить ее? А какое Чам? значение? Не только в Солонкое. Нет, чам во многих селах. Чам. Чам сосна точно. Нарад ель, елка. Можно я на секундочку выйду? А вы пока... Ну, лучше может написать нарат ель, елка, Да, да? да. Тогда это сосна вычеркнуть надо, да? А вот этот чам это сосна. Есть крымская сосна, храмчама. Нарат ель. Так, получается это... То есть вы нарат все-таки именно на елку хотите? Я склонен к тому, что если делали вот эти щепки для того, чтобы их поджигать, ну, дали такое же название, как мне показывал Пелит Фундага. Корбей-кулец. Это что, говорит? Орешка. Да, это же Пелит Фундага. А он говорит, это пелит, а пелит это дуб. Ну, давайте тогда еще Что смысл сосной нарат, что это именно лучина вот это. Да, Дадим. да. То есть ты вычеркни нарат из сосны, а нарат её в ель. ель, да. Но еще напиши, что нарат это Лучина. Да, вот из это. этого дерева делают Лучину, щепки, да. да, лучины. Хорошо, я напишу. И называют так же. У нас его. просто в Крыму ели же не было. Не Видишь, было. Ее да? принесли, Где? хотя она растет. В Старом Крыму растет ель. В разговорном Я видела, сама удивилась. В разговорном языке есть такое упрощение. Скажем, вот из двух слов состоит что-то, какой-то Давай предмет. Старается одним словом его подать. Вот, Так может быть, тот чам? случай здесь. А как тогда... Вот Если чам. Сосна только чам, да. И везде. Да. Если из елки, из нарата делали щепку, то его надо было нарат чудо-чухвара или как-то по-другому. Это кошка. Ага. Кошка. Да. Народ. Но простые люди, Нарат, чтобы не тянуть время. Ты тогда нарат из сосны вычеркни, Я правильно? вычеркнула свою ель и стать лучину. У нас есть шам дирек, вот одна мне сказала, один раз. это. Шам? И Сильвера Бибакиров говорит, типа это ливонский кедр там начал это Да. придумывать. Ой. Я говорю, может она просто ошиблась. Какой кетр? Леонский? Может Ливанский. быть, я не знаю, не Сегодня могу не будем записывать. утверждать, Слава, ничего будет не просто могу. чам. Да? Шам, это Сирия же, да? Да, шам дирек. А вот еще... Шам, его тяждили. Вот есть еще спарыш. Что это? Это кирк... Бувун? Бувун. Бувон. Ну, бувон, вот эти вот. Сустав. Как они 40 называются? этих
звенья в цепи. Ну, Не-не-не. Вот как называется это? Звено? Сустав. 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 Не сустав. Вот Сустав. это сустав. Фаланга. Каждая часть вот этой. Да, суставы, фаланга. суставы, Вот да. это фаланга. Фаланга. Да, это. 40 фаланг. А вот это, где гнется, сустав. А так это именно вот эта часть. М? Ну, Это именно вот эта часть, да? Бувун Какая часть? Фаланга. Или Нет, вот. суставов, да? Бувун Это это Написано сустав. 40 суставов. Так. Это на керченском ты нашел. Да, но я уже не помню, где это. Вот хуштили. Хуштили. Вот Бугун тоже по-керчески. По-керченски. Бугун, о махкерик, по литературной норме. Бугун. Да, Бугун. Но, Диалект. Но но в может керченском быть, это Бугун. родилось там, Ага. так и должно остаться. Бугун остается. Вот эта проблема нерешенная сегодня. Родилось в Керчи. Там и пошло. Их, согласно Да. их Так произношению. мы так и А как подаем. писать литературную норму? Так и писать. Саулухман хал. Саулухман. Саулух, они До говорят. свидания. А мы говорим саулух. А, Хотя тяжеловато и по-другому произносить. звучит совсем. Родилось там. Надо было так оставить. Нет, сегодня саулух пишут. Хотя очень трудно прочитать и произнести. Но мы тут это оставим, как есть. Хуштили можешь Х и К Уж- с твердым знаком Уж написать. два варианта. Да. А хуштили пишется одним словом или двумя? Хушиля? Да, Нет, два. два. Это птичий язык, язык птиц. Мгм. Тили-тили. Потом, здесь еще вот этот кырлык. Нет, не знаю. Язык птиц. Кто что ты написал? Птишина. Пташина мова, птичий язык. А почему мова? Язык. По-украински. Анатомический Один. орган. А, я поняла, я просто подумала, что это язык. Тили, это именно язык. Да, язык. Ой-ой-ой. Я думала, как Который кушает. Хорошо, что вы заметили. Это было бы. Харлах. Хырлых. Хырлых. Хрлах. Степной его как Какого не фиксирует. перевели. Но назлычить. Хрлах. Хр это вот гора. Ну, это который... Пологая гора. Хр. Холм. Пологая гора. Невысокая. А хрлах, то есть много таких вот, друг за другом идут. Здесь кончилась одна, там начинается другая. Хорошо. Назлычичек у нас уже было. Мазлычек Нежный есть. цветок. Вот это кисчичек. Девичий цветок и Да, кион. да. Кион козю. Это же отдельными словами. Козчек можно вместе писать. Кисчичек. И вот это кион козю раздельно, да? Хоен. Хой кожа. Да, Кожа, если раздельно. да. Да, раздельно. Балавуз агачи. Балаус, агачи. Это воск. Агачи. Да, Восковое дерево. Да. Или дерево, из которого делают выходит сок. воск. И оно вот так вот и пишется отдельно. Вот еще Так, земляника. тавджелиги. Да. Есть. Хамлы кираса. Ханы или м. Хамлы напиши лучше. да. Хамы, лы. Ну или так пока оставь. Ладно. Хамкерес. Ну, я тебе сказал, лучше вот дважды написать, два варианта. Два раза прописать. Да, два варианта. Потому что в рамейском хамночерасу. Могут не понять. Это будет, Ну, это оттуда, отдельно да. здесь подано. Пусть лучше разжеванный будет, чем недожеванный. Да, Да. джилеги, Всем очень хороший хамлы совет. кираса. Дагджелиги. Это кто тебе Мамутага дал, да? Да, Хамлы да, Джилеги. да, кираса. Джигрита Есть. Мамутага дал. Хамлы Есть кираса. такое. Канлы Кираса. Это в Ускуте. Есть наверное, такое. да, так. Ускут? Так, Да, только, Ускут, так Ускут. только в Ускуте говорят хамлы кираса. Ускут или ускют? У или ю? Ускут, наверное, не знаю, как лучше. Ускут? Ускут дилер розары там твердо Да, называют. ускут. 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 Да, они тверже. Так себе напишу здесь, чтобы не забыть. Так несколько- Вот это можешь тогда, видишь, ты ханлы кровяная написала, а я хамлы Тут она распишет два раза. И добавь рамейское сразу слово здесь. Мгм, а я вижу там. У нас, видишь, почему хамлы кираса взяли из рамейского, Мгм, и позаимствовали это уже. оттуда, да. Хамну чирасу.
Как по-итальянски. Хорошо. У нас К и Ч, этот, видишь? Это будет здесь. Внизу я добавку сделаю такую, Да. через черточку. Чуплах, дереги. Чуплах это Бесстыдница. тоже Да, вот да. Напиши, шиве, бесстыдница. диалектный вариант. Мы говорим чуплах, а Напиши, чуплах и это здесь вот, Напиши. Ялубойский. Чиплах. Да, Так. есть чуплах. И чуплах, и чиплах. Ага. Вот и Ну, два Никита в раза, Ялте, значит, Чиплах. 2 раза пиши такие Да-да-да, вещи. я все на 1 и 2 проставила. И пишется 2 словами. Чиплах, да. Вот. Подожди, потом дереги. Терек убери. Ну, в Никите Дирек говорят. Да. То есть- Диреги. Оставить как? Чуплах дереги говорят. да. В общем-то. Бесстыдница, вот это дерево, бесстыдница. Без коры, Да, которая. она голая. Голая. Да, спадает с листик нее. разбрасывает. А как же тогда оставить ее? Так и Так и оставь. оставить. Чиплах, Диреги, и все. Тогда аж... Если вот смотри, ты будешь писать чуплах, там пиши дереги. Да. А если чуплах, терек пиши. Ну, Понятно. там просто нету в степи такого дерева. Нету, да. Не пиши. И в средней полосе нет. Да, Нет, это что- только в Никите Тогда Чиплах, Да, Диреги. Да, оставь всё. только их Да, порядок. да, Правильно. действительно, да, это хорошее. Все правильно. Я же слушаю, действительно, это же Так, южнобрежный. Аджихардал. Аджихардал. Отдельно? Нет, такое не знаю. Что это? Аджихардал. Хардал это Горчица. горчица. И пишется отдельно. Да, Сусак. Ну, сусак. не знаю. Это есть растение такое. Таракоту. Тогда, наверное, суфтарак. Это же отдельно Да, пишется. да. А суфтарак Сутарах, вот еще по 3 слова. водяной укроп. А тарахот разве не вместе? Тарахот вместе. А, тарахот А. вместе, да. Тогда, а что-то делать? Нет, тут 3 слова. Ну, Нет, да. здесь 3 Тарахот. слова. А тарахот там дальше. Так, Моших Панджа. Это не, я не Кошачья знаю. лапка. Кошачья лапка, да? Мышик панджа. Да, Да. лапка или вот это вот Пятерня. Лапка. Лапа, да. лапа. Потом вот это Хуш кюш, экмеги. экмеги. Хуш, экмеги. Правильно. Хлеб. Хлеб и птиц. Птичья. Да, Хуш хлеб. отмеги есть еще. Отмеги и экмеги. Что Ну, такое это отмеги? экмек по-турецки, отмек это по-нашему. Да, оба варианта есть. Можно, да. Литературные нормы. Вот это вот век. Вот она литературная? Да. Хорошо. Литературная. Сейчас я подниму. А что упало? А вот эта штука. Конечно. Так, Юлгон. Не знаю. Йогин, это там? Где? На 10-м источнике. Тюетикен. Верблюжик колючка. И абуртикен. Абур это ведьма? Да. Это Баба Яга. Баба. А тюетикен? Ну, это вы говорили, верблюд. Деве Это. верблюд. И пишется это все отдельно. Можно вместе. Можно вместе тюетикен, абуртикен. Вот еще когем или гогем. Когем есть и гогем есть. Это диалектные Разные пиши, разницы. да. варианты. Гоген. А вот еще гоген. То же Гуген самое. Чолма. да. Н. Гуген Чолма. Гуген То же или- самое. А он есть. Вариант. Гуген. Пусть так останется, Хорошо. да. Гуген и Рика. Сычан и Рик есть еще. Пусть останется. Мышиный. Мышиная слива. И вот Останется, да. Дальше. мыши куйруги. Кошачий Пармак хвост. Башот. Хвост, да. Пусть Пармак останется, башот. да. Это пишется одним словом. Да. И потом вот этот сабун чечек. Он тоже одним. Мыльный Мыльный цветок. цветок. И вместе пишется. И а сабун это уже отдельно. Если сабун оту, да. Оту. Оту все-таки. На оперу ударение. Оту. 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 Значит, все правильно было написано. Оту. Ударение на последнем. А барсук, вот это с этим мы разобрались. Кенурбаш. Кенурбаш. Конгор бурой голова. Такие есть. Вот потом сельби, тополь, мы вот с этим мы разбирались. Бияс, сельби, Ну, это Самое- варианты, да. да. аксельби. Надо посмотреть его на вот еще кайвак. пора. Кайвак. Хава. Хава. Хавах.
Ой, халах, забыл, что такое. Черный что-то такое. Халах. Не помню. Надо посмотреть. Карасильви, это вот. Халтыравук. Халтыравук. Дрожащий. Дрожащий. Ну вот, да, есть. Лале, тюльпан, хырлялиси. Лялиси? Лялиси. Хор-лялиси, правильно. Вот, о, этот Розияна Фельхин. Нет. Или Розияна. Не знаю. Вот у него Чешир. Нет. Не знаю. Мелевше. Это везде. Это везде. Это и первый, и второй, и, в общем, везде. Да. Так, сейчас я еще чуть-чуть там. Вот этот Буз Агач. Ледяное дерево. Бузагач. Да. Ледяное дерево. Да, и оно пишется вместе. Вместе. А вот это Эргуван вместе. А это не известно? Это Эргуван. Иудино дерево. Церсис. Нет, вот цветет же как Сирень, его. что ли? А, Вчера столкнулся с этим. Ергуван. Ну как, Ер или Эргуван? Эргуван это Чольтаров. Это Эргуван. А где Эрлган дилер? Но это сирень у нас. Сирень. Что цветет? Эрлган. А, сирень там дальше есть. Эрлган есть. А, это главное, чтобы сирень не оказалось. Сирень, может быть. Я потом у него спрошу. Это же вот это карга саганы. Вороний лук. Харга Сагана. Саганы. Есть. Саганы. Ага, ударение. Ага. Вороний лук. Сагана. Саганы. Тут нет. В конце. Не, правильно. Харга Сагана, там правильно. Все правильно. А тут саганы. Это Ну, просто Саган, сократили и все. Ага. Вот, любят сокращать. Вот. О, тут есть еще вот этот вот карабаш от. Черноголовая трава. Вот, от чебрец. Киев от. Есть. И пишется одним словом. Киев от. Да. Джамбиль. Кикик. Это я не А знаю. это их, вот это узбекские названия оба. Потому что Джамбиль и Не знаю, Джамбуль не называют. надо. Харабашот, это песня какая-то есть у нас, да? Харабашот, Хаза. Хазаях. Хаза. Хаз, гусь. Это лапа. Гусиная, да, он это хазаяк. А вот харакиз. Черная девушка. Харах. Хиз, харахиз. Черная. И теперь. Смуглая девушка. Вот это уже было собачья колючка. Ты Вот. так перевела? Не черная. Смуглая. Черная это африканка. Таштикен. Или что это? Таштикен. Таш. Ой, Просто Таш. Ташкент. К убери. Таш. К убери. И просто Таш? Ташк нет такого слова. Я знаю, это Ташкент. Таш? Тара. Пишется одним словом. Колючка на камне. Ну вот оно и есть. Тарактикен, колючий рыб. Тарактикен. Сузгуч. Сузгуч. Это вот эта цедилка, о которой вы говорили. Сузгуч. Может быть, да. Вот Чабах. Чабах-баш. Чабах-баш. Есть такой чабах. Чабах не решен, а он потом. Чабах. Хабах-баш. Чабах-баш. А как вы перевести? Она перевела как голова ляща. Это лещ, Что это такое рыба лещ? такая. Да, Лещ. правильно. Лещ. Чабах-баш. Да? Да. Голова, Или голова решетка в форме решетки. Она еще так перевела. Ну, с лещем лучше сравнить. С лещем. Решетки тут нету. Хорошо. Интересно. Все дальше. О, вот еще чистотел от бородавок. Сюэль ату. Есть. Хырлангыч. Не Хырлангыч. знаю. Это я не знаю. Селюту. Яра чичек. Я чек фиксировал, да, И но пишется вместе. не определил. Хотя, это может, чистотел. и Чистотел сказали, там да. написано. Я чек. Вот Хизлбаш нане. Это мята. Красноголовая. Мята. Не мака, а тюльпан. Мята. Нане, мята. А? Нане. Мята. На не. На не? На не. Да. Мята.
Почему ты это читаешь на «не»? Там же... Это из-за украинского. А? У нас мягко читается на «не», ну да. на «не». Она же мягко все читается. Как Одесса и Одесса. Это все это из-за украинского. Я читаю мягче. Харазире. Харазире. Черная. Черная зра. А, зира. Ну да, зира. Зира, это зира? Вот то, что в плов Специя длинная. кладут. Да, это моя любимая специя. Крымская. Вкус придает плов. Такой тёркий. А вот еще Ада чаи. Есть такой. И пишется А да чай. отдельно. Отдельно пишется, здесь отдельно пишется. пишется, я помню. Островной чай? Ада. Остров? А да, остров, да. Маварен. Вот еще Маваренко. Откуда-то выплыл. Сармия. Ну вот смотри, Крымский полуостров, а иногда говорят Хрым-Адас, А, как остров. как остров. Ну, почти остров. Не считая, что там есть два Тенгар и... этих прохода. А, вот как. А, Может быть и правильно. такое здесь. А, в смысле, это шалфей из Крыма. Островной, да. Вот интересно, я это не сразу поняла. И дудак. Собачья губа. Губа, правильно. И вместе пишется. Вот еще шиповник. Киегуль, Есть. от Катани. Вот это я не знаю. Это я, да. Это то, Я знаю. понятно. Это у вас, да? Да, ты где нашел? Назвать тогда? И дело в том, что я знаю вариант кот хаджир. Вот есть, вот. От Вот кот? есть код хаджисы или Кот хаджир. хаджир. Да. Ага, то есть «р». Кот хаджир у нас. А может хаджи, Хаджитмах. Хаджита. ну то есть Чешется. от слова задница чешется, да? Дело Правильно? в том, что вот когда у нас в лесу их очень много, ну и ходят и едят. А там внутри же эти С иголочки. иголочками эти, И да. вот когда через задний проход с это выходит, конечно, чешется. Ой, да. Так, кукан. Кукан, кукаланджа, Не знаю я. Это я уже включил. кукланза, Куклан, да. куклянджа. Это с рамейского у нас, наши старики с рамейского, там же ромеи жили у нас. Вот этот шиповник оттуда взяли. Это во все, и в Тимирчи, и Янсала, и Хураудене, в Шуме Карканджофла, Ага, Огюскотен, Вот Огускотен Огускотен, тоже да. есть. Да. Шейтангулю. Огурскотян пиши вместе. Вместе, спасибо. Шейтан гулю это Чертовый цветок. цветок этого шиповника. Вот. А киегуль есть, да? Киегуль. Кигуль? Нет. Есть. Его культурное название А киегуль. кигуль самое первое. Ой, Причем напиши отдельно. ну да. А, Что? Киг, Киев, это Дикий. прилагательно отдельно надо. кигуль. Шейтангулю. Это я в стиле. А вместе пишется. Нет, Отдельно? гулю. Гулю, агулю. Бит оту. Ведь вот, вот. Это вош. Бит это вош или кля? Шива трава, наверное, или как его перевести лучше? Шива. Шива, да. Трава с вошками. Вшивы. Вот. Озохуах. Есть Озохуах. такое. Ухо ягненка. Да. Ухо ягненка. Да, да. Не понял. Ухо ягненка. Да, Озохуах? да. Нет. Озохуах это этот. Щавель. А, щавель, ну да, ну если Не, дословно буквально, перевести, буквально. А, если буквально, да. А шпанаш, это что-то Не я знаю. не знаю, Это кто это, Кремлев? кто это. Нет, Не-не-не. это Мамут. Мамутага. А, он имел в виду, может, не ашпанаш, а этот шпанат. Шпанат, может, он. Как шпинат. Шпинат, может, от этого слова. Ну, можно его в еду класть? Стой. Шпинат. Можно его А класть. шпанаш? Это щавель, да. Значит, а что же может быть? А аж это в еду, да. Он мог быть аж шпанат, а потом как стяжение. Я же говорю, в разговорном языке стяжение есть. А, аж это же еда, это пища. Еда, да. А, Шпинат. это может быть шпинат, но шпинат едят и щавель тоже едят, там все кладут. Ну это вот он мне сказал, я его записала, ему несколько раз. Давай. Это у нас версии. Ну да, наверное. Что сейчас? У нас просто щавель очень много названий. Вот еще баздя, Это в шуме, Ча. Курбеке. спанак. Вот, Шпанах. пожалуйста. Вот шпанах из, а шпанаш из шпанах. Это может быть шпинат.
Просто в урумском там есть у них это блюдо такое спанакопита. Есть, я это тоже помню. Это, Вот это у греков. В урумском это найти слово спанакопита. Это греческая еда, То есть я это пробовала. лепешка с щавелем. Да. Спанакопита. Вот тюе-табан и пишется вместе, да? Да. Ну, Хозухулах. тюе-табан я ни разу не слышал, что-то на щавеле. Тюе-табан есть такое. На Тюе-табан. щавель? Чотаров, да. Только я сейчас не помню, что это. Я узнаю. Я В лохана. словаре надо посмотреть. Лохана знаю в Ускуте. А лохана, да, я забыла, кстати, я потеряла это слово. Лохана. Это там видимо. Лохана капуста. Да. Ну там, понимаете, разные виды вот этих щавеля, они ели вот это все. Но Может, капуста, я не капустообразное что-то. разве у нас капусту выращивали? Да, конечно. Можно, не всякое. спорим. Ну, я сегодня знаю, что это А капуста. еще вот это якшия прах или якшия прах? Экши. Экши. Кислый, кислый. Вот тут лучше с «ы» написать экши. Да? Экши, да. Я прах или к? Ну, можешь... Не, да. почему ты исправила? Пусть Экши и должно «и», быть. да? И? Да. Ага, вы. Якши. А я про к? Ну, я или прав, Подожди. можешь. Да, и так, и так. Я прах Х может быть у них, А к? а в литературной норме Напиши с твердым «х», знаком. раз в стиле «х». У нас же в основном горно-лесной. Ага, тут х. А ну ты слышишь? Кысынча, экшанча, экшияпрах — это варианты. Ага, это все южнобережные. Партенит, Бекламбат, Шуаб, да. Бекламбат и Хизулташ. Дальше. А вот пошли конский Ну, щавель. лопата тоже, видишь, это Лавута. лопата. От кулак. От хулах есть, От да. хулах. Конский. От хуах. И пишется еще Конский. вместе. Не в ухо, а она обозначает это, щавель конский. Ну да, это Это буквально буквально перевод. перевод. А вот это надо Так ты это помечай как-то. буквальный перевод. Переносный. Нет. Буквально перевод. А я написала, А что ты это- напиши БП. да? Да, БП. там у себя отметь значок такой, БП. Буквальный перевод, хорошо. Потом поймут. Это моя очень мысль сейчас БП, буквальный перевод. Так. Есть. Так. Крокус джидем, Да, Джуди. Что делал? сисенье. Зафран мискиар, сисенья, суфуринга, читем. Это Суфуринга, я не знаю, это я тебе давал Да. на крокус? Да, но ты сказал, что ты еще будешь проверять. Не знаю, это другое, по-моему, это другая трава суферинга. Это вот этот Тулахский знает вот это название. Тогда я пока время Мискяр, Ты тоже видишь, они мискяр выделены, это, они все наверное, выделены, и ты сказал, что ты еще посмотришь. мискяр это тоже, наверное, какая-то другая трава. Ну вот, ты вот это видишь, они у меня выделены серым, это под вопросом, что это. Именно Да, это другие названия трав просто. Других трав. Хорошо, тогда я это все Напиши, это другие названия. Так, Зафран не слышал. Это крокус, шифран. Сисенья, да, это напиши Сисенья Айвасиль еще. И, по-моему, и Нуриага говорил бы Козимбаши тоже. Да, вот Сисенья. есть. Есть. Читем, вот Джидем и Читем можешь рядом расположить. Читем в Хутлахе, а Джидем в Тарахташе. Они рядом совсем. И вот, Джидем в Таракташе, да? Тарахташе, да. Есть. Дальше. Вот еще Чеченье, Чечения. да. Чеченье это Хазалташ. Чечен, Чеченга. Чечен Или это в Чеченга. Ускуте. Чеченга это в Темирче. Чеченга. Чеченга и в Шуме. В Шуме Чечен. Лучше в Шуме пусть будет. Вот опять и Терсы. Чехудем это я. Это вот Что ты написал здесь? Шума. Шума. Я тоже с трудом поняла, но я напишу Шума. Вот, и Тараса. ну это было. Это Это же было у нас. Да, и оно пишется отдельно. Вот Дигметамыр, Есть такое. это вот пуговица. Дигметамыр и одним словом пишется. Да, основной. Дёгами пуговицы. А тамыр корень. Пуговичный корень.
Югмитару. Это дословно. А вообще это пырей. Нет. Не. Ну, вот дерн делается, как его. А это вообще папоротник. Югметамар? Да, вот на папоротник. Папоротник. У вас это сложно, что это щитник, это папоротник один. Что может быть? Все, я ошибаюсь. Вот яблоня, Аджалма, аджалма, огромна есть у тебя? огромна есть. Аджалма и огромна их И два. напиши сразу в арамейском огромна, агро это дикий. Значит, они взяли это оттуда Агродикий? с арамейского. Вот, зерде и мелякату, это не знаю. ангельская трава. Все правильно написано. Карардыч, черный, Есть. самна, это можжевельник, и Есть. ардыч в байдарской Есть. долине. Юксек ардыч, это ваше, вот то, что вот нашлось в этой чудесной книжке по ботанике. Можжевельник Высокий высокий. ардыш. Юксек это высокий, да? Высокий юксик. Киек бадьян. Дикий. Ага, дикий, точно, ну да. Дикий бадьян. Очень метко. Это вот Бадьян. Да, это специя такая есть. У нее вот такие вот... Бадья. Но у нас еще есть слово бадья, да? Я не помню. Нет? И вот это неопалимая купина, которая оставляет ожоги. У нее такое соцветие по форме, как бадьян. А дикий, потому что она дикая и она несъедобная. Вот. Так, Теперь курюч. ясень. Курюч. Курюч есть. Курюч агач. Курюч. Агач вот так и писать или через... Дерево. Ага. Агач. И пишется раздельно. И вот это куруч тереги. Дереги тоже. напиши, дереги. Дереги. Да. Дальше. И раздельно. Ну вот я тебе говорил, кучерья надо узнать. Что Кучерявый вариант. такое. Не, это не ясень, это просто напиши Вариант. кучерья, твердая порода дерева. Тувахи. Это мы только что дикие прошли, дикие растения закончили. И Так, вот тут будут эти акварельные вклейки, это акварели, на самом деле, они цветные. В словаре будут. хорошо. Вот. Дальше. Еще есть культурные. Мы Ну еще не это, устали. это тут в принципе легко. Да, Зердале, культурно. хайсы, хайсе, абрикос. Вот Бекташ Юзуми, Фрэнк Юзуми, Нет, это айва, кустючек, алыча. Киик, Эрик, Фрэнки же что у тебя? этот крыжовник. Крыжовник. Да. Сара, саба, Потому что у этого тахал. покойного Белява Мамеда, по-другому он его называет. Бекташ Юзуми, может быть. Это Нет, не у вас. он Фрэнки ему переводит по-другому. Это же крыжовник. Вот. Айва, Кузичи, Чиги, Астра, Алыча, Алча. Алча? Алча есть, да. Киик, Эрик, Дикая слива. И так называет. Сары, Сабыр. Блин. Не знаю, дальше. Там Портахал Желтое есть. терпение. Да. Желтое терпение, да? Да. Вот. Очень Есть, странно. ребята. Очень странно. Так, Черволук, черволок, вьюн, Вьюн, Эрфистеги, ер, Ерфист. Это фисташка, правильно. фесельген, Базилик, Рейхан, Они одинаковые. ну, это да, пательджан, Мор баклажан, Патальчан, Джазаир Малевшиси, Дикий Джазаир Малевшиси. Дже, Зайер, есть Это такой. фиалка Заира. Да. Очень красиво. Мое любимое Гузель название Хатын. вообще из всего. Гузель Хатын, а пишется прекрасная женщина. Уже хатн. Эжек, Отдельно. отдельно. эшек бахласы есть, Ишик Бахва. крупная. Так, эрджан милевшисы, Вот это может быть и вариант, Ишик Бахва тоже может быть. Шейх Бахла. Есть так говорят, нет, и так можно, и так вариант. Ой, да. Плюс Ишик Бахва тоже. Большие они такие, нгарат, Фасоли. желеги. Ага, большая. большие фасоли. Есть. Теперь фасоль на полный рот. Ага, да, есть такой сорт. Она сортовая и просто очень крупная. Вот она крупная. На полный рот. Поэтому Ишик Бахва. Он, почему Ишик, я тебе объясню. Ишик кибеускенсен дилер. То есть вырос как осел. Буквально. Буквально. Вроде можно сравнить Как с ишак. другими крупными животными. А вот это с Ишик. Вот поэтому Ишик Бахва. Ага, вот как. Вот эшек или эшик? Ишик. Эшек. Эшек, Все правильно, эшек, все бакла. правильно.
Эрджан Мелевше. Есть такое. Мелевше или Мелевшиси? Мелевше. Больше не надо ничего. Харга Козю, Вороний глаз. Это два разных слова. Нарад Джелеги. Вот. Есть. Еловая Вот клубника. это гриб. Хотя нет. Не, Жюлек. это брусника. Брусника, да. Хермезы. Чукандор. Ябан Мерсин. Мгм. Красный. А, Дикий. красный. Красный. Дикий мирт. Красный, дикий. Мерсин. Дикая брусника, да? Да. Ну и вот А бывает такая красная? да, она в основном красная. Она красная, и почему на мирт похожа, у нее листики, как у мирта. Она вот с твердыми, жесткими такими листиками. Лесная. Ты закрой ту дверь, вот это вот приоткрой лучше. Ну, еще Вот так, вот. брюква. Вот чукундир, это буряк? Это его и чукундур, и называют и учкундур. Мы, например, учкундур называем. Уч, мягкий знак. Вот Кундур. Кундур. Ну, Дир, чукун. дир. Учкундир. Заново учкундир. пиши. Да, это будет лучше. Кун, день, дир. Дир. Это свекла, да? Без твердого Свекла, знака, да? Без твердого знака, да? Чукандор. Вот. В нашем диалекте так. А литературная норма приняли чукундур. Угу. Ну тут почему-то брюква, но это не брюква. Так, как это говорят в степи. Это уже, значит, я исправлю. Да. Это есть. А вот бузок, сирень. Вот и ругался, Элган, да. Эльган, Да, Эльвуган. да, есть. Э, Дальше, Самшит, Шимшир. не знаю. Вот самшит он. Хермезет, чукундир. Красная свекла. А, вот это вот, собственно, чукундир. И чукундур почему-то. Есть Ну, есть такой. вариант. Шикер чукундири. Есть. Сахарная свекла. Аюв, квулак. Аюв, а что это? А это видно... Аюв? Медвежье ухо. Аюв? Аю медвежье ухо. А пишется, наверное, вместе. Аю хула не надо. Не. И В? Вообще-то тут тот случай, когда аю оба существительные соедини. Угу. Оно с В пишется или без В? В. В. Есть, говорят, аю. Так же, как су. Угу. А, су и су. И так говорят. Суджики. Поэтому здесь в литературной норме пишется. Вот. Киик, сарымсак. Дикий чеснок. Дикий Чеснок. чеснок, да. Вот. Эрматрач. Это не знаю. Сипирки. От... Не эр, это е. Ермитрач. Это я постоянно по-украински читаю. Ну да. Ермитрач. Сипирки ату. Это Алло. Для веников. трава Ага, для веника, из которого делают веники. Ну, давай через час. Сув джевизи. Через час. Водяная Орех. жилет. Орех. А? Орех. Да, Жилет? да. Что? Водяной орех. Орех? Не. Не? Жилет не орех. Нет, Джевиз. джевиз. А, Правильно, джевиз. правильно. А, джевиз, да. Ага. Акнелюфер, Сувля лиси. Водный тюльпан. Ага. водная лилия. Тюльпан. А, ну да. Ля-ля. А вот еще кёз. Это Вообще водный тюльпан говорят разве? Водный, вот как он сказал. лилия. Водная. Это если буквальный перевод водный тюльпан, Так тогда обозначь БП. я напишу везде буквальные переводы. А вот потом этот кёз, это орех. Коз. Хоз орех. Хоз. Ади дживиз. Джевиз орех. Обычный ади. Ади простой. Простой. Хабах. Да. Маджар каранфили. Маджар, ну это венгры, Венгерский. венгерский этот. Хабах можешь написать хабах вот так. Хабах. Ну, Да, и Да. так, и так. вот будет Бахчисарай.
Бахчисарай, Каранфили, Кюзгюн Килыч, Хужгон Халыч. Кюзгюн Хилыч, Кюзгюн Хилыч. Хужгон. Ворон, Ворона, вороний, Меч. воронячий меч. меч. Это вместе или отдельно? Нет, отдельно. Хужгон Халыч. Можно вместе. Что вместе? Хатмер Хаш. Хатмер, Да, а что это хатмер? Хатмер, Многослойный. Многослойного. да. Ага. Нохут. Можешь через еще вариант нохут написать, да? Нохут. через Нохут, твердый. да. Ага. Ну, худ есть. Это этот горох. Горох. Причем не просто горох, а особый горох. Нут, который. Восточный или как нут, он? нут, который иногда, он таки нут называется иногда. Нут, да. Не просто горох, а нут. А просто горох. Просто горох. Тоже нохут. Тоже нут. Нохут дилер, да? Ага. Так, но нар, правильно? Нар агачи, гранатовое дерево. Да. Харабагдай. Да. Черная пшеница. Чёрный. А нет, это дословный гречка. перевод. Да. Гречка. А так это гречка. Вот она есть. А вот еще Арнавут, старый сын. Но ты там обязательно должен указать, Что буквальный перевод? что она Арнавут это албанская, а у тебя хорватская. Арнавут это албанский? Албанская. И вот так. Албанская проса. Инкендери. Индийская конопля. Да, Кавун. Бакату отдельно пишется вот это дело. да, Арыш, Чавдар. Это Да. да. Елдыз, Чичеги. Чичек, Ги Отдельно. отдельно. Хартоп, Чичек вместе. Есть. Дженджифиль, инджир. Да. Инджир или инджира? Не, Инжир. это инжира, это ревень Ревень, темирчи. вот, Это я разные вспомнила. вещи. Чоль сармашеги. Степной вьюн. И правильно написано. Чалы алма. Шалавама. О, вот это вот. Кок сусам или сусам. Сусам. Ну и так, Ну, и так варианта, говорят. да? Да, Лучше по-моему. сусамма. Сусам. Да. Мы. Лучше это убрать. Мгм. Ах, Сусам лучше. Тогда это будет Так. просто один вариант выкинуть. Но я смотрю, это у тебя многих моих названий нету. Культурных? Не, вообще моих, то, что я, значит, пропустили очень много. Ну вот даже ревень вот этот есть у тебя? А мы еще до него не дошли, мы к нему идем. Хабачик, Кабачок, правильно. Сакис хабак, Юнан хабыги. Ну, А вот это Юнан хабыги, это греческий арбуз? Юнан греческий, да. Хаватаги, харпуз, правильно. хермезы, Хармазы. эбен камечи. О, это мальва. Эбенко меч. Эбен камеч. Ну, Она... хармазы это просто красные. Красные. Разве на калачике говорят просто красные? А ты все равно... Или тут три слова получается, да? Хармазы, бенко, мечи? Да, Нет. наверное. Три слова это три слова получается. было, это три слова было. Ой. Так, Эбен хамечи, хапуста. это все Эбен хамечи. Эбенко меч, я знаю, что вот такие вот лепешками плоды дает. Да, мальва, калачики. Да. Калачики, ну Ну, и... это мы говорили. Хапыста, лахана, хапуста. 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 Лучше хапуста. Хапуста, правильно. Лахана. А 8 это Лохана. от кого? Не помню. Сейчас посмотрю. Все правильно. 8 это от путеводителя москвича. Хартоп, правильно. Но лучше написать или х хартоп, или вот тут вот. Да. Угу. Так, И то, и другое пароход, напиши. Дикий. Угу. Будет такой и такой. Как Ули не слышал. Тухал морков. А, это тупая морковка. Тахал тупой? Это Тухал, да. вот коротыш. А, коротенький. Маленькая морковка. Да? Да, вот такие короткие, тупые. Угу. Кистане, аджи кистане. Кистане это виды просто. Виды Виды каштана. Да. Напиши, что это виды А там каштана. понятно, что виды. Это, в принципе, не обязательно прописывать. Это все равно я написала один и тот же род. Я уже не прописывала. Мгм. Хотя можно попробовать виды потом.
виды. Есть сладкая каштан. Виды. А вот Так. еще есть кистано-дикий каштан. Это Кистано обычный. дикий каштан. Ну да, сарах это вьющий. Между прочим, каштан еще есть в Крыму, которые едят сладкий каштан. Ну вот мы вот написали. Шах-бамате. Как? Шах-бамате. Шах? Шах-бамате. А, да? Шах-ба. Пиши. Шах. Бамате. Это съедобно. Ой, это есть такой вид каштана. Да, эскулента. да. У нас он был, сейчас я не вижу, слушай. Уничтожили. Ну, это всё, слово что ли. первый раз слышу. Шахбу. А как он переводится? Не Переводится, ну, там компоненты можно отдельно. Шах это шах, ты знаешь. Да. Вот. А баматы не знаешь, что такое. Это такой, у которого иголки торчат на разные стороны. Такие, ага. Хорошо. Вот еще, вот этот вот кантемиз от вместе пишется. Хантемиз от. Я не знаю, но написание правильно. Есун джилеги, Есть, алабаш кхапыста, есть, инджирис агачи. есть. Вот этот базалак. По залах не знаю, что А вот такое. этот чочек, оно откуда-то взялось. И... Не знаю, не помню. Дорогие, это вот этот укроп. Дорогие. Магданоз. Правильно? Ну вот, Да. литературная норма Магданоз. Может быть, первым его поставить? Ага. Он скромный. И вот это дорогет или таракет. Тараход, по-моему. Ну, это Это другой. диалектный вариант. Тарахот. Тара через та, тогда? Да. Через Д, наверное, да? А? Дарах здесь, Тараха. Не, если Джурчи, Мгм. это Первомайский район, это лучше Тарах. Тарах, да. Первомайский район. Кукуруза Афрата, Кукуруз, Мусорбогдай, Назут, Сабырдай. Правильно? Лавр Дефне, Петлитамир ату. Муртату, Денис Хапустасы. Правильно? Хурт Оту. Вот тут не нужен этот твердый знак. Хурт Оту. Замбак Лилия, Бия Замбак, Сары Ляле. Ну это понятно все. Вот, Так. борчичек, оно пишется отдельно или вместе? Борщик, Да, а вместе можно. вместе можно, да? А Так, кирвиз? ну это у него. Дикий всё сложно. керевис. Яланджи через да? Да, Так, малина Ахудут, Курача, малина. Малина. Это Сирана Джам не сказал в прошлый раз. Ну, не знаю. Малина есть у нас слово. Малина, да. Даже песня Азварым Огонде Малина, где пирлайлер, румынские татары. Адам Оту, Хан Хорутан, Хазах Тютюн, Махорка. Махорка. Хуртот, Балхурт. А Балхурт пишется вместе. Хуртот, наверное, пиши вместе всегда. Хуртот. Баухурдот. А может все три слова или одно слово пишется? И здесь тоже соединение. Мы все его объединяли. Это Мелиса. Еще одна из. Бадем, правильно, Мерсин, не знаю. Что это есть? Солмас. А салмачичек отдельно? Солмасчик отдельно. Отдельно. Хавуч, правильно. Моркво, ну, может быть. Морков. Ф. Вот морков. Вот есть. Ну, это тогда просто... Морков. Сара Бульген. Мисс Оту. Мисс это Духи. духи. Ага, вот есть. Душистая трава. Талхан От. Талхан. Толокняная. Да. Мушмалла, Мишмулла, Бешмыих. Пишем мы их 5 часов. Пизюсов. Назлы Чичек. Нежная. Еще одна. Хуртот. Хуртот, Ну, наверное, это- вот это вычеркни, да, тогда? Хуртот? Нет, просто? лучше пусть хуртота будет. Вот, Тогда только отдельно? отдельно. Отдельно. Вот, оту. Мгм. Аймак оту. А что это значит? Ойма. Пристянка Ойма. А, это ее даже название. Ойма это Оймах.
Ну, тут Наперсток. наперсток. Угу. Буквально. Ага. Наргиз, Наргуз. Фрэнк Лялиси. Так, Шангире в Хадифе, Таух Хорсе Хозламас. Видишь, у тебя Таух Хорсе Хозламас там пион был, а сейчас тут Ну, это надо выяснить, что это. Настурция. Это в трех местах. У него там тоже было. Это у него, видишь, он на Настурцию написал. Угу. Так, Ахшам Сефа, понятно. Хушхонмас. Иланджиджида. Ну это Джилаб через «ы» пишется, правильно? Так. Хияр. Можно хияр вот так написать. Бостан в Темирче. Кингизе. Зейтин, зейтюн, зейтин, дереге. Не через дефис оно пишется. Дефис надо убрать. Не надо. Ди. Не Через дефис не Не надо. надо, дефис убирается. Так, Тикен Япрах. Шамаха. Я не знаю, что такое шамаха. Бибер, перец. Бибер есть. Яхан бибер, черный перец. Между прочим, бибер два вида есть. Татл бибер есть. И татлы есть. Это болгарский. Болгарский. О, болгарский, да. Шефтали. Болгарский. И есть яхан бибер. Яхан бибер, ну это аджи бибер. А и аджи еще аджи. Это разновидность. Яхмах жечь. Яхан. Ага, жгучий. Жгучий, Жгучий да. перец. Ага. Шефтали Магданоз. Правильно. А вот есть... Чинар, платан. Ну, чинар у нас есть слово у нас? Чинари, Чинар. ну, ты же знаешь, может быть, с узбеков, это наверное, у узбеков может, взято, у но узбеков. говорят чинар. Наши говорят. Чинары, Да. но у нас там тоже же- не слышно. там же Наверное, чинаров они много было. Взяли у узбеков. Вот это есть и чинар, Да. и чинар. Ну, напиши узбекский словарь посмотреть. Угу. Хурт аяга. Хуртаяги. О, как это перевести? Нога, Ну, правильно. Червяка? Правильно. нога червя. Тормозы бурульген, червона ажина. М, Правильно. Желек. Жилек. Жилек это у вас, что ли, Да. жилек? Я Жилек жилек. это это, как его? Клубника. Ну, жилек же говорим мы всегда. Жилек мы А говорим. что жилек? Лучше Д добавь. Угу. Жилек ердуту хамкерес. Это я не Правильно. знаю. Ну, ты добавишь рамейский сейчас. Угу. Угу. Так, помидор пательджан у нас говорят. Да, вот патринджан. Ну, надо добавить, наверное, помидор. Тут тоже рамейский добавь сразу словарь. Помидор и у нас все говорят помидор. Помидор такие говорят? Да, Напиши помидор. помидор. Вот это, Здесь по, А там па? а у нас помидор. вот это, наверное, уберу баклажан, да? Ну да. Да, нет, у вас же так говорят? Не, у нас на помидор говорят пательджан. Амар пательджан. А мор пательджан это баклажан. А, да. То есть пательджан это не баклажан, это помидор. Да, помидор. Ты сразу рамейский добавляй. Это И будет- в баклажан у них мавру пательджан, Черный. черный. А помидор у них пательджан. Угу. Я это внизу буду добавлять сразу Да. арамейский. Тары, правильно? Бог дай. Через твердый знак лучше. Тюй. Туй, тюй. Ну ладно. А откуда? какая разница здесь? Да, они уже не Ну это выходят. он Уже неправильно откуда написал. взято, да? Это было Молочник. из этого, из словаря Григория Москаля. Туй путеводителя. Туй или тюй? Пшено. Туй. А А, как лучше пшено? ясно. Тюй. Тюй. Вы тоже говорили очищенное, да? тюй. Очищенный. Да, это очищено. Это вот Напиши. оставим тюй. Но надо не только туй дать, тюй дать. И уй, туй. Туй, может быть, в вашем диалекте туй. Напиши. Очищен. Вообще тюй. Сачма печен. Правильно. Инжира. Вот, пожалуйста, твори. Ревень, Не да. делайте. Ревать. Только А, этот, да, видишь, инжира, по-моему, в Темирчи у нас была. Слушайте, это я несколько раз перепроверяла. Я давай напишу. Ну напиши в Темирчи посмотреть еще инжира. Да. Так, Айлох Туруп это месячная редька. Лунная. Я не знаю. Хазул Туруп красная. Сары Туруп
желтая, шальга, не знаю. Киикха пуста, холза. Это у него спрашивают. А вот этот пиринг и пирнич. Пиринг это Не. у нас не говорят пиринг. На рис. А как рис? Пирнич или парныч или Принч. Вот у нас говорят принч. Пирнич? Принч. А как пишется? Ну, принч просто и пишется. пусть Это в уже диалекте в нашем. Пирнич? останется Принч. пирнич и Пирнич? Через и или через Пирнич на место, Вот так, вот так? на первое место. Да, есть. А еще? И принч в диалекте. принч. Принч? Принч, вот все. Надо будет посмотреть в немецком. Ага. Так. Хасартхы бахуа. Бахчисарайский диалект. Принч. Бахчисарайский. Ормангулю. Ну, это я не знаю. Лесной Чих арман лес. оту. Лесной ресторан. Чух это да. От чих, от тут тогда это Чух надо это же отдельно. это Вот, краса. да. Покрыто росой. Чё, Росянка, роса, росянка, росянка. росянка, да. Хоче. Хычи. Наверное, Это хочу зад лошади. Ой, это... да? Да, хочу. Через «ы», наверное, в конце. Да. Напиши на всякий случай. Но, может быть, что-то и другое еще. У них это рукола. Киревис. Не зад лошади, а круп. А круп. Тогда это туловище лошади круп. Ну вот, это задняя Ну часть. да, круп. Так, Киревис дереуту. А тогда отдельно. Оту, раздельно, да? Да. Тавух аях. Того, как я... Оно пишется одним словом. Вместе. Так, Эрик. слева Эрик, Чулма. Чулма. Правильно. Так, только ты в Алубке что-то тут написала. В Где? Алубке неправильно. А где? Я, по-моему, в Алубке тебе не говорил Чума. Чулма только в Шума, Корбек. Корбек, Шума. В Алубке я не помню, что тебе говорил. Так, Фрэнк Юзюмы. О, а Толга вот Юзюмы. френкюзюми, это и смородина, и крыжовника. Что же это такое? Это вот путает. Смородина, турга юзю. Торгаюзюм, это все-таки вот так вот, да? Оно Да. на первом месте. А это... А френкизм это крыжовник. Спасибо. Отлично. Выкинули. Кунь-Айлан, Кунь-Табах. Да, это есть. Интарсы. А вот этот кунилан, он с мягким знаком или без? Конь обязательно мягкий знак. Кунь-Айлан. И одним словом пишется. Да, Кунь табак. тоже так же говорят. Инттерсы, Есть, спирки, веник, есть. берджимек, Это чечевица. Чечевица. на горох похоже. как Чечевица. Чечевица. Хавурдах. Спаринги. Хаурдах, не знаю, что. Спаржа. Спаржа. Что-то я не помню, что тебе спарринги давал. И на Альсерес памяти. причем еще. А? Альсерес, это сестры говорили тебе. Сестры говорили. Ну ты это Тогда пишешь, тебе- что я тебе. Тогда оставляем только их. Это они говорили Да? точно. И ты подтвердил, сказал, что где-то слышал. Вот, а когда мы тогда были... Хавурдах у нас известное слово, да? Вот он. Хавурдах. Я не знаю, не Нет? помню сейчас. Вот он есть. Так, ох, я прах. Ох. И одним словом. Правильно написано. Ох, я прах. И Стрела. перевод правильно. Ох, это стрела. Стрела. Стреловидная. Стрела не говорит. Роза гуль, правильно. Мгм. Трандофила Я тоже рамейский. Я вот тарамейский. так вот подаю рамейский с цифрой 3. Нет, лучше в скобках напиши рамейский. Кто там будет знать, что 3 это. Хорошо. Ер Алма. Земляное. Яблоко. Топинамбур. Оно с... Земляное яблоко бывает розы. По-моему, это груша земляная. Да, груша. А если Этот, как его? топинамбур? Топинамбур. Он земляная груша, а земляное Да, яблоко, это если топинамбур. дословно перевести. Тут обозначить надо подробный, не подробный, а как? Буквальный Буквальный перевод. Буквальный перевод. Обязательно сделай, иначе не поймут. Мгм. Тогда это, наверное, нужно будет уже не в таблице подавать, а отдельными вот, от названий и сразу там варианты перевода, чтобы это было не так неудобно. Ну, посмотришь сама. Мгм.
Так, телеграф Чичаги у него спросишь. Да, это вообще. Мазы Агачи. Не слышал такого. Диреги. Так, хурма, диреги. То, что десятки... Мазы слово это прошлое. Keçkenге mazı derler деген şey var bizde. Мазы. Напиши это прошлое. Прошлое? Прошлое. Мазы. Это туя. Но может быть и другое что-то еще. Я его знаю как прошлое. Есть поговорка. Keçkenге прошлое. Mazı derler. То есть прошлое называют прошлым. Пусть прошлое останется прошлым. Это вот дерево туя, вот хвойное такое. Вот здесь. Туя есть. Угу. И оно очень... прошлое, оно древнее очень, это очень старое дерево, может быть, поэтому оно так называется. Не знаю. Это мы можем только догадываться. Купе, чичек, фуксия. А пишется отдельно? Вместе? Чичек, да, вместе. Вместе. Вот это... Дах, чаи, чаи? Отдельно. Вот, а вот это чаи, оно пишется чаи. Да, и краткое пропущено. Чай. Вот чай, и тут чай, и тоже. Чаю, причем потому что чай, первый видишь, твердый. Ага, чай. Чубан, чай тогда тоже. Да, чай пишется отдельно. Да. Чубан, чай. Чай. Так. Здесь сара чай. Сары чай. Просто чай. Чай просто. Ага, просто чай. Желтый чай. Даг чаи. Да. И чебан чаи. Да. Кина тереги. Хана. Кина это. Хана это. Не, это у него спросишь. Ну да, Кина. тереги. Хашик от. Есть. Вместе, да? Хашхагач есть. Хашхот я не знаю. Нет, оно на хрен. Хрен? Да, это ваш. Хрен? Татран. Так подожди. Татран есть. Это как синомия. Татран есть, да? Тогда вот это на первом месте. Это в вас я нашла. Ложечная трава. Хашик от. И вместе писать. Татран. Хаших вот вместе. Вот хасым чичек. Это хризантем. И пишется вместе, да? Хасым чичек. Это ноябрь. Листопад. Ноябрь, цветок ноября. Да. А вместе или один? Вместе. Хасым чичек. Вот еще. Так, про отца, да, это я подтверждаю. Татлы саган. Сладкий лук. Ялтинский лук, вот этот наш синий. Ага. Потом вот шекер хамыши, сахарный Шекер хамыши. Сахарный тростник. Сарымсак. Вот этот битивбаш. Это знаешь какой? То дольками чеснок. А это целый. А головой, да? Да. Головка. Она на дольки не делится. Полная. Угу. Ты видел такой? Да, видела. Это есть такие с другого сорта чеснок. Да. Черыш. А это битьевбаш, оно пишется... Вот, битевбаш, я не знаю, что обозначает битевбаш. Баш, я понимаю, а битев не знаю. Оно пишется... головка, наверное, головка какая-то. И пишется оно... Вот, еще здесь вопрос. Сарымсак здесь с твердым знаком на конце или без? Твердый. А вот это битьевбаш вместе или отдельно? Битевбаш вместе. Ага, все, есть. Чоплемеот. Вот это чирыш. Это это мое, да. Чоплемеот. Это чопле, что клевать. Не знаю. Чоплемеот. Это вот у вас... Я его не знаю, но чоплемек это вот выбирать, скажем, насыпал это и коры начинают чоплемек. Клевать. Или ты сам руками собираешь. Так. Киикерик, кирес, кирас. Черешня. Есть такие. Еще один вопрос. А вот это карасырга, это же отдельно пишется. Черная сережка. Черная сережка. Харасырга отдельно. Киикерик, дикая слива. Полына. Хюш, киразы. Че? Хюш, киразы. Кираз. Вишня, черешня. Хуш, кираз отдельно. Ага, вот мне тоже. А черешня или вишня? Вот это кираз. Черешня. Хадифечи. Вишня. Вишня. А вот еще вот это ябан мерсин. Оно одним словом пишется. Это дикий мерсин. А
Дикий мирт. Дикий мирт. И бруснику называют дикий мирт, только брусника это красный дикий мирт, а вот эта вот черника это просто ебанверсин. Так, Хадифе Чичек. А вместе, да? Хадифе Чичек есть такой. А вместе пишется или? Хадифе Чичек, да, вместе. Угу. Хотя раньше называли Хадифе Чичеги тоже. Чичеги. Хадифе. Через Х, да? А вот так вот сейчас вот. Хадифе и так, и так. Чичеги. Вот так было еще. Испанах шпинат. Да. Правильно. Правильно? Так. О, это почти последняя страничка. Шокоется дут, виды асылтюка. Это У вас культурная... тутовник, да? А, тутовник, шелковица, тут. Шелковица. Шелковица. Орах тут, туча в Ускуте, Стамбул. Как написать? Стамбул тут или Стамбул Стамбул дуту? был то лучше. Дуту. Так. Чингене дуту. Так, ячмень, арпа и ахчам, пихта сибирская. Но это я не знаю, ахчам. Такое слово я не это. А это что? Ахчам? В конце тут. А это вот здесь перекати поле, я не нашла его. Ахчам. Еще что такое, я забыл. Пихта сибирская. Пихта. Все. Тут еще чуть-чуть есть. Что там? Вот я сейчас не случайно, тут буквально 30 названий будет. Они такие. Можно еще так их пробежать? Ну давай. Мы бы просто не... Мы Как мы что, их пропустили, мы что ли? сначала не смотрели, мы их с конца смотрели. В середину просто за что-то зацепились, а сначала не смотрели. Еще чуть-чуть осталось. Так, что тут? А вот Астра, Кусь, Чичек. Кущик осенний. И вместе пишется. Конечно. Ки, Кусь, Чичеги. Чувачичек. Правильно. И вместе Чувачичек вместе. Да. Тильки Куйрук. Лисий хвост. Одно слово. Одно слово. Кют Фуртбаган. Хуртбаган. Ты вот эти десятки Вот, знаю, не Баган. спрашивай. Да, Да. все хорошо, тогда это я ставлю. Кизиапрах. Это я ставлю, да. Тогда это тоже я уберу. А, где-то в десятки, это все непонятно. Ну, сейчас будем. Тут я же говорю, что вот еще. Тикинык хаш-хаш. А, ну, через дефис вот это Хаш-хаш, мак, а это колючий. текильда. Не колючки там, а как это называется? Ворс. Ворс. Ворсистый. Ворсистый. Ага. Улак ату. Это улах Козленок. не улах козленок, да. Вот с этим непонятно. Хапым тузлук. Правильно. Апнтажлох Это вот та щепотка соли? это барбарис. Это барбарис, а если дословно Да, перевести? да. Ну тут хатын говорят, хапым говорят. Хатын это женщина. Хапом. Ну вот эти все варианты есть здесь. Прикуси. Хапын, тузлух, хапым, Вот. тузлух хатын, Еще его сарычалой шиябрах. называют. Сарычалой еще называют. Сарычалло. И пишется, вот сарычалой отдельно пишется, да? Да, наверное. Тузлуха ты. А между прочим, я этого слова не знаю. Может, и вместе. А вот это вот. Сарычалло. Это у вас, я нашла его. Может быть, одно слово. Хаза. Ага, я проверю. Подожди, чавы? Да, Все, отдельно. это было. Хазаях. Это было. Значит, сармаших, чермаух. Тоже было. Ну это и есть. Да. Ой, а вот это сложно было. Как это перевести? Это действительно... Хаин это береза. Это береза. А если дословно вот этот хай... Ну, белая. Белый дерево. Девять шурин такие. Белая береза. Делимедан. Вот один медан. А что такое? Делимедан вместе. Вместе что? Вместе писать надо. О, спасибо. Так. Переоту было. Да. Киикберджимек было. Батахлых Юлдазы было, по-моему. Фрэнк Макдональдс было. Обуртикен Будяк было. Тоже было. Так,
держи. Хавал агач. Свирельное дерево. Бузина. А вот здесь вот Вот свирели делали из его. Хавал. Катурлата. Как кутурлата или кутурлата? Катурлата или кутурлата будет ламбат. Бузина. Где-то. Это будет ламбат. Хавиля. Хавиля. Ну, хоуши тоже, наверное, есть слово хавиля. Катырла дейлер бізде писун. От Да. себя, который ходит. Катырла. Но не знаю, связано с этим или нет. Да, да. Потому что с рамейского катурла это моча. А, А, да, так это же сильный мочегонный препарат. да. Моча. Писюн. Вот, а получается ку или катурлата? Катурлата, скорее всего, да? Да. А, тогда удаляю у. Так. Бук, бикагачи, оксия, уксия. А зачем ты ту? А я убрала, ага, не, просто а убрала. Катурлата. У убрала. А осталось. осталось, да. Катурлата. Так, бик, бук, оксия, уксия. Правильно. Оксия, где? Правильно, правильно. Это все правильно. Ударение на оксия, уксия. На первом слоге. Нет, Оксия. уксия. Уксия, вот в том Уксия. Последний. Уксия, на последнем слоге. Последний. Мгм. Хумшут. Хумшут это я не знаю. Или это я, да? Ну, Ты это твое, давал? это хумуш от. Я не знаю. Хумуш от вместе должен писаться тогда. Хумуш от. Так. Сарайонджа. Сарайонджа. А пишется сарайонджа раздельно. Значит, это тут все нормально? Тал, сигит, правильно. Ахтал, муртал, все стал. Вагерджинато, Бодиня от вместе пишется Перепелкина трава. Бодене. От. Конечно, вместе. А еще вот этот Кокбаш и Мезлык тоже одним словом. Да. Так, десятки не спрашивают. Мёртво. Козолагач. Альха. Красное дерево. Угу. Сычан Берджимеги. Ого. Так, Агрида. Аградья, это мое. Напиши с рамейского. Да. Рамейского дикий. Агро. Это я уже писала. Агро. Нет, не писала нигде. Дах юзюм. Юзю. Да. Юун. Юзюм. Зачеркни у. Суп его с чуга. Ки где-фне. Елан чомоч. Правильно. Сагортиль. Правильно. Коктутай. Пиган. Пишется голубая, небесная женщина, да? Татай. Коксатай. Голубая это, как Красавица. она по-русски называется? Это Красавица. Аджиот. Если Гурия, может, какая-то, вот Татай. то тай это красавица. Просто. Да. Да. Угу. У тебя Татай что-то хос. небесное. Небесная, вот видишь, женское. небесная вот красавица. Красавица просто. Спасибо. Видишь, я... Мгм. Так, аджиот. А вместе. Я не знаю, А что аджи, а как аджи? Ажджи, оно же как-то не так пишется. Василек. А чего она горькая трава? Это не как. А G через И же пишется, да? И от вместе. Нет. Или вместе написано. Аджиот. Так. Это просто. Елантиль, Елантону. Харагач. А здесь у. Если это литературная норма, у должно. Тону. О, у. Ага. Харагач Эльме. Правильно. Таблга. Не знаю, Адросман, не знаю. Табалга. Харафиль, Табалга, Харафиль, табалга. правильно. Сумбуль. Вот Сумбуль. Видишь, у нас там Сумбуль и Зумбуль. И сумбюль. Вот, Зумбуль и Сумбуль. Это что? вот он есть. Разные варианты, да? Ну да. Это получается, что в разных... Это герцель вообще. У нас везде. Келентили, Субибери.
Вот там кикре, вот. Кикре, а тут Нету варианта кикре. есть, кикре, а то есть. Это кекернек у нас рыгать. Вызывающий рвоту. Да, не рвоту, а Отрыжку? отрыжку. Я запишу. Спасибо. Там это есть. Так, боярышник. Я Пушхан, я Бушхан. Суемыш. Ускут. Кик мушмол. Я Бушхан. Вот этот. Так, это я не знаю, Баулы Баба. Хархиджхан. Так, Харахансиер. Вот это вот черная калина. Хара. Хаялото. Торхай кость. А коз, это там твердый знак должен быть, да? Да, нет, мягкий. Мягкий. Ювес. Евес, ты нашел. Аджибахла. Ты один раз пишешь аджи вот так с двумя, Да, один раз просто Аджи, два джи. Джи-джи. Вот это Джи. правильно. Вот это правильно, я запишу сейчас. А если одно, это получается половник. Ой, Это горький, а то половник. ой, если одно, если аж джи. Ага, спасибо. Вот можешь добавить вот так. Вот. О, Так, граб. Каракок, карагач, кокчемен, кокэмен, стурия, устрия. Правильно. Чиле, бурунки и керамет, я не знаю. да. Чубан, чантасы. Правильно. Пастушья Сумка. И еще хичи, а у вас Хачи, тоже. не знаю. Армут, А правильно? хичи. Что есть, да? Да, это Ахлап, правильно. кертме, ташлы, ахлап. Правильно. Ах, сохта. Это Ой, а вот секундочку, слышишь? вот перевод белый ученик, сахта. Да. Сохта, да. Сохта это ученик медресе. Удар бичем. Ну, по Понятно. форме бичи, так поскроенный как. Угу. Вот Беньяфрах, чичиги. биясучек. Так это надо Но и... вот когда белый ученик медресе, обязательно пометку сделай. Это Буквальный перевод. буквальный перевод, да. Ну да. Я везде делаю. Тельки, Чтобы не джелеги, думали. хазалчух, тав, чум. Правильно. Паталауч, хазалчух. Ну, можешь вот так еще дать вариант хазалчух. Просто через х. Ахтикен, патлавух, чанчичек. Это понятно все. Кварху и рух. Тоже понятно. Так. Хатыр. Ой, вот здесь вот перевод. Хатыр тырнагы. Автор это мул. Ну, Хатыр тырнагы. хатыр-тырна. Как написать? Копыта мула. Как Копыта отдельно не написать это лучше? Хатыр Хатыр-тырнах. Хатыр-тырнах вместе, а Можно хатыр-тырнах... вместе, можно раздельно. Оба варианта, да? Ага, Оба варианта. Ага, пиши туда один. раздельно. Здесь А убери где разделить? Ага. вот здесь последний. Вот так вот разделить можно. Или так, да. Два варианта. Напиши сама, чтобы ты запомнил. Да, вот, получается первый вариант. Я его сейчас напишу. Я ж хатыр тырнаг. Да? Да, да. А второй вариант Хатыр-тырнага. Не, это вместе тогда. это вот вместе. А вот это вот отдельно. Ага. Тырнаги. Отдельно. И это копыта. Молодец, Подташка, хорошо пишешь. Я так учусь. Я хочу. Все это. Это копыта, не ноготь, да? Что ж это хата? Копыта. Это не ноготь. Ноготь. Ноготь? Ноготь? Тырнах это Ну, ноготь. копыта говорят по-русски, ноготь не говорят же. Ну да, у мала нет ногтей. Копыта. Ага. Это у нас говорят туях и тернах. Синонимы. Так. А, все, это дальше мы уже пошли. Дальше мы сделали. О, да, это я уже потом разберусь. Все. Да?
Виктору, старый Да, это тиш. все было. Ой, Все, ура, вы сделали сегодня славу. все Все, добили. закончили. Вот. Мы вас, наверное, Так. мучили. Сиранаха, давайте мы у вас купим эти журналы, Да. вот эти с животными, и Возьмите, все, и пойдем. ладно. За дверьми. Я хотела вас сфотографировать с Гиреем и попросить Гирея, чтобы меня с вами сфотографировал. Хорошо, давайте. А можно вас попросить, если у вас будет время и настроение, вот предисловие, которое... Я тебе еще раз говорю, Хазым, возьмусь и не сделаю, подведу тебя. Ничего страшного, я вдруг будет. Ничего страшного, я вам его оставлю почитать. Юля, то, что я тебе сказал, этого достаточно будет. Да? Да. Хорошо. Так, тебе сколько журналов этих? 3. 3? Это вот это, да, получается? Пачка. Да, нижний. Давай, ты возьми. Ага. Ой, сейчас я достану. Так, сколько стоит? Эти Вот 250 А ты стоят. 250, да? Так, я 2 возьму, а ты сколько? По одному вам дарю. Нет, спасибо. Мы А возьмем. остальное берите, Я сколько возьму 3, хотите. а ты 2. Хорошо. Ой. Так, получается это 500. Ой, Утомили страшно. Так, вот я 500 ложу сюда. А я вот 800. ага, Все. хорошо. Ну, Юля, тут, конечно, работа еще. Я вижу. А я не спешу никуда. Это же самый главный первый шаг. Спасибо. Ничего, потихонечку Это все мне будет. очень интересно. Капля долбит камень. Да? Там еще Надо писать будет перед этот еще нам наши результаты этих туда экспедицией, внести. потому что не все закончили, не все сделано. Надо, видишь, вносить с каждой статьи, вносить название. Когда ты выкладываешь... Надо будет еще их, знаешь, те, которые мы не нашли, их тоже сюда внести. Да, вот Все те, названия, которые мы не определили. Для тех, кто может сделать приписку, что те, Над кто еще- обложкой не думаешь? А? Над обложкой. Я думала. Я очень хочу обложку сделать. Сделай обложку такую, чтобы она звала к себе, тянула. Вот та картина вот этого Нурия Якубова с крымско-татарскими гобеленами, вот с этими растениями.